Селям алейкум сағыл телесерджилер. Бүгін информацион программасыны сейр етесі сізнен бері бірлікте мен Сейтумер Сейтумеров. Ве бұл саат ичерісінде мерақлы мұсафирімізден сізні таныш етмеге девам етежеміз. Ве бірінші бағымыз Қырымдан Судақ шерінде бізнен жанлы бағда фотограф Рифхат аға Якубов. Селям алейкум, Рифхат аға. Алейкум ассалям. Очень рад вас видеть и приветствовать в эфире нашей программы, Рифхат ага. На самом деле, я очень рад, что у нас появилась возможность с вами провести прямой эфир. Вы тот человек, труды которого имеют, на мой взгляд, огромное значение и историческую ценность для всего крымско-татарского народа. Вы были одним из немногих тех людей, фотографов, кто в те годы исторические для нашего народа, годы возвращения из депортации в Крым, запечатляли через фотоаппарат вот то, что происходило тогда. Делали прекрасные снимки, которые передали всю боль, я сказал бы так, всю реальность того времени, периода возвращения. Ну и продолжаете, соответственно, делать прекрасные фотоработы и сейчас. Но начать хотел бы с вами с того, как вам помнятся те годы возвращения крымских татар на свою историческую родину. Ну, эти годы хорошо запомнились. Это один из лучших этапов моей жизни. Когда-то у меня была выставка в Швеции, в Стокгольме, и там один из пришедших на выставку татар посетовал: «А ты почему одних казанских татар снимаешь? На татарский мир гораздо шире. Вот тут среди нас есть и крымские, и сибирские, и астраханские. Если ты можешь на себя взять такую миссию, пожалуйста, сделай фотографии всех татар». И эта мысль засела мне в голову, и я решил начать с крымских татар, потому что о них абсолютно не знал. А они были на слуху в конце 80-х годов. Радио Азатлых передача делала о борьбе крымских татар за возвращение на родину. Ну и меня эта идея увлекла поначалу, вот любопытство узнать, что такое, кто такие крымские татары. С этой мыслью я первый раз приехал в Крым в мае 90-го года. И я сразу попал на Бахчисарайский пикет на площади Ленина. То, что я там увидел, меня потрясло. Большое количество людей, там было примерно 150-200 человек. Были раскинуты палатки, кто-то на газоне, кто-то прямо на асфальте расположился. И все эти люди жили одной мыслью. Им хотелось скорее оказаться на родине, чтобы им выделили участки, чтобы их пребывание там в конце концов узаконилось. Но власти всячески препятствовали этому под предлогом, что Крым перенаселен, что Крым не резиновый, куда вы все рвете, вы там жили в достатке в Узбекистане, для вас здесь места нет. В общем, возвращайтесь на родину. А люди уже продали все свое имущество в Узбекистане в надежде, что им удастся осесть на исторической родине. И они были полны решимости. Вот эта решимость меня просто удивила. Я таких людей не видел. И еще меня потрясла хорошая организация этих пикетов. Меня потрясли руководители, кто занимался организацией жизни, хозяйства, диалогами с властью. Затем жизнь показала, что эти люди были великолепными и администраторами, и деловыми людьми. Впоследствии я руководителей видел в правительстве Крыма, вплоть до вице-премьеров, видел мэров городов, руководителей многих хозяйственных структур в Крыму украинском.
Это говорит о том, что народ, самоорганизация народа, его творческая потенция, она была на очень высоком уровне. И вот все это меня привлекало, поэтому я еще и еще и еще раз приезжал в Крым. Мгм. То есть, если я вас правильно понял, идея вообще фотографировать Крым и то, что сейчас там, что тогда происходило там, процесс возвращения крымских татар, вам на международной фотовыставке, то есть предложили, вы вот приняли это предложение, решили попробовать, правильно? Да, да, шведский меховой фабрикант Фатхулин мне задал этот вопрос, и даже он обещал финансирование, пришли бизнес-проект. Я, мол, альбом о всех татарах, финансирую издание такого альбома. Но, к сожалению, это предложение не имело продолжения. Но, к моему счастью, я оказался на земле Крыма, среди крымских татар. Я увидел совсем других татар. В эти годы, ведь и в Казани было много протестных акций всяких. Но как-то там соответствующие органы все это взяли в свои руки и ловко управляют этим процессом. А здесь я видел, что все идет от народа, изнутри, и, самоорганизация крымских татар. Поэтому мне даже казалось, что крымские татары быстрее вернут крымское ханство, чем казанские татары казанское. Мгм. И вот эта идея меня настолько, эта мысль засела в голову, что я даже принял решение переехать в Крым насовсем. Машаллах. То есть настолько, получается, вас захватили вот эти процессы, которые происходили в Крыму? Да, Рифхат ага, вот как раз вы отметили вкратце, в те годы распался Советский Союз в 91 году, и именно в этот период как раз крымские татары, и продав все свое имущество в Узбекистане, в Центральной Азии, там на Урале, где были крымские татары, они начали возвращаться, и в одночасье люди остались, ну, грубо говоря, без ничего, так как все эти деньги, ну, по сути, все эти сбережения на книжках превратились в фантики. И люди были на этих стройках, на этих самозахватах, без ничего, остались без денег. Через что пришлось пройти крымско-татарскому народу? Что успел запечатлеть ваш фотоаппарат в те годы? да, конечно, ситуация была ужасающей. Вот тут, в нашей деревне, где я принял решение жить, у нас среди крымских татар и учителя, и инженеры, и врачи. И в те годы никто из них не мог устроиться на работу по специальности. Я сам в конце 91 года уже 10 января 92 я прописался в Кутлахе. Ну, естественно, я человек небогатый, вот, и сам искал себе работу на пропитание. Я пришел в редакцию «Судакского вестника», такая газета районная выходила. Я знал, что там освободилась ставка фотокорреспондента. И предложил свои услуги. А редактор попросил мой паспорт, и когда увидел национальность татарин, он сказал: вы знаете, у нас указаний татар не брать. И вот эту ситуацию я вместе с крымскими и татарами очень четко ощутил. Но в отличие от них, я не мог заводить скотину, ухаживать за скотиной, строить теплицы, парники, заниматься торговлей. А крымские татары, невзирая на свой высокий профессиональный статус врачей, там, инженеров, учителей, они не гнушались никакой работы. Но в основном это была вот такая коммерческого плана. В степных районах закупали фрукты, овощи,
возили их по всему Крыму, продавали и таким образом зарабатывали себе деньги на строительство. Вот эту ситуацию я сам лично тоже пережил. А я зарабатывал тем, что я снимал детские садики, школы, и какой-то заработок минимальный себе обеспечивал таким образом. Мгм. Рифхат ага, вот вы тоже отметили, в те года многие отмечают ту сплоченность, которая была среди крымских татар. Как вы думаете, что сплачивало народ и как она проявлялась? Как вы видели ее, эту сплоченность? Сплачивало то, что э, вся нация, весь народ, он жил в то время как один организм. И все помогали друг другу. И это для меня тоже было большой неожиданностью. Когда я строил, я на собственном примере скажу, когда я начал строить свой дом, мне привезли машину отсева, ну и надо было ее разгрузить. Я взял лопату и стал махать ею. И вдруг неожиданно появляются два моих соседа с лопатами. И ни слова не говоря, берутся и помогают мне разгрузить машину. Еще один пример. Когда был собран первый этаж, мне нужно было залить перекрытие. И когда я обратился к соседям за помощью, никто из них мне не отказал. Почти вся улица мужчины пришли, и мы за 3 часа залили потолок 100 квадратных метров, 13 кубов, 12 кубов бетона ушло. За 3 часа всей улицы такую большую страшную работу сделали. И все это было бескорыстно, никто с меня денег не просил. Я всех, конечно, благодарил хорошим ужином. Но вот это говорит о том, этот пример о том единстве, о той взаимопомощи, в которой в то время жила вся татарская, весь крымско-татарский народ. Рифхат ага, вот вы сейчас говорите, как оно было раньше. Я очень смутно помню те годы, так как я был в возрасте там 5, 7, 8 лет. Но я тоже это очень так издали, как говорится, помню. И как сказка, кажется, что вот люди вот такие на высоком уровне, такие взаимоотношения были между людьми. К сожалению, вот в последнее время вот такого уже не замечаешь. Вот нету все-таки, как говорится, приложа руку на сердце, к сожалению, нету. Что произошло, на ваш взгляд? Почему вот какая-то перестановка ценностей произошла? Или что, на ваш взгляд, стало причиной? Ну, это, видимо, свойство человека, когда он обретает какую-то уверенность, когда уже за его спиной дом, когда уже семья оформилась, выросли дети, уже разлетелись, у каждого свои семьи. Видимо, как-то человек трансформируется. Но тем не менее, все равно я чувствую теплоту, во всяком случае, ко мне, вот по моим прошлым работам по фотографиям. Мне даже иногда кажется, что меня в Крыму знают как фотографа больше, чем у себя в Татарстане. Хотя я там тоже большую работу снял, которая оставит, надеюсь, след в истории казанских татар. Я снимал национальный праздник, который сейчас настолько трансформировался, его невозможно узнать. То, что было придумано народом и праздновалось народом, и та организация чиновниками теперь этого праздника — это две разные вещи. Вот. А здесь, несмотря на то, что я уже большую часть времени провожу в Казани, в
Крыму бывает только 2-3 месяца. Тем не менее, где бы я ни появлялся, в каком бы селении, с кем не заговорил, говорят: «А, это ты тот казанский татарин, который снимает наше возвращение». Все знают эту фотографию знаменитую с юным отцом, который обнимает сына, и Да. здесь будет наш дом, сынок. Да, вот эту фотографию. Мгм. Ее практически все знают. Рифхат ага, и не менее важный эпизод вы сняли крымско-татарского народа по важности. Это второй Курултай, когда крымские татары, как вы отметили уже, характерны были тем, что могли самоорганизовываться. И вот формой такой самоорганизации выступил тогда собрание, формирование и проведение второго Курултая в 1991 году. Опять-таки, я сейчас попрошу режиссеров, эти фотографии нам покажут. Как прошел тогда Курултай, чем он вам тогда запомнился, отметился? Ну, для меня это как бы было, ну, один из вариантов самоорганизации, один из примеров. Но мне больше запомнился вот одновременно в это же время в Строгановске буквально вот за несколько дней до Курултая отмечали Курбан-байрам. Мгм. И как там радовался народ первым своим днем счастья на родине. Вот эта съемка мне больше запомнилась. А Курултай, ну, это как бы это документ, где как бы крымские татары выбирают свою власть, своих руководителей, своих лидеров. Ну, я это снимал как документ. Единственное, что там было удивительного, там собрались татары со всего мира. Я даже предположить не мог, что большая диаспора татар в Румынии живет, что огромное количество татар в Турции, крымских татар, ну и из других мест. Вот этот факт был для меня очень интересен. Мгм. Насколько мне известно, тогда власти пытались не дать провести это собрание. Я не знаю, когда вот собирались на этот съезд, на этот Курултай, какие были предприняты меры, то есть со стороны милиции, я не знаю, правоохранительных органов, какие-то такие физические препятствования проведения этому мероприятию были? Мне лично никто не препятствовал. Я, к счастью, не столкнулся ни с какой формой запретов. А потом я находился под покровительством крымских татар. Меня ничего не пугало. Потому что были ситуации, когда вообще мне инициативниками крымских татар выделяли даже телохранителей. Вот, например, на съемках в Кореизе я сам лично видел, как огромный отряд ОМОНа сидел в кустах, и все ожидали нападения на корейский пикет. И мне были выделены телохранители. Один из них в случае нападения должен был спасать мои пленки, другой — аппаратуру, третий — выводить меня из окружения. Вот вплоть до такого. Ну, Поэтому это только подтверждает те слова, насколько был самоорганизован крымско-татарский народ тогда. Что я не слышал последний вопрос. Не вопрос, это моя реплика. Говорю, это, наверное, еще раз подтверждает, насколько был крымско-татарский народ в те времена самоорганизован. Да-да-да. Мгм. А, Вот основные требования были у крымских татар — это восстановление исторической справедливости, то есть возвращение на родину, ну, на родину уже вернулись, полное восстановление прав, восстановление государственности, которая была уничтожена и тому подобное. Вот когда вот такие лозунги звучали, требования, вам не казалось ли в то время, что это вот недостижимо, а вот они почему-то хотят этого и стремятся к этому? Ну, в то время, когда эти лозунги звучали, мне почему-то казалось, что это достижимо. Видимо, эту самоорганизацию, видя, как на местах
четко руководители меджлисов распределяли роли всяких общественников по тем или иным проблемам, как вот эти проблемы разрешались или делались попытки их разрешить. Мне казалось, что эти лозунги реализуемы. Мгм. К сожалению, время не совсем оправдало эти надежды. Мгм. И Вот, даже совсем ситуация сейчас повернулась совсем не в недоброжелательную сторону. мгм. Знаете, вот вы отметили уже, что очень вам запомнился вот праздник в Строгановке Хурбан-Байрам. Тогда на самом деле народ очень много таких праздничных мероприятий делал, люди собирались. И вот эти эмоции, вот эта эйфория, что наконец-то после там 40-50 лет в депортации мы смогли вернуться на нашу землю, на нашу историческую родину. М, Каково вот снимать эмоции людей? Вот, я как фотограф, но я больше природу люблю снимать, и мне всегда казалось, и до сих пор кажется, сложно снимать людей, вот запечатлеть кадр. Как вам удавалось это вот именно ловить вот эти эмоции людей? Но, ну, я давно уже занимаюсь фотографией, и мой процесс как бы становления как фотографа, он проходил под влиянием мировой фотографии. В 1959 году в Москве была выставка американской фотографии, она называлась «Род человеческий». И это, эта выставка стала моим учебником по фотографии. Дело в том, что содержание там довольно-таки незатейливое. Жизнь человека от рождения до смерти. И вот там впервые я увидел людей земного шара разных национальностей. И когда и тогда же я задал себе вопрос: а тут есть и те, и другие, и третьи, а где же татары? И вот в начале 70-х годов у меня как бы определилось мое направление в фотографическом творчестве. Я должен снимать жизнь татар. То есть стало как призвание своего рода. И вот эти снимки я до сих пор просматриваю. Уже прошло около 40 лет, как каталог этой выставки попал в мои руки. Он у меня на самой почетной полке, где лучшие альбомы мировых мастеров. Я эту выставку, этот каталог, эти фотографии просматриваю до сих пор, и они меня вдохновляют. А другой факт — это школа мировой фотографии, мирового фоторепортажа. Она опирается на опыт французского фотографа Анри Картье-Брессона, который считается мэтром репортажной фотографии. Его работы я часто смотрю, и его большой альбом тоже как бы моя настольная книга. Мгм. И когда видишь перед собой образцы таких гениальных снимков, поневоле что-то сам перенимаешь. Ну, а самое-то главное, естественно, это ты можешь научиться форме, можешь научиться, когда поймешь, что фотография — это баланс пятен и линий, и вообще геометрия, фотография — это геометрия, сочетание всяких линий, балансах. Вот. А все остальное в твоей душе заложено. Если тебя тема волнует, оно обязательно находит отражение на снимке. А ремесло уже, оно вот приобретается как бы просмотром Мгм. мирового того, что для тебя было придумано и сделано. Мгм. Рифхат аға, к 30-летию Курултая в Киеве
прошла выставка ваших работ. Отдельная благодарность вам за то, что жителям столицы Украины есть возможность увидеть те годы через объектив вашего фотоаппарата. Как вы думаете, удастся ли им вот через эти фотографии, через эту фотовыставку прочувствовать вот то, через что прошли крымские татары в те годы? Этот вопрос меня тоже очень волнует. Я сейчас готовлю фотоальбом событий этих лет. Мне бы хотелось объединить в одной книге. Я ищу варианты издания этого альбома. Я веду диалоги с издателями, с журналистами. «Золотое перо» крымских татар, ну, пока не буду называть имени, оно дало согласие на вступительную статью. Потом есть этнологи, которые могут оценить как бы с точки зрения этнографии событий, ну, сюжеты моих фотографий. И разного рода специалисты откликнулись с большим удовольствием. Они готовы принять, ну, как бы дать и свои текстовое сопровождение некоторых моих снимков. Вот. Но пока еще не удается мне найти финансиста. Я знаю уже, сколько это стоит, сколько стоит типография, сколько стоит работа дизайнера, сколько стоит работа редактора. Но ну, я думаю, немало наших соотечественников смотрят наш эфир с вами, и я надеюсь, что такую ценную для нашего крымско-татарского народа работу, то есть ваши фотографии, надеюсь, что найдутся спонсоры, инвесторы среди числа предпринимателей крымских татар, которые... Вы уже оставили свое имя в истории нашего народа, но есть возможность и у других оставить тоже свое имя путем того, что помогут вам вот в издании этой книги, этого альбома. На самом деле это очень, на мой взгляд, важная будет работа, так как она останется нашим последующим поколением. То есть, может, 30 лет назад мы еще не знали, вы, когда фотографировали, не знали, что это будет историей, да? То есть это будет пластом от одной такой вот истории крымских татар, но она стала уже ей. И кто сможет нам передать эту историю будущим поколениям, это тоже немаловажно, на мой взгляд. Да, Аллах кабул этсин бу фикрни. Иншаллах. Рифхат ага, у нас осталось не сильно много времени, но я очень хотел бы с вами по самой фотографии поговорить, так как вы очень талантливый фотограф. Учитывая ту реальность, что сейчас, ну, грубо говоря, у всех есть телефоны, многие увлекаются фотографией художественной, и ваши советы, я думаю, были бы ценны для всех нас. Первое, вот, что для вас значит фотография? Ну, для меня-то это образ жизни. Это даже служит иногда поводом для семейных конфликтов, что Даже я так? слишком отдаю фотографии. Ну что делать, если занятие фотографией для меня как воздух, как вода, без которой жизнь человека невозможна. Это с одной стороны. А с другой — это способность общения, коммуникации между людьми, потому что фотография — это как бы зафиксированные моменты. Для кого-то это лучшие периоды жизни, для кого-то, может быть, какие-то драматические события. И когда эти фотографии тебя окружают в доме, например, в моем доме в Казанском около 50 фотографий на стенах висит. Здесь, наверное, фотографий 25. Вот. И каждый раз, проходя мимо них, я возвращаюсь в ту атмосферу, в те события, в
ту жизнь, которую я пережил, испытал, ощутил. И вот без этих воспоминаний, без этих картин я себе вообще жизни не представляю. Вот что такое для меня фотография. Мгм. И тем, кто снимает своими мыльницами или вот теперь уже телефонами, что я посоветую? Те моменты жизни, которые для вас интересны, они обязательно должны быть сфотографированы и должна быть напечатана фотография. Не нужно ее хранить в электронном виде. Это будет кладбище воспоминаний. А если вы напечатаете из ваших многочисленных съемок одну, две, три фотографии и будете каждый день на нее смотреть, это гораздо больше и более теплое ощущение, чем копилка в телефоне. Мгм. А, Я объяснил, что такое. мгм. Мгм. А скажите, пожалуйста, вот какие советы бы вы дали, по сути, тем начинающим Вот вы фотографам? там настоящий фотограф, имя его Валентин, фамилию я не знаю, но он блогер, он ведет блог «Вставай и снимай» называется. Я вот тем, кто хочет овладеть азами фотографии, я бы рекомендовал заглянуть в интернет, найти блог вот этого автора Валентина. И он потрясающий учитель. Жалко, что во времена моей юности таких не было. Он учит буквально всему. От видения композиции, света, сюжета. Он колесит по всему миру, он говорит на многих языках, но, к сожалению, вот не слышал, чтобы он говорил на крымско-татарском. Но в Украине, во всяком случае, когда он встречает иностранцев, говорит с ними то на английском, то на немецком, Мгм. с украинцами на украинском, с русскими на русском. Но с татарами, видимо, он еще не общался. Мгм. Рифхат ага, Но это замечательно. Я бы вам рекомендовал тем, кто интересуется школой фотографии, вот бесплатная школа, открывайте, у него там масса всякой информации, мгм. и он великолепно владеет языком, его интересно слушать, смотреть, и можно и обрести кое-какой опыт. Рифхат ага, вот мы знаем, что на некоторых выставках вот эти фотографии уже приняли участие. А выставляли ли вы эти ваши фотографии возвращения крымских татар на каких-то международных выставках? То есть удалось ли историю Крыма показать вот на таком уровне? Да, мне посчастливилось поначалу, где-то в 1994 году, большое количество поляков появилось в Крыму. Их заинтересовала крымско-татарская ветвь э, из польской истории. И вот они искали следы крымских татар и обрели как их как-то в Судаке. Вот. После того, как они побывали у нас в доме, увидели мои фотографии, я неожиданно получил приглашение. Была здесь и польская журналистка, вылетела фамилия. Урсула Дорошевская. Вот, она организовала мою выставку в Польше. Мгм. Вот, началось с этого. Потом в нашем доме побывали, нужно сказать, что моя жена Эльмира Байрамали, она автор экскурсии в гостях у крымских татар. М. Поэтому, когда какие-либо иностранцы проявляли интерес к нюансам крымско-татарской жизни, их всех направляли в наш дом. И это помогало и мне очень сильно. И вот как-то в нашем доме оказались э, руководители организаций непризнанных стран. Как? СФНГ. Да. Вот, они меня пригласили с выставкой
в Австрии было одной из встреч этой организации. И попутно и в Италии мы останавливались, и в Италии я показал эти работы. И в Австрии. Затем я был приглашен Берлин. в Берлин, да, Институт Восточной Европы Берлинского университета приглашал меня тоже с персональной выставкой. И там же во время этой выставки ко мне подошел культурный атташе Турции и попросил эти снимки для культурного центра турецкого в Берлине. Они выставляли там. Была у меня выставка и в Турции, и самые неожиданные побывали эти снимки и в Кувейте. Мы познакомились с одним арабским журналистом. Как же его имя? Ашраф Абу-Язид. Ашраф Абу-Азиз. Вот. Он был редактором журнала «Аль-Араби». Это аналог National Geographic на арабские страны. И вот, оказавшись в Казани, он увидел мою выставку по казанским татарам. Как раз в эти дни у меня была там персональная выставка. Сделал со мной интервью и часовую передачу на телевидении, на арабском телевидении. А потом через несколько лет слушай, говорит, у нас должна проходить конференция по шелковому пути, а у тебя есть фотографии по странам шелкового пути. Крым, Азербайджан, Грузия, татары астраханские, сибирские, казанские. Не мог бы ты вот такую выставку нам послать? И я с этой выставкой был приглашен в Кувейт. Так что большая часть работ были посвящены крымским татарам на этой выставке. Машалла, на самом деле очень благодарен вам за это, так как посредством ваших работ огромное количество людей по всему миру могут узнать о крымских татарах, об их проблемах, об их истории. Очень благодарен вам за это. И последнее, что хотел бы вас спросить в сегодняшнем нашем включении, это какие планы? То есть что собираетесь делать, что снимать? Сейчас тоже немало различных событий происходит в Крыму. Их пока не удалось вам снимать? Ну, я уже человек пожилой, и мне сложно перемещаться. Мне бы реализовать эту мечту и издать альбом. Сейчас, в ближайшее время, я посвящу этой работе. Я тут связался с местным издателем. Мне подали надежду бизнесмены. Значит, вот я должен со всеми этими людьми лично встретиться, переговорить, выяснить возможности. Я уже сделал черновой макет альбома, я им покажу. Потом мне помогли с приобретением сканера. У меня большой архив, я не знаю даже сколько тысяч там фотографий по крымским татарам. Все это надо систематизировать. И, может быть, когда-нибудь это наследие кого-то заинтересует, чтобы люди не терялись в событиях, в том, что там отснято. Ну, все это привести в порядок. А то, что здесь, иногда удается попадать на какие-то события, конечно, я их буду снимать. Но в обозримом будущем меня вот сейчас волнует издание альбома. Çok sağ olun Рифхат аға. Алла ярдәмче булсын бу альбомны чыгармага. Аллах разы болсын сезнен бу фаалиятыңыз өчен, ишиңиз өчен. Allah razı olsun. Сайгыл телесерчилер, безнең жанлы багда фотограф Рифхат ага Якубов булынды ве оның иҗаткарлыгы хакында сүбетлештек. Оның фоторесемләрне эпимиз күргәндерек интернет васталарындан ве иләхре. Боле инсан
халқымыз арасында пайда болып, халқымыздың тарихыны өз фотографияларından сақлап біздерге қалдырды ве умут етем келешек нәсілдерге де бұл фотографиялар қалар. Біз есе yayınımızны devam etemiz sayılı teleseyirciler. Birkaç hafta evvelsi hepimiz eşitken edik. Kırım'da yanıdan böyle Vladislav Yesipenko jurnalist yakalangan edi ve hapiste alıngan edi ve Tunyon Kırım'da bu mahkeme öz işini başladı ve şu anda Kiev'de, Vinnytsa'da buna bağışlanған destek aksiyaları geçti. Bu aksiyalar nasıl geçkenini geliniz seyredeyik. Владислав Есипенкоға сербестлік Киевдеки мұстақылlik мейданда фааллер. Кремльнің сабық мабуслері веле қайт олмаған Киев сакинлері. Қанунсыз тақып етілген Радио Свобода журналистінен бірдемлік олғанны көстермек үшін топландылар. Кімдір Владиславның портреті ве Фри Есипенко хэштегінен футболкаларны киіп, башқалары журналистика жинайет дегел язынен плакатларны алып келді. Мабусның апайы Катерина ақайы азапларға оғратылғанны хатырлап, Владиславны азат етмек чағыруынен Украина президенті Володимир Зеленськийге мураджат етті. Мій чоловік та батько нашої 6-річної донечки Стефанії вже 4 місяці ледь виживає в СІЗО номер 1 міста Симферополя. Валентин Виговський, наприклад, 7 років, 5 з яких в камері одиночці. Наші діти залишились без батьків, сім'ї без синів, братів та чоловіків. Есипенкоға қол тұтмаға келгенлер арасында Кремльнің сабық мабуслері олған Владимир Балух, Олег Сенцов, Станислав Асеев, Николай Семена, Исмаил Рамазанов. Сенцов, Владислав Есипенко азапларға ұғратылғанына бақмадан озын әве Украинаға сады қалғанындан пек ғұрурланғанын айты. Вже пройшов тортури. Я вважаю, що зараз чистий наголос його більше не будуть катувати. Попереду суд, попереду срок, попереду очікування і боротьба. Я вірю, що Влад та інші наші хлопці, які знаходяться в полоні у Путіна, в Криму, в Росії, на Донбасі, це все полонини Путіна, бранці Кремля, вони будуть звільнені. А ця добита імперія буде зруйнована. На суде заявив о пытках, Владислав... Умутве қол тұтып сөздеріні Мабуске Винницада да білдірділер. Авропа мейданында ижғал етілген Ахмеджетте март айында Тарас Шевченканың доғған күні қайды етілуі аққанда левха шығарған сон Владислав Насыл яқаланғанына тариф еттілер. Акция тешкілячысы Энвер Шерфиевнің сөздеріне көре, бұтетбарының мақсады ижғал етілген Қырымда уйдырма даваларға инсанларынан диққатына желп етмектір. После задержания его в течение 2 дней пытали электрическим током, по голому телу били мокрым полотенцем, не подпускали независимых адвокатов для того, чтобы выбить нужные для следствия показания от данного журналиста. Но в первом судебном заседании, когда он уже его начали защищать наши адвокаты, он признался в том, что против него были применены пытки. Ерістеген Владислав Есипенко ве башқа сияси мабуслерге шақси мұражатларына язып олмасы үшін масагерлештірілді. Тешкілятчылар, мектуплер рус апсхане цензурасындан кечмесі үшін олар рус тілінде ве сияси тарафтан нейтраль олсын деп рижа етті. Я писав трохи про себе, написав слова надії, слова підтримки політв'язням, щоб коли вони це читали, щоб вони отримали хоч трохи позитивних емоцій. Сподіваюсь, такі, які дали їм надії, писав, що ми в будь-якому випадку будемо за них боротись, щоб не стало, що їх випустять і замість них знайдуть інших політв'язів, ми будемо боротися за них теж, і щоб не сталося. Я розумію, що ця акція, ці листи – це не шлях до вирішення проблеми, але це те, що ми можемо зробити безкорисно, ми можемо допомогти, ми можемо вкласти частинку своєї душі ось в такі невеличкі матеріальчики від себе. І мені б хотілося, щоб кожен сказав якісь свої теплі привітання або передав Вінницький от такий кличок малесенький туди, до нього, щоб він розумів, що про нього знають.
Владислав Есипенко Ахмеджитеке СИЗОда ең азындан ярым ел тұтылacak. Бөле қарарны işgalcilerinin mahkemesi çıkardı. İşgalciler tarafından kanуnsыз silah сақламасында ve Украин махсус хызметлерінен işbirlik etkенінде қабатланған мабуске қол тұтмақ үшін онлайн флешмобты тешкил етілді. Ерле қайты olmagan insanны украинче яда русча yazılған Есипенкоға сербестлік хэштегінен yazılarını ve resimlerini ичтимai ağlarda paylaşmağa rica ettiler. Свободу политвязням! İşte sayılı teleseyirciler, korduk nasıl bu aksiya geçti ve şimdi bizden canlı bağda Vinitsa'da bu aksiyani teşkil etken vatandaşımız Enver Şerfiyev. Alimiz, selam aleyküm Enver. Alo, eşitesiz mi Enver Bey? Alo. Алло, eşitesizmi beni? Eşitem. Enver Bey, selam aleyküm. Алейкум селям. Энвер, расскажи, пожалуйста, нам, как прошла акция в Виннице. Насколько нам известно, ты один из организаторов данной акции в поддержку Владислава Есипенко. Что можешь сказать, как прошла она? Ну, акция в Виннице, можно сказать, так прошла. Ну, мы ее сделали зависящей от себя. Мы организовали и провели данную акцию в поддержку Есипенко. Акция прошла, ну, поскольку город Винница не привык к таким мероприятиям, было мало людей. В основном, ну, интересовались проходящие люди целью данного мероприятия. И были такие, которые, ну, не прошли мимо, написали пару теплых слов поддержки Есипенко. Угу. А можешь рассказать, кто такой Владислав, за что он был задержан, журналистом какого издания он является? Ну, насколько мне известно из источников, он является внештатным корреспондентом Крым-Реалии, Радио Свобода. И он не имеет образования журналиста. Он просто освещал тему социальной ситуации в Крыму, проводил соцопросы. И за это он оказался неугодным Кремлю, и после съемки возложения цветов к памяти Шевченко на следующий день его сотрудники ФСБ цинично, я это подчеркиваю, остановили, вывезли из машины, положили лицом к земле. Скорее всего, в этот же момент они к нему в салон машины подкинули гранаты и обвинили его в том, что он переводит взрывчатые вещества. Угу. А как ты думаешь, с чем связано то, что Россия так вот активно борется с освещением того, что происходит в Крыму? Это, по сути, Есипенко, ну, такой же человек, как и те журналисты гражданские из числа крымских татар, которые освещали судебные процессы, обыски. Ну, у Есипенко была своя, скажем, сфера деятельности, как ты отметил, он освещал социально-бытовую жизнь в Крыму. Что вот мешает? Чем вот эти все люди неугодны Кремлю? Ну вот, как мы видим с момента оккупации Крыма, это с 2014 года, в Крыму не работают независимые от Кремля СМИ. Единственные каналы, такие как Крым-24, телеканал Милет крымско-татарский, они работают в Крыму, поскольку они освещают, ну, такие там конкурсы там всякие, ну, такие, то, что и поют оды славы России. Да, и постоянно восхваляет Россию. Ну, такие как Владислав Есипенко, который тоже ранее был арестован по сфабрикованному делу, Николай Семена, и гражданские активисты Крымской солидарности, которые являлись гражданскими журналистами, они показывают всю ту проблему, которая на сегодняшний день есть в Крыму. А Кремлю, как показывает практика, это невыгодно. И за это, фабрикуя разные статьи о терроризме, об экстремизме, Кремль активно борется с такими журналистами. Угу. А что побудило вас провести данную акцию? И, на ваш взгляд, вот прошла акция в Киеве, прошла акция в Виннице. Как эти все акции могут помочь тому же Владиславу? Ну, эти акции, в первую очередь, цель акции, проведенной в Виннице, организованной мной с помощью поддержки Центра прав людини Зміна, Центра громадских свобод, была
первую очередь направлена на общественность, чтобы общественность, которая живет в данном городе, видела ту проблему, которая сейчас творится на оккупированной территории Крыма. То, что творит оккупант, какое там он беззаконие творит. Наша цель на данной акции была показать жителям города Винницы то, что в Крыму не так все гладко, как показывают того некоторые СМИ. Мгм. Ну и на самом деле, насколько мне известно, вот уже это отмечали не раз адвокаты, что вот эти письма, акции, они все-таки имеют влияние, что в том же СИЗО или в той же колонии, где содержатся заключенные, уже понимают, что этот человек под вниманием, как минимум. И вот они объясняют это, вот эти пользы вот этих всех акций вот этим. Я получил подарок от организации «Крымсоц». Книга называется «Дневник Сервера Мустафаева». Я эту книгу прочитал, и там на самом деле вот то, что писал сам Сервер Мустафаев, когда находишься в камере 4×4, грубо говоря, когда получаешь письма от совсем незнакомых людей, это дает тебе каплю дыхания бороться дальше. То, что ты уже знаешь, то, что ты не один ведешь данную борьбу, то, что с тобой хотя бы как минимум украинская общественность. Ну, помимо украинской, еще и мировая общественность, поскольку это после оккупации Крыма эта тема стала обширной, и она даже озвучивается на парламентах Европы и тому подобных ассамблеях. А вот на прошлой неделе был принят так долгожданный закон о коренных народах. Теперь крымские татары — коренной народ Украины, наряду с караимами и крымчаками. Как винницы отнеслись к этому? Не был ли хейт, связанный с этим? Относятся ли люди с пониманием к тому, что вот этот закон был принят Верховной Радой Украины? Ну, по поводу Винницы я не знаю. Ну, вот я, например, видел реакцию в социальных сетях. Там люди разного вероисповедания и гражданства, даже россияне поддержали этот законопроект. Потому что, наконец-то, крымские татары, крымчаки и караимы обрели статус коренного народа на законодательном уровне. А по поводу Винницы я планирую в ближайших выходных Аллах Смитеце провести соцопрос, чтобы узнать мнение винничан по данному законопроекту. То есть соцопрос связанный, как жители Винницы отнеслись к этому, да? И вообще знают ли они, что такой закон был принят? Ну да, как жители Винницы отнеслись к этому принятому Верховной Раде законопроекту о коренных народах? И вообще, следят ли винничане за политической обстановкой в стране? И последний вопрос, Энвер. 23 августа в Киеве должна будет начать свою работу крымская платформа. Насколько, на твой взгляд, все-таки она будет способствовать деоккупации Крыма? Не знаю, освобождению наших крымских политзаключенных. Как ты думаешь? Ну вот я наблюдал за акцией, которая проходила в городе Киев в поддержку Есипенко. Там выступал Антон Кореневич, представитель Автономной Республики Крым при президенте, если я не ошибаюсь, его должность. Он сказал, то, что мы работаем над этим законопроектом, и то, что он будет успешным, и надеемся на то, что этот законопроект чисто на бумажке не останется, то, что он сделает решительные шаги по поводу деоккупации Крыма. И вот даже этот принятый Верховной Радой закон 1 июля о коренных народах Крыма является, мое сугубо мнение, это является большим плюсом в преддверии в преддверии крымской платформы. Чок сау, Энвербей, безнен бағланған үшін, Аллах ярдымчы болсын ишлерінде. Сайғылы телесерджилер. Программамыз соңына келмекте. 5 дақадан эфирімізді девам етерміз. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını
истерім. Беңзетірім сені, сачылар аха, құдырған далғалы бахры сияға. Оксюссың, esirsin deb shimali ingle yursin faqat dinglayin qani. Altın destanlı kunlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin qani. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyin Karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da oğrunda can veren qani. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere Karamanlıkны 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa Karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды әлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızdan yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri.
кірді evimizге душман қуа алмайық. Сесіміз чықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, әфенділер. Ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Селям алейкум, сайғы телесережелер. Бүгін программасы өз ішіні девам етмекте, сізнен бері бірлікте мен Сейтумеров. Ве бұл саат девамында адетіміз ұзыре сияси мабуслеріміз ве Қырымда олып кечкен махкемелер ақында алып барамыз. Язықлар олсын күн-күнден оларның сайысы тек чоқлаша. Ве шынды бізнен жанлы бағда Диляра Кантемирова, сияси мабус Эльдар Кантемировның анасы. Селям алейкум, Диляра тата. Алейкум селям. Диляра тата 2014 сенесінден башлап, халқымыз бөле зорлықлар бөле басқы көрді, zulümге оғырады. 10 июнь 19 сене сізін оғлыңызын evine de кіріп келіп чықтылар, тинтув япып апыске барақтылар. Ама ондан евелді оғлыңызға келген екенлер тинтувнен, ама бірінші тинтувдан сон елдарны қапамадылар, ама екінші тинтувден сон енді оны қападылар. Асылда келгенлері не себеп еді о вақыт вес сон кесефер? Менің оғлым Россия келген соң hiç razı olmadı. Devlet tarafından Müslümanlara karşı yapılan zulümlerine, haksızlıklarına. Başladı katlamaya tintüleri, ondan sonra mahkemeleri. 2017 senesi ekeni piket çıkan, benim kaderim yoktu, ben onu tanışlarımdan bildim. Bana çok şeylerini söylemeydi beni rahatsızlamak için. Onun için ben eşten sonra rahatsızlanıp başladım. 2017 senesi noyabr ayında sabah erte büyük oğlumun apayı telefonu açtı. Geldiler diye. Ben sırası bildim kim geldiklerini. Çapıp geldik kızımdan beraber biz yakın yaşar birbirimize. Bizi az bara koymadılar. Biz Koran'ın o tarafından bakıp oturduk. O vakit o tintüde bir şey tapmadılar. Kompüterine alıp gittiler, bir de iki tane kitabını, Lichность Müslümanina ve Крепость Müslümanina degen kitaplarını alıp gittiler. Bir şey tapmadılar, o'zini alıp gitmediler, ona pek kullandık. Hepsi bir yüreğime bir rahatsızlık düştü. Ya son ikinci sefer tintuv olganda endi kelgende onu alıp ketmege o sabasını nasıl hatırlaysız? Demek siz kenede tıştan tek onu seyretip oldunuz, içke kırıp olamadınız? İkinci tintuv olanda o bütün gece popcorn yaptı. Çünkü ikinci günü Ağuşta rayonunda bayram olacak idi. Orada bayramı. Popcorn patlattı. Ben ona yardım ettim. Yanında oturdum. Tek öyle bolduran состояниясы var edi. O'zining duygusu olsa gerek, lakin bana bir şey aytmadı. İkinci günü sabah ikkita Ağustos'ta bayram yapmaya. Bayram yaptılar. İkinci günü. Ondan sonra уже bayram üçüncü günü baksam sabah звонить gelinim. Bize obısk geldiler. Şimdi Zarechne'ye varacaklar. Herkes evde az barda dursun diye. Ben sразу telefonu açtım Eldar'ın emciyesine, что advokata haber etsin diye. Advokat Allah sağlığını versin. Tez geldi. O следовательler Eldar'dan beraber azbarımıza gelene kadar уже advokat bizim azbarda teklif oturdu. Onlar даже şaştılar, что advokat öyle tez geldiği için. Onlar belirlediler kimse olmayacak, onlar istediğini yapacaklar.
So'ng advokat girdi, tintuv vaqtida qizim da öyle niyeti, чтобы kızım da öldürdüler. Çünkü onların adetleri o yana bir şeyler bildiler. İkinci tintuvda da bir şey tapmadılar. Tek bir disk aldılar, yeni bir kitap aldılar. Öyle de çıkıp gittiler. Onu alıp gittiler уже. Ana rahatsızlanma, benim türlü kabahatım yok. Benim için rahatsızlanma dedi. Асылды Эльдар bu писке бара кылгандан эвел ненен оғрашайды, насыл зенат сайыбайды, насыл білгі тәсил алды. Чүнки шынды бүтін біздің балаларымызны террорист деп қабатламаға естейлер ве бөле малюматлар халқымыз жемат асылды эркес білсе менімже данды яқшы олар еді. Kırma Göç belli 12 yaşındaydı. Dobrovski mektebi bitirdi. Mektepte güzel okudu. Bir ke onun adına bir yanlış eşledim. Ne hocalarından, ne dostlarından. Okumayı bitirip instituta girecekti. O arada aves ettik. Birisi söylesin ki İslamski Üniversiteti. Ana dedi, men varım. Degensem kalırım, degenmesem kayıp gelirim dedi. Lakin tek degendi. Bir ay ispitательный sroktan soň onu pek yakşım etip aldılar özlerinin üniversitetine. Anda 4 yıl okudu. Onda da özünü tek istidalı gösterdi, talebi oldu. Ukrayna muhtiyatında benim adıma teşekkür mektubu gelgen edi. Böyle yaxşı terbiye etken oğlunuzda deyip. Komşu aralarında pek yaxşıydı. Biz zahvatda yaşamadık. Bizim komşularımız hem Ruslar vardı, hem Ukraynalılar vardı. Kartlar bir şey yardım sorasalar bir vakit yok demeydi. Даже mına свидетель защиты iki tane Rus komşumuz vardı. Pek güzel söylediler onun tarafından. Ondan sonra Kiyevski Üniversitesi'ne son 4 ay kaydı İslamski fakültette okudu. Son kayıtıp geldi eve. Kayıtıp gelden sonra koyumuzda Salgı Baba adlı din cemiyatı vardı. Ona azası oldu. Çok Müslümanlara Arapça öğretiydi. Kur'an okumaya öğretiydi. Yazda gitti Ağustos'ta çalışmaya sezona. 5-6 ayında çalışıyor. Ondan sonra balaları olan sonra çok balalarına emniyet veriydi. Onların okumasına. Balaları даже Rusya'ya gelen sonra bir kere Rostov'a, bir kere Moskva'ya matematik olimpiyadalara varıp ikinci, üçüncü yerleri aldı. Maşallah. Даже mektep direktörü benim kızım özünün balasını o mektebe yazılmaya varsa директриса айтқан. Это такой хороший папа деген Эльдар үшін. Екі дене баласы оқи, гордость нашей школы деп карточкалары бар мектебің почет несінде доскасында. Onun için kimse bir yamanlık yapkan insan değil. Lakin dini imanı pek kaliydi. Onun için o İslam dinine niyeti ana okur yaxşılığa niyeti diye söyledi her vakit. Асылда сіз айтасыз, шынды эр тарафтан бөле тек гүзел сөзлер, лафлар оғлыңыз ақында ештіле, әмде бөле тешеккүрлер сізге білдірелер. Бұны эпісіні айтқан инсанлар, білмейм, малюмат оларақ, шарт оларақ, махкемеде кечкенде қарар алынғанда демек есапқа іште бір алынмай? Мен белдесем алынмай. Олар bizim süreçlerimizi açık kulağlarına almaylar. Okur özlerinin söylediklerini doğru sayıyorlar. Eseleten iki Rus komşum vardı da öyle bir güzel laflar söylediler. Onlar gitmiyorlar. Onlar bellileri işte Eldar Rus milletine karşı çıkaydı dediler. Білесіз, Диляра татамында менімде не мұйым, шынды
Бақыңыз, білгеніме көре, оғлыңыз бұл бөле адлы екінші алушта давасының мабусы ве оларға енді прокуратура тарафындан кенеде балабан бөле апыс мүдетлеріні бермеге істейлер. Анда 4 ватандашымыз бұл давада кече. Yanlışmasam 13-тен 18 yaşқа қадар оларыны апыс жазасыны талап етелер. Асылдағына полайсызым, не үшін хабатсыз инсаны стейлер, ште бөле 13, 15, 18 елға отыртмаға? Öyle çok yıllar hapis cezasını vergenleri, onlar Müslümanları korkutmaya istiyorlar. Bir türlü ispatları olmasa da, eğer ispatları olmuş olsa, onlar çayın içinde onlara verirler de onların cezalarını. 2 yıl, 3 yıllar arasında onlar bir şey olamaylar. Ben çok slepsini, ben suçlara, mahkemelere vardım. Onların söyleyenlerinde bir türlü bir şey yoktur. Onlar özlerinde inanıyorlar, inanmayırlar, o yalanlarını bilmeyeyim. Siz ağnap olamadınız mı, bilesiz? Böyle bazı vakitleri eşitem vatandaşlarımızdan mahkemede pristavlar olsun, bu polis hadimleri olsun, özleri böyle açıktan aytalar, biz ağnamayıq ne üçün sizni böyle şeyge oğrattırarlar. Siz de öyle insanlara rast gelmediniz mi? Çünkü çok endi sonki vakti böyle eşitem. Kimlerde bir abla siz olarak ne передача verecekti, duyayım onların bize nispeten sigaran yumuşak güzel baktıklarını. Öyle sen eşitmedim. Білесіз, сіз енді қайдеткен едіңіз, Эльдар бұл бір кішілік наразылыққа да шыққан еді. Yanlışmasam, оға пара жазасы берілген еді, бөле жаза. 10 bin rubl. Асылда оны не істеклендірді, бөле шейге çıkmağa, o sizge ağnatmadı mı? Yok. O çok şey benden saklaydı, söylemeydi bana beni rahatsızlamak için. Elbet odan da onu bir taraftan bizge gösterir merhametligi, çünkü hepsi bala yazıklar olsun ki herkes şimdi düşünmüyor anasını babasını nasıl işte duyacak, nasıl hasivet edecek, maşallah oğlunuzga. Şimdi siz aytkan ediniz, o da Salgır Baba din cemiyetinin azası edi, odan da gayrı yanlışmasam Eldar dini tahsil siz ayttınız aldı ve mında sual peyda ola. Bunu endi apiske bırakkаны, demek bu dini insanlarla Rusiya köreşi. Sizge, sizin xorantanızga bilmeyim özlerini muftiyat aytkanları, Kırımdakıları kelip aytmadılar mı? Keliniz yardım ettik, okumuş, bilmiş insan, olar tarafından. Yok, bir kimse bir şey aytmadı. Men onlardan bir türlü yaxşılık beklemeyim, bir türlü yardım beklemeyim. Lakin oğlum hapishaneye düşen son bir kere müracaat etti, bir iki kitaplarını hapishaneye, SİZO'ya vermeye, okumak için. Ben o kitapları alıp muftiyata vardım. Çünkü onların piçatları gerek eken. Onlar o kitapları görüp şaştılar. O oğlumuzun kitapları mı? Dedim. Öyle bir güzel balaban kütüphanesi var. Öyle bir İslam dininin kitapları var. Ben de alıp okuyayım. Balaları da okuyayım. Anda bir türlü ne terörizm, ne ekstremizm hakkında bir söz yoktur. Biz muftiyata hiç işanmayım, hem yardımlarını da isteyemeyim. Nasıl siz düşünesiniz? Niçin onlar öyle pozisyonu aldı? Çünkü böyle hatırlasak, siz de hatırlaydınız, 14 senesi Emir Ali Ablayev böyle bir çıkışta bulundu ve aytkan edi böyle sözler. Biz bir balamızını incitmamız, bu spetslužbalarga, FSB'ge kollarına vermemiz degen edi. Şimdi %'den ziyade bizim vatandaşlarımız hapishanelerde otura, ama onlardan bir ses, bir davuş bile çıkmay ve tek kimerde da beterini eşitemiz, olar işte öyle yamanlar, olar öyleler, olar böyleler. Niçin olar öyle pozisyonu aldı? Siz ağnap olasız mı?
Men de eşitken edim Emral'in o sözlerini. Lakin olar hem öyle şey de eşitken edim. Biz söyledik o yaşlara o yoldan kaytınız, abli yapınız deyip son ben oğlumdan soradım. Sizin camilerinize müftiyattan gelip adamlar bule şeyler söylediler mi desem kimse gelmedi, kimse bir şey söylemedi dedi. O prosta laf olup kaldı. Men bellisem olar özlerini nasıl diyeyim size kurtardılar. Olar özlerini kurtardılar. Olar yaşlar ne yapsalar yapsınlar bize tiemeseler oldu deyip men bellisem öyle politikadan. İşte yazıklar olsun oğa Oşay, bilesiz айтқаным gibi bu davanı endi hüküm soramağa talap eteler. 66 yıl 4 insanға oğlunuzға ise 14 yıl isteyler tahqiqatçılar. Bilmem, siz asılda özünüz sağnap oldunuz mu? Onların terrorizmi nede? Demek camide toplanğanı için ve dini mevzuları için laf etkeni? Da, olar Alıştağın camisinden müftiyat çoktan beri tutlaşıydı. Onların camisini almaya. Onun için oğlum da işte yaz bütün bayramlar yaz ayağına gelişiydi. Onun için benim oğullar camileri var, cuma namazlarına, bayram namazlarına. Onun için o da oğullar arasına düşüp öyle oldu. Lakin o akla yatacak şey değil. Bir şey yapmayan adamlara 18-19 yıl Eldar'nın şimdi 4 balası var. Aslında Хорантасы balları onun o 2 yıl devamında koruşup oldular mı yok? Nasıl vaziyet Eldar'ını? Koruşup oldular. Simferopol epizoda bir-iki kere ranışat ettiler ballarla beraber koruşmaya. Ondan sonra bir kere zasidaniye varsam bir kere gelinim sonki vakti ballarını da alt var. Girdiriler zala. No, bu zaman ballarına görüşü eti. Ben de görüştüm oğlumdan. Elhamdülillah sağlık geldi. Постоянно gülüp oturuyor, gülümsürüyor. Biz de göremiz onu mahkeme salonundan her vakit böyle tebessümler yolay. 14 yıl diyen son benim gözlerim yaşa doldu da bana netti. Ağlama diye, yaşa göstertme diye. Bu hafta bilesiz... Ular her vakit deydi, ana başıma ne yanılsa onu koyacağım. Her bir şey Allah'tan. İnşallah bir gün ola bir gün biz o sıroklarına oturmak çıkarız diyorlar hepsi. İnşallah biz de oğa umut etemiz. Allah sağlıklarını versin onlara. Bilesiz, şimdi Eldar Rostov'da bilgenime göre doğru mu? Ve odan da gari bütün diğer mabuslarımız en başta işte Rostov'a yollanılalar. Son ise Rusya koloniyalarına. Ve menimce bu hepsi sürgünlükке oşay. Sizge de öyle kele mi? Çünkü bizim istemegen halkı, bir yerge çıkmağa halkımızını böyle işte çıkarıp bırakalar öz topraklarında, ondan da gayrı hapishanelerini. Ben de öyle bileyim. Onlar bu rejimi bizi vatanımızdan kuvup çıkarmaya istiyorlar. Mında endi belesem açıktan açık onu aytalar. Hatırlasanız bir tintüf keçken edi. O'zini Qrimbashi Saygan Aksionov aytgan edi, biz terroristlarla kurashamiz, kim istemiyor onu chiqsinlar bundan. İşte ular endi açıktan açık o'z isteklerini, niyetlerini bildirtirdiler. Ularning maqsadlari bütün bizim xalqimizni işte Qrimdan chiqarmaga ve öyle demek yapkanları korkuzu meselesi. Adamlar korkup işte bundan zuvsunlar degeni, öyle mi? Öyle. Ya Eldar bakınız Dilarat'ta. Demek her vakit böyle aktif insan edi. Hem de
бірінші насыл делер сигнальный предупредительный оле обыск олды Тинтуф. Сон бұл бір кішілік наразылықлары үшін пара жазасы қазанған еді. О қорқмай едім іште бір күн келерді мені де отыртарлар деп. О hakkında hiç laf etmeydi, korkmasa gerek. Çünkü korkmuş olsa o söyledi, ana ne Kırım'dan gitmeye isteyeyim derdi. O hakta laf hiç olmadı. Çok sağ olun Dilara'ta bizden bağlanğanınız için. Allah Teala tez vakitte oğlunuzun ve diğer mabuslarımızın qaytqanını көрмеге насип eylesin. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden canlı bağda Eldar Kantemirov'nun anası Dilara Kantemirova bulundu. Hatırlatam Eldar Kantemirov ikinci Aluşta davasının mabusu ve onun beraberlikte şimdi hapishanede bulunalar Ruslan Mesutov, Ruslan Ağa Nagayev ve Lenur Ağa Halilov. Bu dört mabusımızki Rus işgalcileri 66 yıl hapis cezasını talep eteler. Onların arasında Eldar'a tahkikatçılar 14 yıl hapis cezası isteler ve klasik olarak endi işte neni biz iz etemiz, neni göremiz. Bizim vatandaşlarımız camide toplaşıp namazlar yapıp dini meselelerini müzakere etkenleri için onlar terörist olup çıkarlar. Pek acayip ve akılga asılda sığmagan bir mesele. Eğer de camilerde din meselesi hakkında laf etmeseler, nerede gerek eken dini meseleler hakkında laf etmege. Çünkü bir mahkemede haqiqiy böyle izbatlar, olar terörist olganını ya da bir kimsege zarar ketirmege planlaşkanı, birevni patlatmaga, öldürmege böyle bir izbat bu 7 yıl içerisinde getirip olamadılar. Ve yayınımızı devam etemiz saygılı teleseyirciler. Ve şimdi bizden canlı bağda Zuriya Mirusiyinova, siyasi mabus Rustem Mirusiyev'nin anası. Selamun aleyküm Zuriya tata. Aleyküm selam, sütümür akşam şerifiniz mübarek olsun. Amin. Cümlemizge hayırlı ve mübarek olsun. Zuriya tata, yazıklar olsun, sübetleşecek mevzumuz pek böyle güzel değildir. Bu bizim halkımızın vaziyeti, sizin oğlunuzun siyasi mabusның Rustem'nin vaziyeti. Ama bugün sizin sübetleşmege isteyim sizin faaliyetinizin neticeleri hakkında. Bilemiz ki bu hüküm çıkarılgandan evvel yanlışmasam oktyabrның sonunda geçen yılı siz çıkan ediniz bir kişilik narazılıkka siz ve diğer bu davanın mabuslarının anaları ve sizge karşı memuri yani administratif işleri açılgan edi. Olar hakkında ne aytabilisiz? Asıl da başlayık geliniz odan sizin çıkkanınız sebebi ne oldu? Sütümür 31 oktyabrın 20. senesinde o'z-o'zimizga karar çıkardık. Balalarımızın 3. noyabrda sonki mahkemeleri olmak gerek, ularga ceza kararlarını çıkarmak gerekirler. Предварительно prokuror soradı 18 yıl benim oğluma, Abduganiyev'e 13 yıl, Abduhayır'e 16 yıl. Biz buna razı olmayıp yüreklerimiz taşıp gittik. Soysop akraba bir kimse buna inanmadı. Biz nasıl o'zimizin narazılığımızı göstermeye gidip soysop akraba cemaatimiz çeşit koştelerden karar çıkardan Rostov'a barmağa mahkemeye. Bizler bu o'zimizin narazılığımızın göstermek için bütün milletimizge, bütün cemaatimize göstermeye istedik. Çıkıp göstermeye bizim balalarımız terörist değildir. Onun için biz bir şeye bakmayıp, hastalıkımıza bakmayıp çıktık bu yağmur havada yolların çetine göstermeye. Çıkmaya geçtirmedik, 5 dakika geçmedi. Bir yaş yigit çıkarmaya istedi. Bizim
Kelinde yanına men kalsam yanmaydı. Şu arada polis maşinaları toplandı yanımızga. Что такое деп Kore plakatta. Men diyem mana çıktım bir kişilik narazılığa. Yok olmaz. Аксенов çıkardı karar. Одиночный пикет запрещается во время пандемии. Son men diyem, men niye kanunu bozdum? Ben bir özüm turam, maskam var, kolçaklarım var. Ozlarda çetke çekilip aytalar. Почему к ней придраться? У нее все есть. А сам Оза майор мне yanıma laf etti. Садитесь в машину, поехали писать протокол. Вы, говорю, меня заражаете. Во время пандемии люди ездят на электричках, на автобусах, делаете 12-тысячные парады, никто не заражается. А я стою одна. Нет, садитесь в машину, поехали в участок. Мен ona aytam, men hasta kışım, men üçüncü tansiyonum көтерілсе, men bu yerde yıkıp kalsam, siz cevap vereceksiniz. O diyor, а что, ей плохо, что ли? Geldiğinden sonra. Садитесь в машину, я даже скорую вызову. Çağırınız dedim. 40 dakika bekledik, skora gelecek de. O sırada şaşmalayın. Topladı o kadar polis. Bir kişiye 10 tane adam var diyorum. 40 dakikadan sonra tez yardım arabası geldi. Beni koydular. Tansiyonum koterildi 200-100. Şekerim koterildi. Onlar son polis kapının yanından gitmiyor. Biliyor işte ben yalan aytam bir şey. Son bular beni karar çıkardılar. Barınsağa koymağa özümüzün Oktyabr'ın barınsasına. Polis başlasın bizim aramızdan gitti. Beni anda doktor çıkıp spravka olarga vermeyince что гипертонический криз госпитализируем деген son beni taradılar, kaydılar. Ладно, выздоравливайте diyeyim. Narazılar. Son ben bir hafta hapishanede bulundum. Hapishanede en onlar skora помощька звонить ettiler. Yatar mı, yatmaydı. Doktor bana ayta, en seninle beraber Meraklanalar. Meraklandılar. Onun için ondan sonra çıktım. Pek rahatsızlandık. Ballarımız Tartop'a gittiler. Anda onların cibermediler. Son ertesi günü KPÖ'nün yanına yaptılar bir miting. Bizlerin 3 kadını 3 aydan sonra protokol çizip bizlerini miting dep sayıp bizlerin cezasını 10.000 diyen mağa 5.000 ceza verdiler. Ben invalid 3. gruptalar. Manavden oldu bizim nemiz, işimiz. Ya sizin plakatınızda Züret Ata ne yazılı edi? Nasıl talaplarla çıktınız? Men oğlumun resmi, moy сын не teröristdir. Tek bu. Açan bizlerin mahkemede soraylar, что это митинг, мен айтам, кого же я призывала к чему-нибудь? Я стояла с плакатом, молча, мой сын не террорист. Başka bir şey. Men ona Hadim'e aytam, sizin oğlunuzu 17 yılga hapishaneye koysalar, siz niye yapar ediniz? Kanda barar ediniz? Gözlerini aska bakıp, bana bir şey ayıp olamaydı. Sonki mahkememizde ben Hadi'ye aytam, sizin praktikanızda gördünüz mü? Ciddi terörizmin arkasından analar, babalar, cemaat piketle çıkıp эти дети не виноваты деп çıktılar mı diyeyim. Bir dönem олигарх или коррупционера, или наркомана на 17-19 лет сажали, вы в своей практике видели это? Хоть одну фамилию скажите мне, говорю. İndemeyip otura. Her bir şeyini dinleyler, kararlarını çıkararlar. Білесіз, сіз шынды бөлі мерақлышы айтыңыз, сізні үш қадыны қайсылары епсіңіз дигерлі ерлерде тұрдыңыз, митинг деп adlandırdılar. Böyle sözler var, умом Россию не понять, ama
мен аңнап оламайм, насыл бір-бірін көрмеген, бір-бірінден ұзақ тұрған инсанлар насыл митинг олып сайып шықтылар сізні. Бұны сізге аңнатып олдылар ма? Жоқ, олар делер, тема была одна тема. Мен қачан оларға қанунның васиқасына бердім этот статью, что одиночный пикет разрешается без уведомления администрации полиции. О, это, сен бұны қандан алып шығардың дейді. Мен дем, из закона Конституции Российской Федерации. В Москве, в Ленинграде она действует, а в Крыму она не действует. Многие знаете, давайте сюда алды кятын. Ой, Аллам, бұл Русия девлеті бір ақылға сығмаған бір девлет асылда. Мантықсыз, ақылсыз бір вазиетке оғыратылар біздің халқымызны, язықлар олсын. Білгеніме көрес, бұл интернет васталарында оқығанда сізге полислер келгенде да пис сөзлер айтқанлар, оле шей олған еді ме? Соғынып ште оле? Демек о башқа инсанға олғандыр. Шынды білесіз, әнде оғылыңызға қарар шығарылды. Апелляциясы олды ма? Әнде Ростовдам да, яда не ерде о? Мен оғылым Ростовская область, город Новочеркасста, шынчық Бақсарайский бірінші группанен, екінші группа анда бектейлер апелляционные аудиозаписи судебных дел должны ознакомление олмаға. Мына оларының бірі шығаралар для ознакомления. Ама уже кечті 19 апрельде олмақ керек еді апелляция, бұл вақыт кетес оларын тұталар. Енді башладылар оларын бірі шығарып таныштырмаға бұл махкеменің ішлерінен. Бұл пикет үшін сізге демек апелляция кечті, бұл 5000 айтасыз, оледе қалдырылды бұл жаза, оле ме? Біз бір шей үміт етмедік бақша қарар шығарылар деп. Олар насыл Красногвардейский районный суд шығарды қарарына. Олар оны онда қанышыдан, онда не васиқа yazып, как будто yazdılar олар. Олар уже азыр еді, бір şeyini қалдырдылар. Nasıl еді? Bizim halk borçalıcı kişilerimiz o Конституционный суд будете подавать? Мы говорим, да, будут они. Немец. Подавайте, это ваше право. Я говорю, как это может митингом быть, одно единое, говорит, это мотивы. Я говорю, а как может быть иначе, если 3 ребят красногвардейской группы по одному делу судят? Родители, конечно, будут выходить. Мы, говорю, выходили, выходим и будем выходить до тех пор, пока наших детей не освободят. Мы будем бороться до конца. После ерге бақып, мағайын демейіп шығып кеттер. Сіз чоқ махкемелерде олғандырсыз, асылда сіз айтасыз, базылары ағнайлар, насыл дейм, бұл бұтын қабатлаулары абсурд олғаны, ол мәжекші олғаны еркес ағнайлар. Ама не үшін девам етелер çalışмаған? Бұл демек мен да Қырымда олғанда бөле мерақланған едім. Ве чоқ девлет ішлерінден ең чоқлары кім қазана, машала, парашты, айлық. Бұл ФСБлер. Да, 17 сенесі айтқан еділер іште. Бөле ади айдавчылар 60 bin андала. Бөле оперлері 100 bin. Бөле следователь текарын бұйық званиясы олса 150-200 bin. Демек, олар епсі анда паранен тұтылалар. Мына оғылым айтқан еді, судтан шыққанда конвоир СИЗОға кені кетіргенде айта, я не могу понять, за что же вам дают такие сроки? Это же абсурд. Мана озлері аннайлар, что это абсурд. Вы же ничего такого не было доказано, ничего не было. И такие сроки. Улар озлері дуялар, ама это политические
мотивированный заказ. Biz bunu anlayamiz. Зурет ата, сіз өзіңізні даваңызны юқары да көтережесізмі? Ақсыз сізні 5000 рублеге шынды бір тарафтан пара жазасыны, екінші тарафтан білмеймін, бөле мораль компенсациясымы, чүнки сіз хаста адамсыз, сіз аман-аман ярамайып кеттіңіз, анда хастаханеге түштіңіз, оларны бұл бір кесек чөпліклер келгені үшін. Бұны епсіні насыл планларыңыз бар девам етмеге? Bizim yardımcılarımız кассационная жалоба будет в Краснодаре, ondan sonra дальше. Дальше демек bu Avrupa mahkemelerine. Да. Білесіз, Зурет ата, шынды оғлыңыз дигер мабуслеріміз Ростовда, дигер Русия шерлерінде. Еміндайыр вақыт мен бөлем мисалнен қияслайым. Сан кедерсін, әнді кенеді яныдан 44-ші сене келді. Яныдан біздің халқымыз сүргін етілі осы топырақларындан. Сізді өле дуясыз ма? Это buna bu paralel aydalar. 44. senede bu iş 44. senede başlanmadı. 1783 yıldan beri Kırım Müslümanlarına her vakit baskın ettiler. Onun için 44. senede onlar istediler bütün Kırım Tatarlar silah tutan insanlar hepsi cenkteydi. Evde kaldı kart bala, yaş bala, hasta insanlar. Onlar istediler Kırım'ı Kırımsız kaldırmağa, Kırım Tatarsız Müslümanlarını. Çıkarıp belediler, onlar hepsi olup diyecekler çöllerin içinde, Ural dağlarında. Ama Tatarlar ozu dalapkerlerlikten beraber, özlerin işkirlikten beraber kene koterildiler, balları oster, torunları bileler ne olganı. Bizim aklımızda, fikrimizde her daim analarımızın, kadınlarımızın aytkan sözleri. Onun için bunlar sözleri ne aytayım? Ular bilmediler, Tatarlar koterilecek, kaytıp gelecek gene Kırım'a. Ama geçti zaman biz kaytıp geldik, 30 yıldan beri Kırım'ın bahçe ettik. Evler kurup, ballarını terbiye ettik. Ular bana bu İslam'ın kültürasını istemiyorlar. Ular istiyorlar özlerin gibi nasıl ular yaşayırlar, uların kültürlerine bizler gireceğiz de ular gibi olacağımız. Ular baklar koydular, biz ulen de görmüş. Yaşlar da çoksu İslam'ın kabul edip fikirleri, işleri temiz. Когда чистый ум и праведные деяния, ularga bu yaraşmay. Biz boysunmadık. Biz aytamiz ne doğrusundan. Onun için bunlar onu kabul etmeyip istediler fikirli, namuslu ballarını, imanlı ballarını hepsini yok etmeye getirdiler. Onun için bunların lakabı terörist deyip çıkardılar tek Müslümanlardan. Білесіз, текаран тарихымызны хатırlasақ, Совет дәуірінде башқа лағап еді, предатели. Şimdi ise terörist olduk. Terörist. Bana bu терроризм деген судьяға айтам. Но терроризм это же какие-то действия должны быть. Это должно быть убийство, это насилие. Ни в одном деле из 100 почти политзаключенных нет этого дела. Я с вашим делом, сыном, не знаком, не знаю. Я говорю, познакомьтесь, пожалуйста. Только из-за того, что наши дети сидят, и вы нас тоже доказываете. Onun için cenk vaktinde ularga kolay edi bunu yapmağa. Ama şimdi это гибридная депортация, Kırım'dan yaşlarını çıkarmağa bir kimse bir söz aytmayacak. Men bir tarihte okuğanda, tarih kitabında Екатерина II айтқан еді. Пьяным, невежественным, неграмотным народом легче править. Bunu ular bu gün gece isterler işletmege. Adamlar fikirlerini çalıştırmasalar, bir şey istemeseler, siyasi işlerine bir uğraşmasalar, tek
ötmekке çalışsalar, onlar onu isteyirler. Bir şeyini görmeyecekler, bir şeyini aytmayacaklar. Bana bizim yigitlerimiz daha yürekli, namuslu, imanlı, onlar onu görürler, что не справится. Bana bu için sebebi. Зурет ата весонки суалым, бұл ағыр вазиетте сізге хоранталарға, ағаларымызға қайсылар ішінде пісте бұлыналар. Тақат құвет не бере, рух не бере, умут қайдан тапалар күрешіні девам етмеге бойсунмамаға? Біз күрештік Совет деврінде, қайдымаға Қырымға. Бүгінде балаларымызды алдық, ama biz қолlarımızın işlerimizin devam edeceğimiz, kureyişimizi devam edeceğimiz. Bizlerge takat kuvvet vere, bu bizim cemaatimizin birliği. Mahkemege, men geldim mahkemege bir özüm kırdım. Yine beraber, Hadi'yle beraber. Ama ben biliyorum azbardan beni 15-20 adam bekliyor. Hepsi bana koltukta. Onun için iki tane sütümüz oldu, iki kere 20-25-30 adam gelip bütün çeşit koşeden bizlerge koltuklar. Onun için bizim ballarımızga hapishanede cemaatimiz yazgan mektuplarını, yibergen selamlarını, mahkemelerde olganlarını, ular hepsini bizge de analarga, babalarga da ruh verir. Bizler yazamız mektuplar, mağa Setumer Osman'dan geldi mektup hapishaneden. Men onu mektupta herkesge okuyum. Onun için kureyişimizle devam etmeye bizge ne gerek? Mahkemelerge her daim kol tutmak gerek. Bu paradan da çok, bu cemaatin toplanğanı hepimiz kapılarda duramız. Bizim yardımımız yok ama kadiller, polisler görürler. Bizim balamız bir özür diler. Hapishanelerde de her daim mektuplar alırlar. Sonki günlerde oğlum ayta aşamağa içmeye bir şeyimiz kalmadı iftar vaktinde. Allah'ın yardımı her daim. Ertesi günü iki tane pasılka geldi, yemişle beraber, tatlı şeylerle beraber bütün sizoga dağıttık ballarga. Ona o yardım beklemegen yerden Allah'ın yardımı her daim var. Onun için biz özümüzü dinimizge kattı bak olsak, biz birbirimizge destek olsak, birbirimizge yardım etsek, bütün köşelerden Kırım'ın her hafta, her ayda cemaatimiz bizi ziyaret ediyor. Bizlerge ruhlarımızın köteri, onlar bazı vakit ayda, вы нас поднимаете. Нам поднимаете. Onun için biz bir özümüz kalmadık özümüzün vaziyetimizle beraber. Çok sağ olun Zerrat ata bizden bağlanğanınız için. Allah Teala sabır, taqat kuvvet bersin bu imtihanlarga da, sizge de, хорантаңызға da, umumen bütün halkımızga, ümmetimizge keçmege de, daha da kuvvetli olup, güzel, parlak geleceğimizni kurmaga. Çok sağ olunuz. Bizden bağlanğanınız için. Çıkmayacağız hapishaneden. İnşallah. Saygılı teleseyirciler, hatırlatan bizden canlı bağda Zurет ата Мирусинова bulundu. Siyasi mabus Rustem Mirusinov'un anası ve gelecek bağımız hazır ve bizden şimdi canlı bağda Zaremat ata Hayridinova, siyasi mabus Seyran Hayridinov'un omur arkadaşı. Selam aleyküm Zaremat ata, iştesiz mi bizni? Selam aleyküm. Menden bağlanğanı için çok teşekkürler bildireyim. Sağ olun siz de bizge koşulğanınız için programımızga. Yazıklar olsun sebep böyle pek güzel değil. 7 iyul keçken senesi bu FSB xadimleri sabadan cinayetçiler gibi kapılarınızın, pencerelerinizin kakıp sizin evinizge de gelip çıktı ve ondan son Ömür arkadaşınız Seyran ağamız hapishanede buluna. O sabahını nasıl hatırlaysınız, ne bizge ayta bilesiz? Evet, 7 iyul günü bizim evimizge tentuv olup geçti. O günü biz hiçbir vakit unutmayacağımız.
Чөнки бу көне бу devlet bizim qorantamızны böldü. Benim Umur arkadaşımны, üç balanın babasını bizden ayırıp hapishaneye alıp kettiler. Tanda saat 4 edi. Pek köpekler avluda başladılar. Azbarda nasıldır bir sesler eşitildi. Akayım atılıp durdu ve onun ardından ben de durdum. Odamızın kapısına yetişmedim. Baksam kapı tübünde bir sürü adam dura. Başladılar kapını kakmağa. Kapını açkan son evge birinci maskalarda silahlarının kırlı ayakkabılarda 6-7 tane kişi maskada kırdı. Anlaganıma göre bu FSB'den adamlar geldiler. Son onların ardından следовательnin 2 tane kişi kırdı. Başta biz akayımdan şaştık. Ama son onun özümüzünü kolga aldık ve следователь bizge bir kiyat көрсетті ve aytты, biz keldik sizge, мы пришли с обыском. Ve ayttılar, Ахайма ayttılar, вы обвиняетесь в участии в террористической организации Хизбут Тахрир. Biz şaştık. Tentu başlandı. Tentu vaktinde onlar her tarafka çapıp kettiler. Bizim bir odağa kırgızdılar. Ballar yuhlaydılar. En küçük balamız bizden yataydı. O da turdu, korkup ağlap. Son başlandı tentu. Topetegi odaların hepsini bakıp çıktılar. Bir şey tapmadılar ama biz даже bilmeyik ne kıdırdılar onlar. Son men balаны alıp aşağı düşken vaktinde bir kişi, böyle maskalı kişi, bakam aşkhanede холодильник, buzdolap üstünde üstüne böyle telefonunu baktırıp bir şey düşürdü de son men oğa ne yapasız desem o mağa aylanıp baktı bir şey aytmadı. Ondan son bu hepsi adamlar düştüler aşağı. Düşkeninen birinci düşken adam barıp холодильник üstünden kiyatlar değil kitap eken o. Son ben anladım. Kitaplarını çıkarıp masaya koydu. Demek özleri getirdi, özleri taptı. Başladılar çapala bir şeyler yazmağa. O vakit biz anladık. O vakit biz anladık. Özleri getirdiler, özleri saldılar, özleri tez yaptılar. Ana olan. Son yazı başladılar. Bizden telefonlarımızı kırgenden aldılar. Biz eşitmeyim. Biz eşitemiz sizni. Men bilesiz nasıl fikrim şimdi peyda oldu. Bahçesaray şehrinin ve onun civarları işte galiba en çok zarar gördü. Endi bu sizin akayınız olgan davada bu endi 4. Bahçesaray grupası yanlışmasam. Sizince ne için Bahçesarayga o kadar karpuz patladı? Bilmem. O kadar nasıl diler rasadnik teröristov olup çıktım. Bahçesaray ne oldu? Bilmem, bu aslında şaşılacak şey. Bahçesaray'da Müslümanlar çoktur da, olen bilmeyeyim. Ne için olen bilesiz, men delesem Bahçesaray böyle
Nasıl diyeyim? Kırım'ın yüreği gibi böyle ruhi yüreği, tarihi böyle paytaxt ve nasıl asırlar devamında evvelsi olarga rahatlık vermeydi bu şehir. Şimdi de bu şehir rahatlık vermey olarga. Yazıklar olsun bağımız galiba joyuldu. Şimdi bağımızı yeniden düzeltmeye çalışamız. Hatırlatam bizning canlı bağda şimdi Seyran Hayridinov'ның ömür arkadaşı Zarema Tata Hayridinova ve onun o konu olup geçkeni hakkında laf etmeye tırışamız. Hatırlatam 7 Eylül 2020 senesi onu ömür arkadaşını Seyran'ı sabah 4'te gelip böyle klasik şekilde tintuvden son hapishaneye koydular ve endi bir yıldan ziyade Seyran Hayridinov ve diğer bu davanın mabusları hapishanede bulunalar. Ve yazıklar olsun bu baskılar devam etti Kırım'da hiç bitmiyor ve yıldan aydan tek çoklaşa. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam bu endi Bahçesaray boyunca 4. dava. Niçindir bu olmayacaklar, bu FSB hadimleri böyle Bahçesaray şehrine dikkat eteler ve galiba Bahçesaray onlarga böyle rahatlık vermey. Yazıklar olsun galiba bir teknik problemleri kenede çıktı. Siz özünüz göresiz nasıl Kırım'ın sonki vakitleri ağır bağlanmağa ve bilmeyim bunun sebebi nedir. Galiba bağ düzeldi. Zarema Tata iştesiz mi bizni? Alo, Zarema Tata iştesiz mi bizni? Eşittim, bağımız üzüldü. Bilesiz, sizge şimdi olup geçkeni Sovet devrini hatırlatmay mı? O vakitlari olgan halkımızın başına düşken musibetleri şimdi de galiba endi Rusya devletinden ko'rib başladık ve endi 6 yıl ko'remiz. Bilesiz, bu baskınlık tek bugün başlanmadı. Evvelden bu her şey geliyor. Evvelden tarihimizge baksak bizim halkımız ne kadar çok sınavlar gördü, geçti. Bugün biz bu represiyalarını koruyoruz. Bilesiz, Zarema Tata, şimdi ömür arkadaşınız hapishanede buluna ama tüneyin bir yıl oldu nasıl o hapishaneye düştü ve koydeşleriniz tüneyin dua geçirdi. Dua hakkında ne aytabilisiz ama yazıklar olsun 2 dakika çağımız kaldı. Mümkün olsa kısaca nasıl dua geçti, kim toplandı ve halk umumen bu mesele için ne düşünüyor? Evet, tüneyin bir yıl oldu. Çok sağ olsun cemaat aran Yazıklar olsun kenede bağının problemlerimiz var. Bizde değil ama Kırım'dan galiba bizni kim bizden bağlanğanı bu bağların kısmağa yok etmeye isteyler ama biz onlara bu imkanı vermemiz ve gelecek yayınlarda bizde mutlaka Zarema Tata Hayridinova'nın siyasi mabus Seyran Hayridinova'nın ömür arkadaşının bağlanıp mevzumuzni devam ederek. Programmamız sonuna gelmekte saygılı teleseyirciler. Bugün programmasını seyrettiniz. Siz için studiyada men Seytumir çalıştım. 5 dakikalık teneffüsten son Gülsüm Halilova efirimizni devam edecek. Aterli olunuz.
Senden işme muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçın olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, gün, ay. Sen aylanma dostçığım ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onğanlık dolgan eken. Sen unutma sürünmek yek olganın. Ah yolunda yalnızның bek bolganın. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Yakmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam.
Добрый вечер. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить об основных политических событиях, связанных с Украиной и с Крымом. Я хочу представить нашего гостя. Это Николай Мельник, генеральный директор аналитической группы «Левиафан» и политический эксперт. Добрый вечер. Витаю вас. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию относительно дестабилизирующего наращивания военного присутствия России вблизи Украины во временно оккупированных автономной республике Крым и городе Севастополь в Черном море, Азовском море. И вот поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины и Европы, считают в заявлении парламентской ассамблеи. Давайте послушаем цитату. Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці. Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку. Ну, резолюция резолюциями, их было, наверное, уже не одна, и это как-то слабо влияет на действия России. Но вот последний год мы наблюдаем действительно ситуацию, которую можно характеризовать как эскалацию. То Россия сосредоточит свои силы на наших границах, проведя так называемую внеплановую проверку войск. Сейчас мы проводим совместное учение «Сибирис-2021». Казалось бы, что могла бы быть какая-то разрядка, да, наверное, кому-то после встречи Путина с Байденом. Но вот не вызывает ли у вас ситуация обеспокоенности и у какой-то угрозы возможного обострения вплоть до столкновения? Ну, тут я відштовхувався б не від резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ, а безпосередньо від докладу Пентагону, який чітко зазначив, що на території Криму зараз зосереджена достатня кількість батальйонно-тактичних груп, які можуть нанести удар по півдню України. Це дійсно те, що викликає занепокоєння. І викликає занепокоєння не стільки на відток ескалації, а як те, що за великим рахунком, на мою абсолютно суб'єктивну думку, ми з одного боку доволі добре окопалися на Сході, але з іншого боку ми залишаємося уразливими на півдні України. І я не готовий сказати, чи готова зараз наша Україна до чергової ескалації, чи готові наші мобілізаційні резерви, чи готові ми відповідно до матеріально-технічного забезпечення наші Збройні Сили України. Звісно, Генштаб завжди рапортує, що ми готові, але за великим рахунком, коли наступає певна ескалація, виявляється, що як Генштаб не готовий до війни, так і комунальні служби без зими. Ну, ведь это такая субъективная оценка, потому что мы же знаем примеры, когда мы совсем были не готовы, совсем без армии, но смогли противостоять. И достаточно жестко российской агрессии. Звісно, це був 2014 рік, зараз 2021, але питання ж трошки в іншому. Питання в готовності суспільства до війни. І я більш ніж переконаний, що на превеликий жаль, якщо буде знову-таки ескалація, то ми отримаємо такий самий відсоток уклоністів у призовних пунктів, як і в 2014 році. Але це вже питання складової інформаційної війни, на яку, на жаль, Україна навіть не прийшла. А вот какой процент, если вы вот так оцениваете, не готовы встать на защиту своєї страни? Ну, дивіться, відповідно до соціологічних досліджень, які проводилися, здається, місяця 9 назад, близько 70% українців готові зі зброєю в руках захищати нашу землю. Це говорить про те, що близько 30 не готові, але немає прямої кореляції між тим готові, не готові та призвали, не призвали. Я думаю, що буде той самий відсоток уклоністів, який був там перші, другі, треті хвилі взагалі по Україні. Наскільки я пам'ятаю, зараз можу помилятися, але він становив відповідно до там певного регіону там від 15 до 30. Але навіть питання трошки в іншому. Питання в тому, що ми всі іноді говоримо про велику ескалацію. Хоча, на мою персональну думку, Путіну буде вистачить і невеликої переможної війни.
Більше того, щоб його рейтинг тримався на певному рівні суспільної підтримки Російської Федерації, війна має бути маленька і переможна. І як напрямок Південь, мені здається, Путін тут зможе зреалізувати обидві ці цілі та задачі, тому що за великим рахунком його ж цікавить лише канал води на Крим. І це буде мати велике сакральне значення. Але, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Но это сначала канал, потом возродится идея Новороссии. Ведь это же может продолжаться шаг за шагом. И в связи с этим мы, наверное, должны как-то сотрудничать не только на таких учениях, как Сибирис-21, но и заниматься тем, чтобы попасть в НАТО. И вот Владимир Зеленский на саммите, на встрече с представителями Люблинского треугольника заявил о том, что вот необходимо, чтобы НАТО озвучило вот те правила, которые мы должны выполнить, чтобы было все четко и понятно. Вот давайте послушаем, что сказал об этом президент. У документі ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але й майбутньому. У майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що будуть докладати всіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави. Ну, есть уже ответ представителей НАТО о том, что вот таких каких-то особых правил нету. По-моему, у нас тоже есть об этом цитата. Давайте послушаем. Є така можливість? Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається план дій щодо членства або членства, тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії. Я не кажу, що немає зв'язку між реформами і політичними рішеннями, звісно, вони пов'язані, але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо. Вот такая позиция Зеленского. Вот сколько можно тянуть волынку? Давайте, мы готовы, вот сделаем все, что угодно. Ефективно? Тут я хотів би все-таки, пан Апатурай, він тільки частину зачитали, а там в нього є ще закінчення, що за великим рахунком для того, щоб Україна стала членом НАТО, треба політичне рішення країн-членів НАТО. Тобто вони дуже чітко дали зрозуміти, що не всі країни-члени НАТО зацікавлені в Україні. Ну, і це, в принципі, їх нема за що звинуватити. Але коли наш президент зараз актуалізує питання, що надайте нам чіткі критерії, чіткі реформи, які ми маємо здійснити, за великим рахунком він грає для внутрішнього українського споживача. Він прекрасно розуміє, що НАТО не хоче бачити Україну в своїх лавах, на жаль. Він прекрасно розуміє, що всі його заяви не будуть мати такого довгострокових міжнародних наслідків, але він таким чином намагається переконати українців у тому, що питання членства в НАТО для України є першочерговим, для нього, як президента України, також це постійно на часі, а ми не можемо вступити в цей військово-політичний блок. Чому? Ну, тому що є якісь безпосередньо проблеми безпосередньо членів НАТО. Тобто ми хочемо, а нас не пускають, нас не беруть. Ну, сейчас поподробнее об этом поговорим. С нами на связи Александр Левченко, надзвичайный повноважный посол в Республике Хорватия с 2010 по 2017 год в Боснии и Герцеговине с 11 по 17. Добрый вечер, Александр. Алло. Да. Александр, вы нас слышите? Да. Вот мы уже начали обсуждать. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию относительно дестабилизирующего наращивания военного присутствия России вблизи Украины во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Черном и Азовском морях. И заявив о том, что это угроза не только безопасности Украины, но и Европы. Об этом говорит и наш президент Владимир Зеленский, о том, что мы форпост, и российская агрессия против Украины – это угроза и всей Европы. Вот осознает ли Европа действительно эту угрозу, или это политические заявления, за ширмой которого, по-моему, у нас нет с вами связи, да, Александр? Или есть? Вы меня слышите? По-моему, да, сорвался звонок. Давайте продолжим про НАТО.
Ну, почему? Ведь Украина, ну, по крайней мере, по заявлениям наших военных и многих политиков, больше готова для членства в НАТО, чем некоторые страны, которые уже там, но нас туда не берут. Почему? Ну, тому що свого часу за Прибалтику не треба було воювати, а за Україну прийдеться. Тому що є певні передостороги, які закладені у статті 6 статуту НАТО, де чітко зазначено, що країна, яка має там територіальні суперечки з країнами-сусідами, не може бути членом НАТО. Тобто, за великим рахунком, заради нас статут ніхто точно міняти не буде. Там достатньо україноскептиків. Федеративна Республіка, Німеччина, Франція, Угорщина. Тобто, достатня кількість країн, які Україну не захочуть там бачити. Тільки з однієї причини. Тому що вони розуміють, що гіпотетично прийдеться воювати. Вони не зможуть пояснити своїм виборцям, своїм ситим бюргерам, чому мають зараз іти захищати Україну. В світі зараз немає політики цінностей, є політика доцільностей. І подобається нам, не подобається. Ми поки що не можемо виробити ту конфігурацію, ту дорожню карту, за якій і НАТО скаже так, перебування вас в наших рядах є доцільним. Тому відповідь доволі проста. Ніхто не хоче воювати за Україну. А мне подсказывают режиссеры, что с нами Александр Левченко опять на связи. Добрый вечер, Александр. Да, добрый вечер, в эфире вам всех приветствую. Я не знаю, успели ли вы услышать мой вопрос, но повторю вкратце. ОБСЕ приняла срочную резолюцию относительно дестабилизации и наращивания военного присутствия России как вблизи Украины, так и на оккупированных территориях. И это, по мнению парламентской ассамблеи, несет угрозу безопасности не только Украины, но и Европы. Вот хочется узнать ваше мнение, действительно ли Европа на самом деле воспринимает Украину как форпост, а российскую агрессию против нас как агрессию против себя? Или она просто ограничивается политическими заявлениями, ну, чтобы сохранять свою приверженность там, определенным ценностям, которые она декларирует? Да, очень правильный вопрос, но я думаю, что Европа потихоньку приходит к осознанию того, что Россия есть угроза не только территориальной целостности Украины, но и всему, так сказать, системе безопасности. Ну, собственно говоря, результаты голосования показывают, что парламентарии абсолютного большинства европейских стран озабочены той агрессивной политикой, которую проводит Россия, и уже требует напрямую о том, чтобы Россия возвращала Украине оккупированной территории. Это очень важно. Это важная постановка вопроса, и оно отражает суть. Раньше, но это больше по Совету Европы, там беспокоились правами человека, там экологией в Крыму и так дальше. Здесь же серьезный политический вопрос. Российские войска должны покинуть временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Это большой шаг вперед. Большой шаг вперед в поддержке позиции Украины. Работа, значит, нашим МИДом, нашими посольствами ведется, особенно нашим представительством. Надо закреплять это. Работают наши парламентарии, потому что это же парламентская ассамблея. Со своими коллегами работают нормально. Хатураев, как глава группы, вижу, очень активный на украинскую позицию. Хотелось бы, может быть, нам и раньше этой резолюции, но видите, она как бы назрела. Вот сейчас она приведена. Во время там нашим президентом Вашингтон, а Берлин и Вашингтон члены тоже, так сказать, ОБСЕ, очень уважаемые и влиятельные. Так что нужно поприветствовать это решение. Есть смещение понимания европейцами опасности российской политики в системе безопасности. И вот уже конкретизация того, что, так сказать, то, что ранее еще как-то где-то толерировалось, больше нет, не будет. Требования о выводе войск, естественно, Россия сразу нервничает и выбегает из зала. Что значит, им нужно освободить Крым? Для них это вообще вопрос непонятен. Но европейцы ставят этот вопрос правильно, и нужно сказать, что, так сказать, позитивные изменения все-таки происходят. Я думаю, это, так сказать, результат работы, которая будет в кулуарах и в широкой дипломатии.
Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору, за вашу позицию. Александр Левченко, надзвичайный повноважный посол в Республике Хорватия с 2010 по 2017 годы и в Боснии и Герцеговине с 2011 по 2017. Ну вот, по мнению Александра Левченко, это достаточно резкая резолюция, достаточно смелая, как для ОБСЕ. И наши не успокаиваются, и вот, наверное, не согласны с вами, потому что вот результаты украинских реформ могут быть представлены уже на следующем саммите НАТО, который состоится в Мадриде. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вот Шмыгаль во время 4-й международной конференции по вопросам реформ Украины. Вот давайте послушаем нашого прем'єр-міністра. Ми вітаємо декларацію за результатами саміту НАТО в Брюсселі 14 червня цього року. Україна усвідомлює необхідність внутрішніх трансформацій задля ефективного впровадження реформ у секторі безпеки та оборони України. Результати наших реформ можуть бути гідно представлені у ході наступного саміту НАТО у Мадриді. То есть, я не знаю, нет смысла такого активного стремления в НАТО? Ведь, потому что, раз есть война, есть конфликт, що би ти не делал... Є речі, які закріплені в Конституції України. Подобається, нам не подобається, у нас чітко зазначено, що ми маємо бути рано чи пізно в НАТО, і безпосередньо ми маємо готувати інфраструктуру на нашу армію до відповідності їм стандартам. Ось, це перше. Тобто ми маємо постійно реформувати нашу, ми маємо її робити більш боєздатною, ми маємо нарешті побудувати на 8-й рік війни завод по виготовленню патронів, ми маємо не завалювати оборонні замовлення, як це вже відбувається другий рік поспіль. Ми це все маємо робити. А вже політична воля НАТО, вона з великим рахунком від нас не залежить. Я повертаюсь до того, що поки ми не створимо певну дорожню карту, де буде чітко значено, чому для кожної країни, члена НАТО, перебування в цьому військово-політичному блокі України буде доцільним, доти ми будемо говорити про наші беззаперечне бажання бути в НАТО, а нам будуть зазначати, що перебування України в НАТО – це політична воля країн-членів НАТО. Що це за дорожня карта? Які повинні бути условия? Я зараз не готовий відповісти, тому що я поки що не можу зрозуміти, що зараз для НАТО є доцільним, окрім самозбереження. Поки що я не можу цього зрозуміти, тому що за великим рахунком ця організація, хоча це доволі потужний військово-політичний блок, вони сконцентровані на певному нівелюванні військових загроз Російської Федерації в Балтії та Чорному морі. Тобто вони поки що зосереджені на цьому. Навіщо їм Україна? Ну, знову ж таки, поки Росія не буде зазіхати на території країн-членів НАТО, Україна, навряд чи зможе стати доволі потрібною безпосередньо для цього для Північно-Атлантичного альянсу. Но, тем не менее, Альянс демонстрирует, что называется, и зубы. Да? Это можно и поговорить после прохода британского эсминца «Дефендер» возле берегов Крыма. Это и резкие заявления. Этот пинг-понг, он долго может продовжатися? Дивіться, мабуть, відповідь на це питання вона все ж таки полягає у відносинах Вашингтон-Київ. Безпосередньо нам треба посилювати співпрацю і відповідати тим вимогам, які до нас видвигають наші західні партнери. Вони доволі чіткі. Тобто це боротьба з корупцією, це реформа антимонопольного законодавства, це боротьба з олігархами, це реформа судочинства. Це ті вимоги, які спочатку були озвучені Куртом Волкером, потім були в іншій формі, але перепідтверджені паном Блінкеном безпосередньо вчора. І це є та дорожня карта, яку від нас вимагають. Що ми маємо зробити для того, щоб нас стали сприймати як країну, як союзника, яка передбачувана в першу чергу. Тому вступ України в НАТО все ж таки лежить у прямому діалозі Україна-США. На мою думку. Этот визит планируется, насколько мы можем знать. Вот с чем мы туда можем поехать? И если там себе гипотетически представить, какой это может быть разговор?
Так ми можемо туди поїхати лише, скажімо так, з частиною виконаного домашнього завдання, яке нам дали через меседжі від пана Волкера, від меседжі пана Блінкена. Ми маємо показати, що дивіться, у нас лежать певні законопроекти, які будуть проголосовані, які перезапустять судову реформу. В нас буде прийнято це запустить по-новому реформу антимонопольного законодавства. Ми активно будемо боротися з олігархами. Дивіться, в нас є певне законодавство. Тільки таким чином, тільки певною дорожньою картою, яка буде абсолютно повністю співпадати з тим баченням, яке є у Вашингтону. Подобається нам, не подобається, але зараз це наш єдиний потужний військовий партнер, який ще допомагає, який постійно допомагає зброю, фінансово, адміністративно. Тому подобається, не подобається, ми маємо йти в фарватері їхніх вимог. Но мы уже, так понял, начали готовить фон к этой встрече, если учитывать заявление Арахамии о том, что он сказал, насколько можно смотреть в сторону Запада и Европы. Есть же другие центры влияния, Китай, Турция, а наша партия «Слуга народа» может брать пример с коммунистической партии, потому что там очень хорошо развит, не знаю, что он имел в виду, маркетинг, присутствие, она есть везде. Діджиталізація. Діджиталізація. Да. Особливо в колоніях для уйгурів. Ну, я не готовий просто серйозно якось оцінювати цю заяву пана Арахамія, тому що мені особисто не зрозуміло, що можна взяти корисного в Компартії. А щодо, коли ми говоримо, що в нас є інші, це, прошу. Мы можем просто узнать позицию партии «Слуги народа». С нами сейчас на связи Алексей Мовчан, народный депутат «Слуга народу». Он с нами на связи по Вайберу. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Можете прокомментировать сегодняшнее заявление Давида Арахамии по поводу того, что нужно менять центры влияния, да, обратить внимание на не Европу и США, а на Китай, Турцию, брать пример с коммунистической партии Китая. Вот как во фракции вы оцениваете эти заявления? Дивіться, якщо є що брати у сусідів у Туреччини або у несусідів Китаю, що взяти якісного і імплементувати в Україні, то це позитивно, да? Тобто я там цю історію підтримую. Але ну, давайте чесно, це автократичні держави, от, і досить таки є там обмеження по правам людини, трапляються, да? І значить, і Туреччина, і Китай часто потрапляють в певні скандали, пов'язані саме з тиском на населення. Тому якби ми на це дивитися не можна. Можна дивитися на економічну частину, да, як вони розвивають там свій бізнес, залучають інвестиції. Це у них виходить непогано, і плюс ну це там Туреччина це також країна, що розвивається, да, якийсь паттерн, модель, якусь ми можемо унаслідувати. Але повертаючись до того, що вас говорили в студію про там відносини з нашими західними партнерами, які хочуть від України реформ, ми не маємо права взагалі від цього відмовлятися. Тобто Турція Турцією, Китай Китаєм, повчаємося, беремо щось хороше, але обов'язково вибудовуємо цивілізовані стосунки, якісні, міцні із США, з Євросоюзом, виконуємо умови, там, які часто в цій міжнародній фінансовій організації ставлять Україні. Да? Тому що вони ж це для чого роблять? Не тому, що вони хочуть, як знаєте, пропагандисти кажуть, що там вони хочуть, значить, там знищити, купити землю, там поработити, значить, українців і так далі. Вони хочуть, щоб у них був партнер, який якби буде тримати слово, у якого інституції працюють, який може повертати кредити, у якого не відбувається там, наприклад, рейдерство по відношенню до західних інвесторів, там будь-яких інвесторів. Тобто, ну такий, знаєте, цивілізований партнер. Це всім хочеться. От власне для цього вони і говорять там про певні умови. Для того ми і отримуючи черговий транш кредиту або там якусь допомогу,
Ми щось робимо. Ну, сказати, що у нас, ми часто говоримо, що у нас там сильна армія, але чи відповідає вона стандартам НАТО? От я спілкуюся з військовими, вона не відповідає стандартам НАТО. Далі там економіка, да? У нас там, не знаю, процедури банкрутства або захист там міноритарів акціонерних в акціонерних товариствах. Працює так само, як на Заході? Ні. У нас віджимають бізнес. Ну і так далі. Да? Тобто багато чого треба зробити, і їм треба не зупинятися. Раз вы уже коснулись НАТО, как вы считаете, находимся мы ли сейчас в той позиции, чтобы делать такие заявления, которые делает президент Владимир Зеленский, говоря, что вот мы готовы выполнить домашнее задание, расскажите, какие условия выполнить, чтобы нас взяли в НАТО? Вот требовать, по большому счету, требовать у Североатлантического альянса принятия України. Да, вимагати, ну, звичайно, навряд чи можна. Там ми ж зараз це про позиції. Да? Ми не в тій позиції, щоб щось у когось вимагати об'єктивно. І там, наскільки я зрозумів, то була надана відповідь, що що це питання політичне, тобто це питання вирішується не виключно домашнім завданням, а загальним позиціонуванням, репутацією України. Ну, умовно, якби ми перенесли цей дискурс на якийсь базовий побутовий рівень, то людина, яка постійно, ну, наприклад, брала в борг і не віддавала, або постійно там пиячить, ну, уявімо, да? Або там порушує закон просто. Або просто ненадійна людина. З нею, і вона каже, я, значить, виправлюсь, от чесно, ви мені скажіть, який норматив, що зробити, і все буде добре. От я більше не буду. Мабуть, люди не вірять часто. І тому партнери, давайте ви спочатку якби розберіться, зробіть, що вам треба зробити, не ваші помилки людини і так далі. І далі ми тоді надійний ви партнер, натівський. Я благодарю вас, Алексей. Просто очень еще и плохо слышно, поэтому такое качество связи, к сожалению, что очень плохо слышно. Если там, не знаю, получится его исправить, но мы вынуждены закончить разговор. Спасибо вам за то, что были с нами. Вот моя все-таки любимая тема — это вот какая-то, когда начинается какая-то тоска по прошлому, там, когда начинают вспоминать, как хорошо было в Советском Союзе, как надо перенимать опыт коммунистической партии Китая. А что действительно вот мог Арахамия хорошего увидеть, кроме того, что там эта партия представлена везде? Ну, это что нужно? Ну, тогда нужно вести тоже и одну партию в стране, везде ее административным путем насадить. Вот какой опыт можно там перенять? Ну, ви знаєте, це треба було задавати безпосередньо питання народному депутату, тому що все ж таки вони партенгеноси, відповідно до того, що належить до однієї фракції політичної сили. Я не готовий сказати, що пан Арахамія міг побачити доброго в Компартії. Ну, можливо, якась організаційна модель, яка скоро буде імплементована в «Слугах народу». Я просто хочу на це подивитися. Тому відповідь не готовий відповісти. Там, створення юного комсомола, піонерії. Я просто не знаю, що пан Арахамія мав на увазі. Ну, я просто, если обращать внимание на заявления, которые звучат от пана Арахамия, они периодически такие провокационные. То они звучат про воду в Крым, то еще что-то. Вот сейчас про Компартию. Такое впечатление, что какой-то специальный информационный вбросы через него. Ну ні, це занадто тонко для нашого політичного цирку. Возвращаясь вот к возможной встрече, к готовящейся встрече нашего президента с президентом США, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук спрогнозировала итоги поездки президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Давайте послушаем, что сказала Ирина Верещук.
Єрмак говорив із Нуланд на предмет долучення США до одного з форматів переговорів по Донбасу. Або нормандського, або і нормандського, і мінського, або нового формату, який буде запропоновано. Результат буде, я сподіваюся, після поїздки Зеленського до Вашингтона. Ну вот позиция Ирины Верещук, но есть и заявление Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст. Он сказал, что Соединенные Штаты не будут присоединяться к обсуждению в рамках Минского формата войны на Донбассе. Это было 7 июля в эфире телеканала «Украина-24». Он об этом сказал, мы можем его послушать. Я не чекаю, що Америка стане частиною цього процесу, тому що Росія проти, і я думаю, Німеччина і Франція теж проти. На мій погляд, це не трагедія для України. Цей формат не дав нічого для вирішення проблеми російської агресії в Україні. Коли Росія виявиться готовою, вона говоритиме з Америкою, оскільки розуміє, що Америка відіграє ключову роль у цьому. Мінський формат важливий тільки з однієї причини. У зв'язку з ним Євросоюз застосовує санкції проти Росії, і це на користь Україні. Ваше мнение? Ну, моя думка, що пані Ірина Верещук має все ж таки більш детально пояснити, чим нормандський формат відрізняється від мінського формату. Мені здається, тут дуже багато міжнародників отримують просто таки детальну інформацію, тому що в нас є нормандський формат і мінські перемовини. Все. Тобто мінського формату, тобто пан посол може так назвати мінський формат, тому що основні перемовини відбуваються в Мінську. Але немає протиставлення мінського і нормандського формату. Тобто це перше. Друге, пан Хербст абсолютно слушно зазначив, що США не буде долучатися. Як би нам того не хотілося. Цього не відбулося за попередні 8 років війни, не відбудеться і цього разу. Чому? Тому що зараз США обрала тактику замирення ворога. Подобається нам, не подобається, але для них трансатлантична торгівля набагато важливіша за Україну. І якщо їх вхід у нормандський формат чи створення нового переформатування за її участю вороже буде сприйнято Російською Федерацією, і відповідно їх союзниками в ЄС, Францію та Німеччину, це значить США не потрібно. На жаль, на превеликий жаль. Але позицію, ймовірно, є хоч маленька ймовірність, що нам вдасться якось її змінити, якщо Володимир Олександрович Зеленський покаже дорожню карту тих домашніх завдань, які нам поставили. Боротьба з корупцією, перезавантаження судової системи, боротьба з олігархами. Якщо ми зможемо показати якісні маркери, що дивіться, ми готові йти за тим планом, який ви нам створили. Можливо, ймовірно, ситуація хоч якось зміниться. Навряд чи США ввійдуть в новий формат, я думаю, переформатування не буде, тому що, знову ж таки, як чітко зазначено, Росія проти цього. Але хоча посилиться військова підтримка, це також немало. А на какую помощь мы готовы рассчитывать? Вот были же разговоры... Україна готова освоїти будь-яку допомогу. Это понятно. На что готовы Соединенные Штаты? Вот, по-моему, была информация там весной о 270 миллионах долларов. Ми останні 2 роки отримали військову допомогу від Пентагону в 350 мільйонів доларів. У зв'язку з ескалацією промайнула думка, що імовірною ескалацією навесні США сказали, що вони готові там збільшити ще на 100 мільйонів. Ескалації не відбулося, 100 мільйонів цього ми не отримали. Якщо Україні вдасться якимось чином подвоїти суму в 350 мільйонів доларів, я думаю, це буде дуже корисно для нашої оборонної системи. А почему удвоить? Вот откуда вы такой просто вот цифра вдвоє? Ну, дивіться, тому що США допомагає Ізраїлю, там, здається, сума близько $1,5 мільярда. Щороку. Бюджет Пентагону. Чому Україна отримує лише 350 мільйонів? Чому? Ну, є 2 передостроги. Я пам'ятаю, там був доклад у 2016 році, де в докладі Пентагону було зазначено, що дуже велике питання у військовій підтримці України стоїть якраз питання корупції. Ну, елементарно, наші західні партнери не переконані, що всі 350 мільйонів підуть на оборонку. Тому вони фінансують наші програми в тому режимі, скажімо так, перший етап пройшов, по кварталу йде звітування, якщо немає зауважень, що гроші пішли не туди, йде новий етап. Тому і зазначу, що є країни, яким США допомагають більше. Чому це не має бути Україна? І якраз задача нашої МЗС, задача нашого президента, задача нашої влади пояснити США, що нас треба підтримувати, тому що ми єдиний захисник Європи від Російської Федерації. С нами на связи Петр Горощук, военный представитель Украины при НАТО с 2008 по 2011 год. Добрый вечер. Вам. Алло, вы нас слышите?
вас чую. Мы говорим о ситуации, связанной с заявлением ОБСЕ, которое сегодня достаточно резко прозвучало о том, что Россия увеличивает свое присутствие и угрожает, в том числе и угрожая Украине, угрожает Европе. И вот как на это может отреагировать и в том числе Европа и США? Может ли измениться подход Соединенных Штатов Америки в поддержке нас, в том числе оружием, деньгами? Как вы считаете? Вы знаете, это прежде всего задача Украины — отразить агрессию в любого направления, откуда она не исходила. Если из России, значит России. Планы в Генеральном штабе 100%. Выделенные силы и средства для этого. А, конечно, международная помощь нужна для Украины в данной ситуации. Почему? Потому что с Россией, ядерным государством, бороться один на один — это очень сложно, как показывает события на Донбассе. Наши воины, наши люди, наши украинцы готовы в любой момент выступить на защиту своей родины. Почему? Потому что это веками было. Мужчины всегда берут оружие, защищают свою землю от иностранных варваров. Как защитить от своих варваров внутренних? Это уже другая тема, которые приняли решение продавать землю. Оказывается, Гитлеру не надо было тратить огромные миллионы долларов на производство танков, орудий, посылать людей на смерть, самолеты и так далее. Надо просто выбрать в государстве депутатов таких, раздать им по пакетам, и они нажмут любую кнопку, продадут любую землю. Это другая совершенно тема. А что касается поддержки НАТО Соединенными Штатами Америки, ну и другими странами НАТО, ну вы знаете, К сожалению, мы вас плохо слышим, пропадает сигнал. Ну вот и с Петром Горощуком тоже пропала связь. Ну вот он как-то так резко перешел на продажу земли, вспомнил Гитлера. Но мы не будем проводить таких параллелей. Тема земли не совсем тема нашего эфира. Но вот если говорить о нашей теме, то вырисовывается достаточно такая картина, которая не очень радует. То есть вокруг много шума, а результата ноль. Ну, не ноль, да, но, как бы, скажем, КПД не очень високий. Ну, дивіться, з одного боку, ми все ж таки отримуємо цю військову підтримку. З іншого боку, ми отримуємо ту, скажімо так, ми тримаємо ті санкції, які були оголошені там в 2014-2015 році. Дуже велика проблема, що Україна не може змусити наших західних партнерів впроваджувати нові санкції. Адже права корінного населення України так само порушуються в Криму. Агресія нікуди не дівається. Від російських куль так само продовжують гинути українські солдати. Тобто підстави для ведення все нових і нових санкцій, вони збільшуються. Більше того, навіть ОБСЄ відзначає, що військова присутність збільшується на окупованих територіях. Підстави для санкцій є. На жаль, українське МЗС, на жаль, наші західні партнери не хочуть запроваджувати нові санкції. На жаль, ми маємо добудований Північний потік-2. На жаль, ми маємо запущений Турецький потік. І це все питання геополітичної безпеки України, на які ми не можемо відповісти. Єдине, що зараз залишається Україні, це, скажімо так, тримати ті надбання, які є, намагатися тиснути на НАТО, щоб ми посилювалася ця військова підтримка на НАТО та США, ну і самим озброюватися. Я наголошую, у нас 8-й рік війни і немає заводу по виробництву елементарних патронів. І це проблема. Ну, предпосылки, кстати, для новых санкций украинских, мне кажется, появились с принятием закона о коренных народах, где были признаны коренными крымские татары, крымы и крымчаки. Но поскольку как бы такую субъектность есть только, наверное, у крымских татар, как представительный орган, меджлис, как парламент, Курултай, мы можем на основании этого, наверное, инициировать какие-то свои санкции, как упал, связанные как раз с преследованием коренного народа в Крыму.
Знову ж таки, питання представництва, дуже сподіваюся, що країни Кримчаки теж створюють свої органи представництва. Що ж до санкцій, ніщо не забороняє українського РНБО, ніщо не забороняє навіть парламенту рекомендувати санкції відносно тих посадових осіб, які займаються тим, що порушують права корінного населення України в Криму. Ніщо не забороняє. А потім, після введення своїх санкцій, не треба тиснути вже на Захід. Чому? Тому що дуже довго нас звинувачували в тому числі Вашингтон, що чому ви з 2014 року елементарно не синхронізуєте з нами санкції. Чому в 2014 році були санкції проти Газпрому, а ви не ввели? Так чому проти Медведчука були санкції, а ви не ввели? На жаль, ми до цього дійшли ще в 2021 році. Буквально позавчора було оприлюднено там рішення, указ президента, де були введені санкції проти майже всіх дочірніх компаній «Газпрому», які не дотичні до транзиту. Тобто ми елементарно залишили собі транзит, проти всіх інших дочірніх компаній «Газпрому» ввели санкції. Але тут треба, щоб українська позиція була проактивною. Тобто перші ми вводимо санкції, потім ми з цим звертаємося і до наших західних партнерів, і до США, тому що дійсно, поки окупант знаходиться в наших землях, маємо застосовувати всі можливі і неможливі засоби для того, щоб його притягати до відповідальності, де тільки можливо, і створити якомога більшу кількість проблем. Щоб кожен день перебуває на окупованій території, скажімо, їм і влітало і в репутаційну, і фінансову копійку. Но мы ведь не теряем надежды, что Северный поток-2 не будет достроен. Він, наскільки я пам'ятаю, він запущений тестовий режим в перша лінія. Тобто, тому я далекий від думки, що він не добудується. Більш того, я думаю, що в 2022 році він добудується, адже Російська Федерація, Газпром, вони зараз не збільшують транзит через Україну, не дивлячись на дефіцит енергоносіїв, тим самим підштовхуючи ЕС до того, що Північний потік-2 був запущений до кінця року. А на что тогда надеется Владимир Зеленский, когда собирается ехать на встречу с Ангелой Меркель и говорить именно об угрозах Северного потока-2? Ну, дивіться, ми можемо звернутися до політики цінності, можемо сказати, що загроза нашої безпеки, можемо сказати, що єС не виконала свої зобов'язання, які передбачені угодою про асоціацію, де чітко зазначено, що Україна має бути стратегічним транзитером російських енергоносіїв в ЄС. Тобто це все було частиною нашої угоди з ЄС. ЄС не виконала свої зобов'язання. І тут ми з одного боку можемо говорити про певні компенсатори. З іншого боку, у грудні 2019 року ми з «Газпромом» підписали угоду про зменшення транзиту через територію України з 90 мільярдів до 60 мільярдів у 2020 році і в 2021-2024 до 40 мільярдів кубів на рік. Тобто ми самі підписали ці умови, які позбавили нас можливості бути стратегічним країною-транзитером. Тож, про які компенсатори ми зараз можемо говорити, я не готовий сказати. Тому що нас же ніхто не змушував. На жаль, ми підписали те, що зараз ми елементарно зменшили транзит російського газу через нашу територію на 50 мільярдів. Тобто майже на 60%. Ну вот куда ни ткни, везде клин получается. Ви розумієте, питання в тому, що ми в 2019 році, коли підписували це зменшення транзиту через Україну, ми чомусь не задали собі питання, що ми будемо реально робити в 2021 році. Ми не задали собі питання, що буде, коли і Північний потік-2, і Турецький потік запуститься на 100% своєї потужності. Я нагадаю, що спільна потужність цих двох проєктів 86 мільярдів кубометрів. Тобто потужність української труби близько 90 мільярдів кубометрів. Тобто, за великим рахунком, Російська Федерація з 2022 року може залишити нам лише той ретранзит, який ми і так ганяємо для своїх потреб. І все. І тоді для України настануть дуже погані дні, коли Росія вже не буде звертати увагу на те, що через Україну йде транзит. Тобто Європа вже не буде, скажімо так, активно захищати Україну через те, що ми є країною-транзитером. Ця, скажімо так, наша стратегічна перевага, вона розтане. Но ведь Европа уже на сегодня может ощутить, чем чревата такая ситуация. Ведь уже вы об этом упомянули, но вот есть информация о том, что «Газпром» российский снизил действительно поставки газа в Европу. Там сейчас цены на них максимально выросли, и по большому счету Россия могла бы на этом зарабатывать, но она искусственно сдерживает этот объем для того, чтобы выиграть что? Для того, щоб Північний потік запустився. Для того, щоб Північний потік-2, щоб пришвидшити його запуск.
Зараз Україна, наскільки я знаю, Нафтогаз запропонував Газпрому збільшити потужності транзиту, щоб Газпром забронював потужності транзиту через Україну. Газпром сказав, ні, нам не треба. От ми через вас качаємо в місяць 3,75 мільярда кубів, все, більше нам не потрібно. Хай запускають Північний потік-2. Ну ведь именно по даже данным самих европейцев, их газохранилища, они после холодной зимы опустели, у них нет ресурса и резерва. Хочется понять позицию Европы. То есть, когда она понимает, что ее буквально шантажируют, что вот давайте мы сейчас объемчик уменьшим, и вы зимой можете остаться, если не запустите Северный поток. Но ведь неужели в такой ситуации нужно идти на условия шантажиста? Ну, ми ж в 2014-2015 році Європу у вигляді Франції та Німеччини пішли на цей, на цей шантаж, коли Російська Федерація сказала або підписати Мінські угоди, які елементарно передбачають федералізацію України і виносять питання Криму за дужки, або ми продовжуємо агресію. І все. І всі все підписали, навіть Україна підписала. Слава Богу, ми це виконати не змогли. Але Європа демонструє послідовну позицію, що вона поки що не хоче зв'язуватися з цим міжнародним хуліганом. На превеликий жаль. Я нагадаю, що коли в Солсбері російські спецслужби елементарно чуть не вбили громадянина, це був скандал, Великобританія не ввела санкції. Санкції відносно Білорусі за її, скажімо так, терористичну діяльність у повітряному просторі, теж вони так доволі м'які для того, щоб не дратувати Російську Федерацію. Тобто подобається, нам не подобається. Зараз Європа сконцентрована на вирішенні своїх власних проблем. І Україна має щодня проводити титанічну роботу, що показує, що ми також є складовою вирішення ваших проблем. Десь це виходить, десь не виходить. Я вважаю, що те, що ми хоча б на рівні ОБСЄ, Ради Європи, хоча б на рівні декларацій змушуємо наших європейських партнерів та інших країн дивитися на цю проблему нашими очима, це вже велика перемога. Але я сподіваюся, що ця співпраця буде поглиблена і посилена. Тому що я наголошую, після запуску Північного потоку-2 передосторога у вигляді українського транзиту для Росії просто відпаде. И можуть початися інші проблеми, більш жорстокі. Ну, кстати, об этом можем поговорить еще и с Сергеем Фурсо, экспертом по международным и финансовым экономическим вопросам, инвестиционным банкиром. Он с нами на связи. Добрый вечер, Сергей. Вы меня слышите? Слышу. А мы, к сожалению, вас не очень. На что надеяться и на что мы можем рассчитывать, и на что рассчитывает президент Владимир Зеленский, отправляясь на встречу с Ангелой Меркель и делая заявление о том, что вот нужно убедить Европу в том, что Северный поток-2 – это угроза безопасности, европейской безопасности. Так, а вы меня слышите? У меня есть смысл Теперь говорить? да, можете говорить, да. Ну, смотри, я не знаю, на что рассчитывает господин Зеленский, потому что убедить он никого, понятное дело, там не сможет. У Германии есть свой экономический интерес. В Северном потоке-2 она этот интерес последовательно отстаивает, поэтому разве что вопрос, какого рода компенсация или гарантия все равно тоже невозможно. Да, какой компенсации смогут говорить немцы с Украиной. Но, опять же, это уже вопрос исключительно их доброй воли. Что будет? Какие последствия после запуска Северного потока для нас и для Европы? Для нас, давайте про нас говорить. Первое, это минус 2 миллиарда долларов в год, которые мы сейчас получаем за транзит. Раньше даже было больше, до 3 миллиардов долларов доходило. Ну вот по контракту сейчас мы получаем до 2 миллиардов долларов. Как только контракт закончится, это еще 3 года пройдет. 3 года мы точно получаем эти деньги. Через 3 года, скорее всего, труба опустеет, и Россия не будет поставлять газ. Поэтому первое – это минус 2 миллиарда. Второе – это чисто технологические проблемы, потому что сейчас для нас очень удобно. Транзит идет по территории Украины. Мы не заключаем контракты с «Газпромом», и это позволяет нам быть независимым от выкручивания рук, которым обычно «Газпром» занимается. Мы подписываем контракты с европейскими компаниями. Но газ мы отбираем по пути, который идет по нашей трубе. И чисто технологично это очень удобно. Не надо гнать его с западной границы до восточной, оно просто, система большая, она распределяется по территории Украины. Если этого транзита не будет, то получается, что трубу надо технологически готовить к запуску в обратном направлении.
«Нафтогаз» говорит, что это технологически, опять же, возможно, но это достаточно сложно. Плюс это приведет к росту тарифа на доставку газа. Потому что сейчас у вас давление в системе, и вся система поддерживается в том числе деньгами и газом, и деньгами от России. Как только этого не будет, то условно потребителю надо будет платить больше, потому что стоимость доставки газа в ваш дом конкретно станет дороже, потому что не будет вот этого общего транзита. Это ключевые экономические потери. То, что говорят о неэкономических, такой риск действительно, наверное, существует, это то, что Россия сдерживалась от достаточно высокого уровня агрессии, потому что транзит газа шел по территории Украины. Как только этого транзита не будет, у России один из триггеров уйдет. Теоретически они могут эскалировать больше. Но опять же, это чисто теоретически. Ну, тем не менее, это одно из возможных последствий. А в каком положении тогда окажется Европа, если «Газпром» уже ее шантажирует, не увеличивая поставки газа, не заполняя газохранилища европейские, которые опустили? Положение Европы ничем не изменится. Газ, как раньше был российский, так и теперь будет российский. По какой трубе он идет, для Европы, собственно говоря, значения особого не имеет. И так это был тот самый поставщик. Конкретно Германия выигрывает, потому что она станет газовым хабом, это их интерес. Плюс Германия, надо сказать, заинтересована в дополнительных источниках поставок газа, потому что сейчас под давлением зеленых там закрывается атомка, они отказываются от угля, и де-факто у них газ становится гораздо более важным источником энергии. Поэтому больше возможностей потенциальных получать газ для них гораздо интереснее. А глобально для большей части Европы ничего не изменится. Ну, там, например, Польша тоже потеряет доходы от транзита, что тоже неприятно для Польши, для некоторых других транзитных стран. Благодарю вас за то, что были с нами на связи, и за ваше мнение, и за ваш компетентный комментарий. Сергей Фурса, эксперт по международным финансовым вопросам. Вот в этой ситуации как Украина выполняет, как вы говорите, домашнее задание? Вот закон по олигархам, указ, решение СНБО есть. Насколько он ефективен? Ну, якщо говорити про закон, який ми зараз називаємо щодо деолігархізації, то за великим рахунком він поки що жодним чином не вплине на боротьбу з олігархами. Ну, він лише описує таке явище, ну, як Чукча в пісні можна писати, що сонце всходить. Тобто, да, ми визнаємо, що є олігарх, так, має бути створений реєстр, так, є певні обмеження, але ці обмеження, вони більше на папері, але в житті. Ну, заборонять там пану Рінату Леонідовичу спілкуватися напряму з народним депутатом. Так він сам з ними не спілкується, там спеціально обучені люди. Заборонять фінансувати партії. Так вони напряму не фінансують. У нас фінансисти партії зазвичай безробітні або бабусі, якщо подивитися звіти НАЗК. Тобто, за великим рахунком, якихось передосторог, чому ті чи інші фінансово-промислові групи треба боятися цього закону, немає. Тому його і підтримали. І я думаю, це прекрасно розуміють США, що маркер, от боротьба з олігархами, ми виконуємо. А тепер що далі? Їх же цікавить не формалістика, їх цікавить, щоб дійсно були фінансово-промислові групи, позбавились телеканалів, для того, щоб вони втратився їх вплив на центральну владу. Ось це головний стратегічний задум. Чи зможе це забезпечити Зеленський? Подивимось. Ну, сможет, если захочет, да? Или если даже захочет, не сможет. Вот в какой ситуации сейчас Зеленський? А тут же, знаєте, питання, якщо захоче, але це ідея не сподобається фінансово-промисловим групам, то в нього не буде 226 голосів, і тоді треба буде звертатися до старих добрих рішень РНБО, які будуть оскаржені в суді. Тож тут патова ситуація. Або йому перетягувати на себе відповідальність повністю і вже чесно сказати, що в нас авторитарна, ну добре, надмірна концентрація влади в руках президента в парламентсько-президентській республіки, або виходити на загал і казати, ну, не сміх. Это говорит о том, что у нас не работает система власти парламентсько-президентська? Ні, вона працює. Просто вона працює у той таку трошечки збочений збік. Знаєте, як сказав наш президент, да, у нас парламентсько-президентська республіка, але ж ми всі розуміємо, як це відбувається. Тож, є те, що записано в Конституції, а є реальність. І реальність доволі проста. Коли ми обирали «Слуг народу», Володимир Зеленський казав нам, дайте мені більшість для того, щоб я зміг відреформувати державу. Більшість народ дав. Все вперед.
Але є нюанс, що більшість вона не вся орієнтується на Володимира Олександровича, а орієнтується на певних фінансистів цього цікавого політпроєкту. І подивимося, хто переможе в цій боротьбі. Або Володимир Зеленський, як політик, або старі фінансово-промислові групи. Это может же говорить о распуске парламента? Я не готовий сказати, чи піде на це Зеленський. Я думаю, що йти на, скажімо так, йти на певне перезавантаження парламенту потрібно буде тоді, коли буде якась критична, по-перше, критична маса неволі, по-друге, критичний час. Тоді, коли можна буде проводити вибори одночасно і президента, і парламента, для того, щоб дати собі новий рівень легітимності ще на рік. Але для цього має бути кризова ситуація. Ну, обычно это осенью происходит. Ну, традиційно, звісно, ми бунтуємо лише в листопаді. Але особисто мені б цього не сильно хотілося. А нет предпосылок для политического кризиса осеннего? Так, ви знаєте, якщо в світовій політиці є таке явище, як чорний лебідь, то в нас стає чорних лебедів. Причому вони літають в усі боки. Тим більше добра опозиція може завжди випустити пару своїх підгодованих лебедів. Тож я не готовий сказати. Я вважаю, що Україні стратегічно треба все ж таки протягнути до вересня, подивитися, наскільки куди вийшов наш діалог з НАТО, подивитися, куди вийшов наш діалог з МВФ, подивитися, що у нас з платіжками, тому що нам тут, наскільки знаю, НКРЕКП знову заявив, що буде підвищення комірного. І потім вже входити в жовтень. От до жовтня, якщо не відбудеться нічого форс-мажорного, то є певний політичний, скажімо так, період, 100 днів, коли Зеленський може відрегулювати ситуацію на листопад. Але подивимося, я, скажу, з передосторогою дивлюсь листопад. Ну, пока у нас в планах масштабное празднование 30-летия независимости. Но и в том числе и Крымская платформа. Есть у вас какие-то надежды на этот формат? Щодо Кримської платформи, ну добре, що він вже є. Добре, що ми підняли це питання, добре, що ми починаємо об'єднувати питання окупованих Донецької, Луганської областей і окупованої Автономної Республіки Крим, тому що я вважаю, що якраз Мінські угоди задали дуже сильного удару по цій концепції, що і окупація Автономної Республіки, і окупація окремих районів Донецької, Луганської області – це складова однієї агресії. І Кримська платформа, вона якраз покликана, щоб змінити цей дисбаланс з одного боку. З іншого боку, я вважаю, що Кримська платформа все ж таки має приділити дуже багато уваги якраз створення візії, яким буде звільнена територія, яке там буде життя. Тобто, що ми будемо робити наступного дня після звільнення. Тобто, добре, ми можемо погодитися з тим, що в найближчі 5 років немає ні політичних, ні військових якихось передумов звільнення території. Але, добре, ми звільняємо. Який перший крок? Як ми будемо синхронізуватися з законодавством? Що ми будемо робити з колаборантами? Що ми будемо робити в податковому житті? Що ми будемо робити з підприємствами, які працювали за російським законодавством? І це той перелік питань, на які ми маємо дати відповідь вже зараз, щоб не сваритися потім. І в тому числі це стосується і статусу корінних народів. Ну, это может привести к тому, что поссоримся сейчас и вообще ничего не будет. Так давайте говорити. Ну, наша проблема в тому, що за 7 років ми не говоримо між собою. Ми замовчуємо ці проблеми. В українців є одне бачення, в Меджлісу є інше бачення. І ці обидва бачення заслуговують на повагу і заслуговують бути озвученим і вислуханими. Але, на жаль, скажімо, такого широкого діалогу я особисто не бачу. І я сподіваюся, що цей широкий діалог буде якраз за рахунок Кримської платформи. Він необхідний. Может быть, широкого диалога в обществе нет, зато есть очень показательная и красноречивая реакция российских пропагандистов на этот коренной закон. Наверное, закон о коренных народах вы, наверное, наблюдали, как тиражируются одни и те же месседжи из уст российского президента, Госдумы, политологов, всяких всевозможных экспертов, всяких Скобеевых. Причем ну, понятно, что не дураки же, да, что вот, ну, прочитай и пойми, что это именно о коренных народах, об их автономных правах, скажем так, об их правах, на которых они имеют право как этнос, проживающий, который был создан на территории оккупированного Крыма. Нет же постоянно, а где русские там, а где там молдаване, а где там венгры, а где евреи. И вот это... А почему русские не коренные? Вот депутат Шевченко... Бо не коренні.
вот депутат Шевченко, тот, который ездил в Беларусь, он даже включался на российские каналы и говорил, а где коренные киевляне теперь? Что быть теперь с коренными киевлянами? Вот к чему, для чего это вот нужно? Для чего такая истерия, явно, что искусственная, но тем не менее, на кого она рассчитана? Так вона знов-таки розрахована на внутрішнього споживача в Російській Федерації і на певні гарячі голови всередині України. Але, слава Богу, відповідно до тих соціологічних досліджень, яких я бачу, їх не більше 15%. Тобто, 15%, які елементарно не хочуть розбиратися, що таке корінний народ, яким елементарно не цікаво взагалі, що відбувається на сході України, що Крим окупований, для них ця влада буде завжди поганою. Тобто вони залишилися в наративі 70-х років СРСР. Ми їх звідти не витягнемо. І неважливо, скільки цій людині років. Тобто я певний, я бачили політологів, які розривають на собі тільняшку і кричать, що в СРСР було дуже добре. Хоча якщо б вони тоді були такі ж активні, я думаю, не з усіма зубами вони б дожили до 18 років. Просто елементарно. Тому що тоді були трошки інші соціальні наративи, наскільки я пам'ятаю. Тому що я трошки застав той період. І ми маємо їх не переконати, і ми маємо рухатись своєю дорогою. Чому така істерія? Знову ж таки, тому що всі в Кремлі зрозуміли, що створюється доволі потужний важіль впливу на міжнародну спільноту у вигляді органів самоорганізації корінного населення. Тобто це доволі сильний дипломатичний хід, це перше. Друге, навіть в парадигмі майбутнього звільнення Криму стало всім зрозуміло, що права корінного населення будуть враховані, права українців будуть враховані, а всі, хто приїхали після 2014 року і вирішили, що вони різко корінні, в них буде якась інша доля. Вже я не говорю про те, що угоди купівлі нерухомості не будуть визнаватися. Я вже не говорю про багато речей. І це Кремль реально злякало. Тому що, скажімо так, вперше українська влада сказала, от буде отак. От ми будемо співіснувати от на таких от правилах, будь ласка, є культурні права, ми зобов'язуємося, там же в цьому ж законі що є? Там є і підтримка ЗМІ, які належать корінним народам, це є і перерозподіл доходів від надр, на яких базуються корінні народи. Там є дуже багато цікавих речей, яких Російська Федерація не може запропонувати, навіть своєму населенню, там вже не кажучи вже про корінних бурятів. Тож, їх істерика зрозуміла. Питання в тому, що в Україні треба якось сказати А, йти і далі казати Б. С нами на связи Юрий Губаревич, белорусский политический и общественный деятель и глава движения «За свободу». У нас остается последняя часть программы, в которой мы хочется обсудить и последние события в Беларуси. Вот там сегодня пришла информация о том, что там был закрыт оппозиционная СМИ «Наша Нива», и арестованы его сотрудники, задержаны. Можете нам подробности рассказать, что произошло сегодня? Доброго дня. Доброго. Да, действительно, сегодня день тотальной зачистки независимых СМИ. И основной удар пришелся по изданию «Наша Нива». На данный момент редактора этого издания задержаны, помещены под стражу на срок минимум 72 часа. И определяется их виновность по 2 статьям Уголовного кодекса, которые связаны с выходом людей на улицу, с протестами. Но это не единственное издание, также ряд региональных СМИ. Их журналисты задерживались. Тоже о судьбе некоторых до сих пор неизвестно. Это по всей Беларуси происходит. Но, наверное, действующий режим выбрал такую тактику тотальной зачистки независимого информационного поля. А у меня вопрос, как до сих пор это информационно-независимое поле могло существовать, когда видим, что происходит, когда людей задерживают, хватают, прячут в это Крестина, пытают. Из Протасевича тоже сделали сейчас какой-то жупел. Как это издание могло работать вообще? Да, действительно, это тяжелейшие условия для работы, потому что журналистов во время массовых акций задерживали, как и обычных участников, и сейчас даже изменили под это дело законодательство. Уже удостоверение журналиста не дает никаких прав освещать, быть на месте работы фактически во время таких мероприятий. Несколько десятков человек проходят по уголовным делам,
Но, тем не менее, оставались региональные издания, несколько национальных изданий, хотя самое крупнейшее из них, Тутбай, был закрыт более месяца назад, и сейчас тоже заведены уголовные дела, и порядка 15 журналистов этого интернет-издания находятся под стражей или под уголовными делами. Ну, как видим, единственное, что остается, наверное, независимым масс-медиа, это работать в интернет через телеграм-каналы, через другие мессенджеры. Эти площадки также активно осваиваются, и судя по достаточно большому количеству читателей независимых СМИ на этих площадках, интерес к разносторонней объективной информации у граждан Беларуси присутствует. А что грозит журналистам? Какой срок по этой статье? Точно не скажу, но это несколько лет заключения, причем это такие статьи, по которым уже сотни людей прошло через суды в Беларуси, ну и суды там не стесняются давать по 3-5 лет тюрьмы. Также и есть журналисты, которые уже получили реальные тюремные сроки. Журналисты того же издания «Тутбай» по 2 года колонии. Ряд дел, как я говорил, уже находится в процессе рассмотрения. Ну, очевидно, что работать в таких условиях независимой журналистики в Беларуси очень тяжело. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Лукашенко о начале террористической атаки на Беларусь, о том, что раскрыто подполье, которое там пыталось подготовить, сжечь лесовозы, завозится масса оружия, в том числе и из Украины, поэтому Беларусь будет закрывать границу с Украиной. Подтверждаются ли в независимых каких-то источниках эта информация? Эти дела были представлены с большой помпой накануне той версии Дня независимости, которую отмечает белорусский режим. И, как правило, информация эта не находит подтверждения из независимых источников, потому что по тому же оружию есть официальная статистика как и украинской стороны, так и белорусской о том, что как раз происходит снижение и количество обнаруживаемых боеприпасов там, или какой-то единиц оружия. Ну, единственное, что, может быть, объединяет это дела, это то, что следственные органы или специальные службы внедрялись в группы граждан и каким-то образом, которые вели, наверное, разговоры о различных способах сопротивления. И участие этих силовых структур, возможно, и приводило к тем результатам, которые сейчас представлены как попытки совершения террористических акций. Тем не менее, вот насколько можно судить о демократичности Украины, возле посольства Беларуси вчера прошел митинг под официальными флагами Республики Беларусь. Правда, там в какой-то момент произошла драка между участниками митинга и неизвестными. И это видео опубликовывались на официальных провластных белорусских каналах. Это Союз журналистов в своем телеграм-канале опубликовал. И там заявили, что члены белорусской диаспоры в Киеве традиционно 7 числа выходят к своему посольству. А в посольстве Беларуси заявили, что митинг был санкционирован, его проводили члены белорусской диаспоры, на них напали радикальные элементы из числа граждан Украины. Посольство Беларуси посчитало, что украинская сторона приняла недостаточные меры, чтобы обеспечить безопасность диппредставительства, и отправила в МИД Украины ноту с выражением серьезной обеспокоенности ситуации. Ну, с одной стороны, конечно, это очень демократично, что могут проходить разные митинги, да, но с другой стороны, обижаться на такую реакцию, наверное, тоже не стоит. Но отличие нашей ситуации в том, что для одних групп граждан есть возможности проводить подобные митинги в Беларуси и по сегодняшний день, но, как правило, это сторонники действующего режима, которые выступают против решений, которые принимаются в странах ЕС, например. И там нет никакого преследования, нет никаких стычек, ничего. Но если выйдут оппоненты власти и заявят о своем видении ситуации, то их мероприятие продержится очень недолго. Я думаю, что по событиям в Киеве должны дать оценку, наверное, какие-то следственные органы и
дать свое видение ситуации. Если действительно это была провокация, ну, нужно расследовать, наказать виновных, так как... Но учитывая такую реакцию Белорусского союза журналистов, что они так оперативно это показали, что это могла быть провокация и с их стороны, чтобы показать, что в Украине вот нетолерантный, не знаю, кто. Ну, це не була провокація. Тем более Это не должно была произойти провокация? расследование этой ситуации. Є конкретна організація, конкретні люди, які входять в перелік моїх знайомих. Це добрі патріоти, частина з яких пройшла російсько-українську війну. Їм не сподобався шабаш, підтримки Лукашенка в Україні. І дуже добре, щоб до таких патріотів підтримували ще й білоруські опозиціонери, які перебувають в Україні. Тому не треба всіх називати провокаторами. Ні. Ну, мы не называем провокаторами, мы просто пытаемся разобраться, кому это могло быть выгодно и что на самом деле произошло. Очень хорошо, что у вас просто есть информация о том, кто это. Я благодарю вас, Юрий, за то, что вы подключились к нашему разговору. Спасибо, что были с нами. А мы продолжим нашу украинскую повестку, точнее, крымскую. И вот завершая, скажем так, этот час, хочется все-таки, может быть, в очередной раз, но тем не менее проговорить о надеждах, да, и на результат, который может быть от крымской платформы. Что бы вы хотели, и чтобы было после, и что может быть по факту? Я не знаю, що може бути по факту, але я вважаю, що Кримська платформа має генерувати певні проекти норм, підзаконних нормативних актів, проекти законів, які чітко визначать подальшу правову долю як Автономної Республіки Крим, так і окупованих територій. Тобто, я говорю, це закони про колаборацію. Я маю на увазі закони, які будуть присвячені перехідному періоду після звільнення наших окупованих територій. Ну, це перше, друге. Третє, це звичайно, продукція документів та певних візій щодо наших західних партнерів, що пропонування певних форматів, в яких США все ж таки може бути залучено. Добре, нам всі говорять, що в нормандський формат вони не хочуть вступати, але нормандський формат, подобається нам чи не подобається, він все ж таки присвячений ОРДЛО. Добре? Добре, якщо є така чітка постановка задачі, давайте на базі Кримської платформи створювати певний ситуативний формат перемовин, куди залучати і США, і те саме ЄС як суб'єктів, і Великобританію, для того, щоб посилювати тиск, в тому числі економічний, дипломатичний, військовий, на Російську Федерацію. Так, звісно, Російська Федерація відреагує, як завжди, агресивно. Але ми країна, яка 8-й рік воює. Ми маємо це робити. Ми маємо це робити тільки для того, щоб потім нашим дітям чесно подивитися в очі і сказати, ми зробили все, що могли. І ми не боїмося ворога на своїй території. Ну, мы и сейчас можем сказать, что мы не боимся врага на своей территории. Виходячи, скажімо так, ми опасаємося. Все одно Україна доволі обережно взагалі навіть зараз певні сентенції в бік Російської Федерації висловлює. Я просто хочу нагадати прес-конференцію Володимира Олександровича Зеленського, коли спитали, Путін вбивця, що він відповів? Я не можу відповісти те, що ви хотіли, тому що це може привести до жертв та ескалації. Я на себе цю відповідальність не беру. Про що це говорить? Про те, що так, ми досі заручники, навіть на ментальному рівні, Російської Федерації. Але я сподіваюся, що з кожним днем ми будемо все менше і менше цього боятися. А как мы можем на это надеяться? Потому что у нас каждую неделю концерты российских исполнителей. Ну, це вже стосується інформаційної війни, на яку ми так і не прийшли. При чем тут политика? Мы же музыку слушаем, мы же братья. Это же на ментальном уровне происходит. Знову ж таки, є певні наративи. Певні наративи м'якої сили, яку Російська Федерація просуває тут з 2001 року. Ви пам'ятаєте, як тільки Путін прийшов до влади, у нас з'явився Кубанський народний хор в Одесі. Гастролював, я не знаю, в Криму, а в Одесі гастролював отак. Ну, в Криму це було з 91-го року. Фонд Москва-Крим. До нас добралися пізніше. Але це наратив м'якої сили. Ми маємо його пресікати. Ми маємо його пресікати на державному рівні. На жаль, навіть ця ситуація, яка відбулася з Філіпом Кіркором, не дає чіткого розуміння, що відбувається. Українці вже готові просто на чітке розуміння. Добре, скажіть, у нас війна чи світська війна? Угроза чи не угроза? Якщо війна, що він тут робить? Все ж дуже просто.
А всі розповіді про те, що, ну дивіться, це ж актори. У нас проблема в тому, що у нас ще Міністерство культури очолює людина, яка продовжує бути продюсером, а не міністром. На ментальному рівні. І це дуже велика проблема. Тому що країна, яка воює, вона не може собі це дозволяти. Тому що ми зараз виховуємо нове покоління, яке рано чи пізно стане солдатами. І їм треба, скажімо так, вони мають мати чітке розуміння, де свої, де чужі, і що в Україні війна. Благодарю вас за то, что были гостем этого часа. Николай Мельник, генеральный директор аналитической группы «Левиафан», был с нами на связи. Сейчас небольшой перерыв, а наш эфир продолжит Гульсум Халилова. Оставайтесь с нами. Спасибо вам. Дякую вам. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынды. Ишітіліп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, ұчырымды сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradan'ını bilmeyim ben akçın. Defneyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytып келген son, başta Baku şehrinde neşr etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip
алыныз буйырмыштыр. Авропалыларның илimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde bir-birinize lisanı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latir ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas qirmim. Qalbimni parchala muqaddas qirmim. Sesimni parchala muqaddas qirmim. Sana qul olurum. Saq qalsam dunyoda. Yurtunga qul olmak baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, sağ qalsam dunyoda. Nasıl bir kunlarga qaldık qardaşlar. Bu uzun yollarda taldık qardaşlar. Aman bitip yandık qardaşlar. Ko'zimiz o'g'inde sabiylar o'li. Dünya bizga baqib, bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Dunyoga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilib keldik. Vatanga ko'z tikib qurbonlar berdik. Bizni kene bo'lelar bir shina ile. Dunyo bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Qalmadi aramizda birlik kengashi. Shuning uchun qizdirmay vatan kuneshi. Shuning uchun yurishmi ey xalqim ishim. Shuning uchun bag'ringni xanjarlar tili. Dunyo bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Hepimiz xabardiq mingen qamirday. Qarishib qalmayıq bir top çamurday. Kesilib başladı qurgan tamirday. Yaşaymiz bularni bile. Dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Bizni kene birevler o'ynatmaq istay. Kene damsiz bir sho'rba qaynatmaq istay. Kenardan qo'shlanib bir baqmaq istay. Bar, oyna ko'z yoshingni sile. Dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli. Sanki dushman oldik bir-birimizga. Hurmat yo'q ne o'lim ne tirimizga. Ne oldu qardaşlar? Ne oldu bizga? Kene dersin bir belalar bastırıp kele. Dünya bizga baqib bir ko'znen ag'lay, bir ko'znen kuli.
Алладан берілген güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale, dünya bizge bakıp bir köznen ağla, bir köznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir köznen ağlay, bir köznen güle. Selam aleyküm. Merhaba, Sağlatır телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасының серитесін студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve Nevbet'teki yarım saat ve bundan sonra Nevbet'teki yayınlarda sizle men olacağım ve Kırım ve Kırım etrafında alıp geçken hadiselerini müzakere edeceğimiz. Da bir kere herkesini selamlayım. Bizge şimdi hoş olan semeddeşlerimizge ise da bir kere hatırlatam, biz canlı yayınlarda çalışamız. Bizni MATR telekanalının resmi sayfasında hem de YouTube kanalımızda bakabilirsiniz. Bizlerge manevi destekni YouTube kanalımızga abone olarak ifade etmege imkanınız var ya da ATR telekanalının Patreon'una abone olsanız bizlerge küçük olsa da maddi destekni gerçekleştirmege imkanınız peyda olacaktır. Bugün eğer de biz ayak üzerinde de durmağa devam etsek bu birinciden sizlerinin desteği manevi maddi cihetten desteği yardımı ile bizle olganlarga teşekkürlerini da bir kere bildiremiz sayılı dostlar ve studiyamızga telefon açmağa imkanınız var. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını takdim eteler 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla studiyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz atr.tv. Buyurunuz bizge telefon açın, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Men ise şimdi Skype vasıtasıyla bizle bağlangan musafirimizni Sinaverga Kadyrovna selamlamağa memnunum. Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağda. Sinaverga selam aleyküm, merhabanız. Allo, men sizni eşitmeyim Sinaverga. Merhabanız Gülsüm dedim. Merhaba, şimdi eşittim, çok memnun oldum sizni eşitkenime. Sinaverga böyle haberden başlamağa isterim. Geçenleri sizin de malum olganız gibi OBSE'nin Parlament Asambleyası Kırım etrafında yüz bergen hadiseler ve hususan Kırım militarizasyası ve Kırım etrafında Ukrayna sınırlarının militarizasyası ile bağlı Nevbet'teki böyle bir katı, şiddetli bir rezolüsyonu kabul etti ve bu rezolüsyada hakikaten çok mühim böyle bir her daim olganı ki zaten çok mühim Rusya'ya talaplar seslendirile ve yazıla. Ne dersiniz yani bu alıngan rezolüsyaların bizge nasıl bir faydası var, nasıl bir tesiri var? Sizince bu mühim mi? Evet, ben bu sonki rezolüsyaya çok büyük emniyet veriyorum. Niçin deseniz, evet bu birinci rezolüsya değil, bu 2014 senesinden başlar çok böyle rezolüsyalar kabul edilgenleri ve lakin biraz sonki bu rezolüsya çok farklıdır. Niçin degende bu sonki rezolüsyada ekseriyetten Kırım Tatar milletinin vaziyeti bağlı olarak rezolüsyada pek çok maddeler. Bu benim için mühim. Niçin degende ondan evvelki ekseriyetten bu toprakla bağlıydı. Kırım, Ukrayna ve ilahri bu
bu gibi maddeler etrafında, bu gibi fikirler etrafında. Halbuki bu sonki rezolüsiya halkının, Tamır halkının yani Kırım Tatarlarının vaziyetine bağlı, işgalciler ekseriyetinin Tamır halkının aklarını ayak tübüne alğanlarını, onların aklarını bozğanlarını etrafında yükseltilgenini menimce çok mühimdir. Bu bizim geleceğimizin, gelecekte meselemizin çözülmesinden çok bağlıdır. Мына біз көреміз ки Русия бүтін алынған халықара топлылықтар тарафынан алынған бір қарарларға бөле құлақ асмай ве құлақ асмағаны или бір сырада оларны еріне кетірмей ве қабыл етмей. Амма егер мисал олар парламент ассамблеясының демек топлашуында, ОБСЕ-нің топлашуларында бұл кібі резолюциялар қабыл етілгені вақыт, олар чоқ ашчуланалар ве бөле демарш керчеклештіріп, кеченлері мисал олар ОБСЕ-нің қабыл еткен парламент ассамблеясының, ОБСЕ парламент ассамблеясының қабыл еткен резолюциясы вақытында бөле демарш керчеклештіріп топлашудан шығып кеттілер. Сонра ПАСЕДе Толстой білмейін бұл тамыр халықлар әлі бағлы қанун қабыл етілгені вақыт бөле ачувлы ве шиддетлі бейанатларда бұлынды. Яни сеневерға сорамақ істегенім, егер ки бұлар бұл халықара топлылықларға құлақ асмаған олса, не үшін бөле шиддетлі реакцияны берелер? Білесіз, bu şiddetli reaksiyanın aytayım geleceği var. Ular onu pek yaxşı anlayırlar. Eğer de bu gibi rezolüsiyalar, yani Kırım Tatar halkının vaziyetini, Kırım Tatar halkına alıp bargan siyasi adımlarına, aytam da bu gibi faktlar sık rezolüsiyalarda gösterilse, ahır sonu Rusya'nın alıp bargan nisbetten Kırım Tatar halkına değerli alıp bargan siyaseti etnotsit siyaseti olğanı gösterilecek ve siz bağışlarsınız bu yönde biraz başka bir cinayetlik olğanı gösterilecek ve onun neticeleri hatta olabilir. Ular onu pek yaxşı anlayırlar. Ve bularның hepsi şimdi көргеніміз ki bu böyle daha faal şekilde ötkerilecek Kırım platforması arifesinde gerçekleştirili. Elbette ki dış işlerin nazirligi şimdi aynı nasıl devletler bu platformada iştirak edeceğiyle bağlı malumatlarını aydınlatmaylar, bilemiz işte tehlikeli ve hafsızlık meselesi sebebinden, ama herhalde birçok devletlerinin iştirak edeceğine sizin umutlarınız var mı? Sinaverga ve fikrinizce ötkerilgen bu platformadan sonra biz nasıl böyle faal Kırım azat etülüp yönelişinde hareketlerini görebiliriz? Buna bakın, benimce şimdi ne kadar devletler iştirak etse onun bağlı değil ona emniyeti. Ekseriyetin böyle aytayık dünyada tesiri olğan devletlere bir iştirak edecek. Biz onu şimdi bilemiz. Lakin bunda bu mesele bağlı. Bu platformanın temeli nede kurulacağı. Gene de aytam. Bu son PASE'nin rezolüsyası gösterdi ki ince mesele yerine bu Rusya'nın dünya arasında olan münasebetin ve Rusya'nın zayıf taraflarını gösterdi. Eğer de bu ötkerlecek Kırım platforması ve aslında Kırım'ın işgalden kurtarmak stratejisi, Kırım Tatar halkının gayip olmaktan kurtarmak temelinde kurulsa, ona geleceği ben belirlesem yakın arada duyulur.
Egerde Ukrayna bu yerde biraz şaşmalap Kene'de bu tek toprakla bağlasa ben bilmeyeyim biz bu yerde yutulabilir. Niçin degende bu gibi pozisyalar Pridnestrovya olsun, Karabağ olsun ve ilahire. O 30 seneden de fazla olan problemler ular hep çözülmüyor. Mında ben belirlesem ekseriyetle bağlamak gerek bu halkın bu etnotsit siyasetinden, etnotsitten kurtarmak meselesinde o temelde kurmak gerek benimce bu Kırım platformasını. Мына сіз Карабахны айтып кештіңіз. Мен бүгін Азербайджан Жумхуриятының елшілігінде bulundum. Анда АТР телеканалының bazı bir xadimlerine Manavida umumen aslında ATR телеканалына böyle bir Karabağ cenki vaktinde matbuat vasıtaları yardım etken sebebinden böyle bir mükafat verdiler ve çok şeyler aytıldı demek Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ve böyle Karabağ'ın ve Kırım'ın böyle kıyaslav meseleleri de seslendirildi. Demek anda da malum olğanı gibi Karabağ meselesi boyunca bu Minsk OBSE gruppası var idi. Ukrayna'da da demek Donbas meselesi var, Kırım meselesi var ve Karabağ tecrübesi gösterdi ki ne kadar böyle anlaşma platformaları olsa bu güzel ama ne yazık ki onlar eninde sonunda o'zining semirligini göstermiyor. Sizin fikrinizce yani böyle analogiyalar ve Karabağ'ın tecrübesini bizim işgal etilgen topraklarımızga kullanmak ve böyle ekstrapolasya etmek doğru mu? Birinciden gelin biz ben Karabağ meselesini ve Kırım meselesini doğrusundan kıyaslamayım. Ben bak şeklinde gösterecek olan niçin degende. Anda da işgal edilgen topraklar, mında da işgal edilgen topraklar. Ve aslında bu gibi problemler bu evvelden Sovet Birliği'ne kirgen bu toprakların içerisinde bu gibi problemlerinin bir sıra getirsek Kırım çok farklılaşa. Niçin degende? İşte mümkün değil doğrusundan bu tenleştirmeye. Abhaz meselesi ve Abhazya Gürcistan arasında olan mesele ve Kırım'la Ukrayna arasında olan meseleler. Pridnestrovya, Moldova, Kırım, Ukrayna ve ilahire. Kırım hakikaten de bu biraz başkaca bu meselene bakmak gerek. Ve Ukrayna'nın faydasına niçin degende bütün sıra faktlarını göz önüne alacak olsak tek Kırım'da Kırım Tatar yani asıl halkı, tamır halkı işgalciye kol tutmadı. Ve bu taraftan Ukrayna çok güzel pozisyonda. Ama böyle başka hiçbir ona başka taraftan bakmak gerekmiyor. Ve evet taktik şeklinde o vaziyetine göre ben belirlesem Ege'de bu Ermenistan Rusya'ya berilip durup berilmeyi durup ozu çizgen olsa Azerbaycan'dan gelgen tekliflerini kabul ederek bu ozara meselelerin Karabağ meselesini çizgende ben belirlesem cenk de gerek olmaz edi. Bu yerde Ermenistan biraz serbest olmağından sebep ahır sonu onlar yutuzdular ve Karabağ meselesi tamamıyla kapalı demek olur. Ama anda
Mühim böyle faktorlardan biri Rusya'nın açık şekilde Ermenistan'ı desteklemegeni oldu. Yani o açık şekilde onun tarafına geçmegeni oldu. Bu ise şunu ayta ki Karabağ'ın probleması çözülüğü bu doğru vakit, doğru yerde, doğru şaraitler böyle olganı muhitte gerçekleşti. Yani sizin fikrinizce Sinaverga, yani Kırım meselesi nasıl olacak? Buna siz nasıl koruyorsunuz Kırım azat etülü yolunu? Zira Ukrayna hükümeti şimdi sadece diplomatik siyasi yolunu seçiyor ama birçok ekspertlerinin ve bazı harbi adamlarının aytkanına göre eninde sonunda Kennedy Kırım bilmeyin böyle bir taktik olarak mı küçük ama harbi hareketlerle azat edilecek. Ya da biz hakikaten de sadece diplomatik yolla yıllarga çözülecek. Bu nasıl olmalı? Evet, Ukrayna hazır olmak gerek. Hem bir usulga hem ikincisini de gözde tutmak gerek. Ve lakin gene de ben aytacak olan bunda çok bu geleceği çok bağlı. Ukrayna'nın bu Kırım Tatar meselesine, yani bu Kırım Tatar milli meselesinin bağlı olan albargan siyasetinin çok bağlı olacak. Ne şekilde Kırım kaytar? Niçin degende Rusya içte kaçırmay yanlışlıklarını, düşmanın yapkan yanlışlıklarını özün faydasında aylandırmaya tırışa ve o tarihi aldır. Böyle bir faktör pek çok var idi. Ondan sebepler o işini çok güzel işletebilirler. Onun için bu mesele evet bağlı Ukrayna'nın bu Kırım Tatar milli meselesini çözülmek siyasetine. Şimdi onun için dinleyin bağışlar. Şimdi yok siz bağışlanız men sözünüzü kestim. Şimdi Sinaviraga ko'rganimizga ko'ra Ukrayna hükümeti endi 30 yıllık talaplarımızdan sonra nihayet bir adımını gerçekleştirdi ve bugün alıngan kararlarga haberlerge ko'ra Ukrayna Yuqori Şurasının demek spikeri Dmitriy Razumkov endi Tamir Halklar ile bağlı kanununu imzaladı. Şimdi sadece Zelenskiy'nin bu kanunu imzalaganını bekleyimiz ve bundan sonra işe nasıl şekilde kireceği, nasıl şekilde bu kanun çalışacağını birlikte bakıp göreceğiz. Bunun birlikte nasıl düşünüyorsunuz ki gördük biz 300'den çok milletvekilleri bu kanunga oy verdi. Nasıl düşünüyorsunuz Sinaverga? Endi bundan sonra Zelenskiy ve Zelenskiy'nin etrafında olan insanlar diğer bizim mühim meselelerimizni kabul etmek için siyasi iradege sahipler dep aytmaga mümkün mü? Bilesizmi bu şunday aytganini ko'z o'ngga olacak olsak bir kulguli al. Bir taraftan Ukrayna hazır değil böyle ki bir kararlarını kabul etmeye, ikinci taraftan kuyrukları kapı arasına kalganda artkaçının çoklukla kabul edilir ve aslında onun üstünde çok davada olmayı. Yani bu bizler için bir kayısı yani özümüz özümüz düşünmek gerekmez, nasıl çalışmak gerek ve gene de eski usul Ukrayna özünden bu meselenin çözmedi, vaziyet çözdürdü. Yani o vaziyet degende ne oldu vaziyet? Buna siz aytasınız ki kuyrukları kapı arasında kısıldı. Bu kapı neden ibaret? Bilmeyeyim son divar neden ibaret? Ben belirlesem bu gelecek yani Ağustos'ta geçilecek bu summitle bağlı olan meseleydi. Niçin degende ona dıştan da anlayırlardı ekseriyetle bu Kırım meselesi nenin bağlı olduğunu ve siz bağışlarsınız yıllar devamında Kırım Tatar Milli Hareketi yani Kurultay, Milli Meclis alıp bargan bu informasyon
күрешінің қадаржалықтың тесірі бар да. Kenede ular anlaylar da ekseriyetle kim kol tutmadı işgalciye Kırım'da. Kırım Tatarlar. İşte başkaları değil. Kırım Tatar halkı asıl halk olarak işgalciye kol tutmadı. Ve elbette Ukrayna'nın o kadar ayaktırıp bizim ahlarımızın tanımasa uların arasında bile ular bile anlamayacaklar. İleride demek nasıl iş tutmak, işbirlik alıp varmak Ukrayna'nın. Ben belesem bu gibi meseleler kulvarlarda aydınlığına ve ular elbette bir adımlar yapmak gerekirler. Biz unutmayın şimdi Kırımskaya platforma karşısına Rusya özün platformalarını işletecek olan. Ve gene de bu tamir halklar meselesine gelgende Ukrayna tamam doğrusunu aytkanda men aslında o kanunu bizlerden tek bağlamayın. Ekseriyetle Rusya'nın konsepsiyası Kırım'daki tamir halklar kimden ibaret? Ekseriyetle Yunanlarla bağlayırlar. Doğru mu? Kırım Tatarlar onlarda kelime eşekli. Ukrayna şimdi Kırım Tatar halkı, tamir halkı diyerek özüne yol açtı. Yani teşvikatka işte bu darbe vurdu. Özüne yol açtı. Mında hiçbir mında tek bizim faydamızın desek o da yanlış olacak. Ukrayna için çünkü misal NATO'nun programmalarını alacak olsak Avrupa Birliği'nin keçenleri Ukrayna ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kiriş assotsiatsiyasının rezolüsiyasında da yazılgan işte Kırım Tatarlarının hakları tiklenilmesi zarur olganı bu maddeler hakikaten Ukrayna ülkeyi sadece bizler için değil de Ukrayna için de mühim. Ben şunu merak ettim Sinaveraga. Yani Kırım Tatarlarının hakları tiklenilmesi bu Kırım platformasının bağlı olan bir şey değil ki. Yani sizin fikrinizce yaxşı men endi 2014 senesinden evvel müddetini almayım o vakit başka şaraitler edi. Şimdi tamamıyla başka şaraitler oldu. Kırım işgal etildi. Rusya'nın cenk var ve biz büyükten büyük umutlarını Poroshenko'ya besleyedik. Onun bu kanunu en azından bu kanunu kabul edeceğini umutlarını besleyedik. Ne için sizin düşüncenizge göre yapılmadı o vakit? Demek bizim kabahatimiz oldu. Biz yeterli derecede anlatıp olamadık, baskı yapıp olamadık. Şimdi vaziyet değişti ve daha da çok bizni eşitken insanlar peyda oldu mu deysiz? Yok, ben belesem şimdi bizler biraz bilesem böyle bir mesele. Şimdi biz açıktan açık tenkit edebiliriz Zelenski'nin ama Poroshenko'nun gelgende çok utana ne deydi. Meraklı bir şey ettiniz. Sinaveraga yaxşı anladım. Ve son olarak gördük ki bunu da soracaktım. Gördük ki anayasa çokluğu bizim bu tamir halklar kanunumuzga rey verdi. Bu güzel bir şey. Biz için hem Ukrayna için ama en önemlisi bu kanunun endi çalışıp başlaması. Nasıl düşünüyorsunuz Sinaveraga? Endi nasıl maddeler Zelenskiy imzalagan son buna yarın çalışıp olur? Ahinin içindeginde bu kanunun sonki varyantında yetmedi, basılmadı. Onun için mahin etme ama unutmayın ki bu kanun gene de bu kanunga esaslanıp durur. Bizler o haklarımızın biz görgendayın, biz anlagandayın tilep olamayacağız. Çünkü bu kanunda kanun leyhasını etseniz alsanız bu ikinci maddeni
4. Парчаса. Держава сприяет представительству коренных народов у Верховной Рады Украины, Верховной Раде Автономной Республики Крым та органах местных, яни Крым Мухтар Джемхурiyeti как территориальная единица. Ала. Biz onu içerisinde kaysı bir neler bizge ayrılacak. Это вот есть такое неправильное представление о положении индейцев в Америке, резервации. Понятие резервации там, если юридически, они построены на договорных основах, и это в нашем представлении больше автономии, нежели имели автономии, скажем, национально-территориальной автономии в условиях СССР. Onun için mında bilesem, mında daha çok çalışmak gerek olacak ve ben bilesem başka kanunlar hazırlamak gerek olacak ve ekseriyetle bu ben bilmiyorum. Şimdi ben görmedim bu sonki teklif edilen статусе крымско-татарского народа. Мен aslında bu Kırım Tatar halkının haklarını yerine getirmek kanunu, ayrı kanun üstünde çalışmak gerek olganını görüyorum. Lakin o meni konuşuyorum. Yani nasıl Kore Milli Meclis ve başkaları onların konuşuyor. Zaten en baştan belliydi ve biz bunu laf eteydik. Bu kanun kabul edilgenden sonra bazı bir maddelerge değişmeler kirsetilmesi gerek olacak ve bunun üzerinden de birçok diğer kararlar ve kanunlarga değişmeler de kirsetilmesi gerek olacağı herkeske malum edi. Bakıp görecekmiz. Endi Zelenski'nin imzalamasını bekleyemiz. Ondan sonra nasıl şekilde çalışacağını birlikte takip edecekmiz ve mühim da böyle meseleler sırasında Sinever Ağam biz yayınlarımız devamında sonki vaxtları bunu çok faal bir şekilde müzakere etemiz. Bu gençler meselesi ve tahsil meselesi. Benim bilgenime göre birkaç müddet evvelsi siz ve birkaç da bizim Milli Meclis temsilcilerimizle beraber böyle üniversitetlerge, hususan Polonya üniversitetlerine Kırım Tatar gençlerini yollav programmasını gerçekleştirdiniz. Şimdi bu program aslında çalışa mı? Çünkü buna biz yazga kırdık, ballar bilmem Kırım'da mekteplerini bitirip abituriyentler özlerinin işlerini şimdi faal şekilde yaparlar. Şimdi bu programaga ne oldu ve onu eğer çalışsa kayda nasıl müracaat edebilir gençler? Bu afsuski programa kapatıldı. Niçin degende biz onun prolongasyasını yapmadık. Bu 5 yıllık programaydı. Gerekli seviyede biz ondan faydalanıp olamadık. Niçin degende bu programma boyunca bizler yılda 20 studentni yollayabiliyorduk. Velakin manda maddi tarafı var edi. Ular hazır ettiler ve ular bedava okutaydılar. Velakin ular stipendiya vermeyediler. Yani yaşaması ve yaşamak kirası ve aşağı meselesi yani yaşayışı. O Koran'dan üstüne uyup Koran'dan üstündeydi. Ayına bilirsin böyle bir 250-300 dolar değil euro etrafında para gerekirdi Koran'da ayırma balanı okutmak için biz de bu paranı olmağından sebep çok faydalanıp olamadık. Evet bizde bir 10'a yakın bala okudu ve daha okumaktalar şimdi de bitirecekler. Ama biz ona devam etip olamağımızın sebebi bu maddi meselenin bağlıydı ve Milli Meclis
bu programmaga çok kol tutmadı. Çünkü para tapılamağından sebep kol netmedi. Менде bu böyleyen parlak programmalardan biri deyip aytmağa mümkün. Çünkü gelecekini bizim yaş nesillerimiz, yani şimdiki gençler olarak Kırım Tatarlarının geleceğini endi tıklayacak kuracaklar ve ne kadar çok bilgili böyle tahsili gençlerimiz olsa bu Kırım Tatar halkımızın geleceği için çok mühim. Zaten bizim temelimiz bilgiden ibaret. Sinavir ağa nasıl düşünüyorsunuz? Endiden Milli Meclisi'nin bu kanunga göre devlet bütçesinden para ayrılması imkanları da peyda ola. Belki gayrıdan tıklanma imkanları olur. Kimle? Milli Meclis'in gayrıdan tıklanması. Yok, bu programadan gayrıdan tıklanması. Milli Meclis'in yok, mında unutmayın. Aslında bu böyle gibi programmalar devlette var. Anda biz aslında Ukrayna devletinin Praga anlaşmalarının neticesinde böyle studentler yollanıla ve o programmalar var. Biz bu programmadan dış Milli Meclis ve üniversitet arasında olan anlaşmasının neticesinde bu programma çalışıyor. Niçin degende bugün biz o vakti onu bilirsin nasıl anlattık bu anlaşma neye esaslanıp durup bu anlaşmaya çıktık. Bu devlet tarafından alıngan, bu yapılgan anlaşmaların neticesinde evet Ukrayna vatandaşları kitap okumaya ve onların arasında biz Kırım Tatarlarını görmeyiz. Çünkü anda biraz başka neler işini alıp bara bu tahsil nazirliğine bağlı değil. Biz dedik böyle biz derdik Milli Meclis tarafından yollanılgan ballar okugan ve anda razı oldular ve biz o anlaşmanı tızıp durup işini alıp vardık. Ben belirlesem tek o alda biz hakikaten de bir taraftan Milli Meclis'in şanını yükselteceğimiz ve halk arasında ona şanı yüksek seviyede olacak ve aslında biz Uzuldu galiba Bak, Kırım Tatar Milli Hareketimizin iştirakçısı ve veteranı da deyip aytmağa mümkün. Sinavir ağa Kadyrov bizle canlı bağda ya da galiba gayrıdan tıklep olamadık bağını ama Sinavir ağanın fikrini mence yer barımız anlağandır. Büyük teşekkürler ona. Çok sağ olsun. Men ise yayınımını ne yazık ki endi yekünlemek mecburiyetindeyim ama son sözünü eşitmedik. Tıklandı mı bağ ya da yok? Sinavir ağa, bizim de bir dakikamız var. Buyurunuz son sözünüz kalmasın. İşte herhalde böyle gibi programlarını işletmeye gerek olacak, gerektir benimce. Niçin degende o aslında halkımızın geleceği bu bizim yaşlarımızın tahsilinden bağlı. Evet zayıf millet güçlü geleceğin ve parlak geleceğin geleceği olmaz. Ondan sebep ben belirlesem bu meseleler çok mühim ve onun üstünde düşünmek gerek. Şüphesiz çok sağ olun Sinavir ağa. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Sayılı dostlar, men ise bu bölükni yekünlemek mecburiyetindeyim. Fakat Tatar telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Bir HDH'dan sizlerini Zaman informasyon programması selamlayacaktır. Ukrayna tilinde sonki haberler şimdi. Sonra biz bu studiyaga qaytib sonki hadiselerini muzakere etmeye devam edeceğimiz. Atayırlı olunuz görüşkence.
картлык ич sevmeyim. Yaşlık meni begenmey. Milletke kol ayaklıyım, amma o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey kelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımны kimse anlamay tilimden. Көкке uçacağım kele, kök menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça. Ürke yutulmaktan canım, yaşamak isteyim men. Düşman olsa canıma halk, vallahi dostuyum men. Şaştım artık, bilmeyim men ne işlemek gerek. Pek aylana başım billa, titre içimde yürek. Gözlerime perde ola türlü şeyler avalar, gözüm ile koramayım, kimler meni saralar. Yumsam eğer gözlerimni, içim yanmaktan kuye. Açsam, birçok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnum dünyanın zorun, tapmay gönlüm hiç bir yerde, tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma, ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların, yaslanam çerenleri. Duygularımны toplayım, kökке yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Основний доказ у справі про тероризм – розмови, записані в мечеті, на яких говорили про релігію та історію. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону продовжили арешт на 3 місяці до 22 жовтня Рустему Сейтмеметову, братам Сейтомеру та Осману Сейтомеровим, яких затримали у березні минулого року в Бахчисараї. Амета Сулейманова залишили під домашнім арештом. За словами адвокатів, суд продовжив арешт попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Суд продовжив арешт попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Допитали знайомих затриманих, які спростували їх причетність до тероризму. Також допитали 2 слідчих ФСБ, які брали участь в облавах. Адвокати кажуть, що того дня були порушені права бранців, зокрема і право на захист. Втім, ФСБівці посилались на те, що минуло багато часу і подробиць вони не пам'ятають. За словами адвокатів, все слідство та суд – лише формальність. Люди, которых записали в мечети, записали, собственно, их абсолютно религиозные, абсолютно, скажем, канонические беседы, исторические беседы в каком-то контексте можно. Сегодня они следствием выдаются как нечто антиобщественное, угрожающее государственной общественной безопасности, как нечто, что можно характеризовать как террористическая деятельность. Уже представляем свои доказательства и показываем несостоятельность доказательств стороны обвинения. Банально пример приведу. Следственное действие предъявления лица для опознания. Вместе с Сейтмеметовым Рустем Ага, 1973 года рождения, на опознание были представлены 2 молодых человека, с их же слов, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил, мальчики, их назвать иначе нельзя, которым 18-19 лет. То есть Рустем Ага скоро будет 50 лет, и вместе с ним проводят опознание. Собственно, этот пример, он характеризует весь подход к следствию, весь подход к добыче доказательств и весь подход к инкриминируемым преступлениям наших подзащитных. В селі Аранкой, Новеньке, Бахчисарайського району провели молебень за якнайшвидше звільнення політв'язнів. У сільській мечеті зібрались родичі та близькі затриманих кримських татар у липні минулого року після масових облав ФСБ у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та Валушті. Тоді у Бахчисарайському районі затримали Аліма Соф'янова, Сейрана Хайріддінова та інваліда першої групи незрячого Олександра Сізікова. Його російські силовики
Правоохоронці вважають організатором терористичного угрупування. Справи Еміля Зієдінова, Ісмета Ібрагімова, Вадима Бектімірова та Зекірії Муратова не долучені до жодної з раніше відкритих справ. Їх розглядають окремо. Всіх 7 окупанти через нібито участь у забороненій в Росії організації Хезбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захопити владу в Росії. Через несколько недель начнутся судебные заседания по рассмотрению дела в Ростове-на-Дону. И, иншаллах, мы с такой огромной поддержкой нашего народа все это выстоим. Это очень спокойные, уравновешенные и всеми любимые люди, да, наши братья. За них могу сказать только с положительной стороны, что это очень хорошие люди. И мы не согласны с тем, что их забрали. И дабы показать свою поддержку для них, да, мы сегодня сделали вот этот вот молебень, куда пришло немало людей. Это говорит о том, что эти люди хорошие. Втоплене майно та фекальні струмки, що течуть просто у кімнати. Жителі САК підраховують збитки після сильної зливи, що впала на місто напередодні. Люди фільмували затоплені вулиці, кафе та ресторани, але найбільше постраждали приватні будинки на вулиці колгоспників. Вон там вот дом синий на углу стоит. Он полностью по окна затопило его. Там возле дома вот бабушка сидит 90 лет, и ей некуда идти. И что они думают, я не знаю. И вот здесь вот дом затопленный стоит, даже никто еще не подъехал, не посмотрел. Холодильник вон стоит, машинка стоит, плавала, прямо плавала. Он мне в коридоре она выглядит, там отодвинула. Диван намок. Внуку купляла письменный стол хороший, компьютерный. Тоже он до половины. Это ДСП уже все, он уже пропал. Ну, много чего пропало, много. Ну, вот это я первый раз вот такое увидела. Было там когда-то немножечко. Там было слегка уже, там ковры только намочила и все. А так все, вот это первый раз. Окупаційна влада нарахувала всього 4 підтоплені будинки, але у воді стоїть вся низовина. Втім, машини МНСників тут рідкісне явище. Працівники місцевого водоканалу і поготів питають про причину затоплення в місцевих жителів. Если вы не знаете, я откуда знаю? Вопрос. Откуда вода? Обычно как бы есть такой факт, что люди, которые живут рядом, они знают. Крім підтоплення, тут прорвало й міську каналізацію, а всі нечистоти течуть людськими подвір'ями і навіть в оселях. Господар цього будинку обурюється, у водоканалі не знають, що робити, а всю провину скидають на людей. С женой вдвоем караулили. Вот здесь полностью все домой, только почистили, оттуда поднимается. Вот опять все почистили, все идет в воздух. Я не знаю, дорогой, скажите, как это? Я им говорю, они говорят, как это? Смотрите, вонючий, это завтра, если будет жара, здесь будет холера. Как сделать? Что сделать? Вот пришли, ничего не могут сделать. Нам говорят, вы виноваты. Как мы виноваты? Первый раз. Первый раз. Только сегодня, дорогой. Только сегодня. Такого не было. Весь говно, весь грязь, все в нашем доме. Місцеві пригадують, в останній район так заливало майже чверть століття тому. Але тоді, в 1997 році, був порив дамби. Вот от первого там все разрыли, но никто ничего не сделал. И все, вот тебе результат. Это час был дождь, а если 3 часа будет идти? При Украине в 97 году затопило. Но потом все сделали, водоотвод уходил в Чохрак. Сейчас там раскопали, все глины закидали, никто ничего не сделал, там вода собралась, воде некуда уходить. Впродовж місяця потужні зливи затопили міста на сході, півдні та південному заході Криму. Від підтоплень та селів постраждали сотні будинків. Бурхливими потоками змивало людей та все, що трапиться на шляху. А поки люди підраховують збитки та намагаються врятувати майно, синоптики прогнозують, що на півострів повертається суха та спекотна погода.
Українського воїна поранено поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Там окупанти били з ручних протитанкових гранатометів. Боєць у задовільному стані, кажуть у штабі операції. Його ушпиталено. Важким калібром ворог бив на підступах до Причепилівки та Старогнатівки. На всі 6 ворожих обстрілів українські захисники відповідали вогнем. Але і зранку окупанти тричі порушували тишу. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Позов проти президента України. Верховний суд України почав розгляд позову чеченця Асламбека Амагова про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня, яким РНБО запровадила санкції проти громадян Росії, яких вважають злодіями в законі. Якимось чином до цього списку потрапив і сам Асламбек. Його в суді не було. Інтереси представляв адвокат Іван Ангелін. Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Якщо Асламбека депортують до Російської Федерації, найвірогідніше він одразу потрапить до катівні. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе, по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. До того ж, Асламбек був волонтером та допомагав українському війську на Східному фронті. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асламбек помогал армии и продолжает помогать. Помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. З боку відповідача, тобто президента України, була присутня адвокат Оксана Бойдаченко. Але коментувати справу та дати відповіді на наші питання вона категорично відмовилась. Захист клопотав про долучення до справи стенограми засідання РНБО, де було прийнято рішення про внесення Асламбека Амагова до цих санкційних списків. Адвокат вважає, що ці документи допоможуть зрозуміти, наскільки рішення Ради нацбезпеки було обґрунтованим. Суд задовольнив клопотання, а наступне засідання відбудеться 4 серпня. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками. І жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асламбека не вирішувалось. Зараз Асламбек не може пересуватися країною
Україною, заблоковано його банківські картки та рахунки. Але головне – це ймовірність арешту та депортування до Росії. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. У травні президент України анонсував війну зі злодіями в законі. Це питання розглядали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. З нашого діла почнуть. Але якимось чином до санкційних списків разом зі злодіями та бандитами потрапили бізнесмени, ветерани російсько-української війни з добровольчого батальйону імені Шейха Мансура та волонтери. Всі вони здебільшого вихідці з Північного Кавказу. Сейтомір Сейтоміров, Заман, АТР. Число повністю імунізованих людей на материковій частині України перевищило 1 мільйон. Вони отримали обидві дози вакцини, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Кількість нових інфікувань тримається приблизно на одному рівні вже третій день. Минулої доби виявлено трохи більше 600 пацієнтів, одужали на третину більше. Ще 23 людини померли внаслідок хвороби. А в Криму новий добовий рекорд захворюваності визнає окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов. Минулої доби нарахували 457 пацієнтів, а ще 11 людей померли внаслідок хвороби. Число тяжко хворих збільшилося втричі, зауважив окупаційний міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко. Каже, до Сімферополя перевели додатково 8 медичних бригад, а на південне узбережжя Криму, де фіксують нові осередки захворювання, ще 5 бригад. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, добрый вечер. Приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии. Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, пане Ілія. Селям алейкум. Я предлагаю нашу беседу начать со следующего информационного сообщения. Административную границу Крыма с материковой Украиной в рамках рабочего визита посетили дипломатический представитель США Дэвид Гаренбек и политический советник Патрик Кнап. Они, в частности, побывали на КПВ Каланчак и Чаплынка, сообщают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины. Давайте послушаем их цитату. Також обговорили соціально-економічні та оборонні питання, приділивши увагу ситуації з безпекою на адмінкордоні і в цілому в регіоні. Гаренбек і Кнап ознайомилися з роботою сервісних зон та якістю надання адміністративних послуг для людей, які перетинають адмінкордон з Кримом.
Пане Илья, что это означает и имеет ли это для нас вот какой-то мощный эффект? Что несет за собой эта встреча? Ну как, помимо ритуально-символической функции, ну понятно, здесь, я так понимаю, она нужна для поддержания политических контактов между Украиной и американской стороной, ну, на крымском направлении в целом, то есть для выработки общей позиции. Ну, она не менялась, конечно, с 2014 года, но такие визиты, они полезны. По крайней мере, люди, которые ездят туда, они потом вернутся и будут доносить нужную информацию своей аудитории и своим избирателям в том числе. На протяжении долгих лет, а именно на протяжении 7 лет, Украина настаивает на мониторинговой миссии, которая бы поехала на территорию временно оккупированного Крыма и оценила бы там ситуацию с правами, а точнее с нарушением прав человека. Насколько это реально и становится ли это реальнее со временем? Нет, на сегодняшний день это нереально, потому что на это нужно согласие России, которая осуществляет фактически контроль над полуостровом. Это было бы круто, если бы такая миссия туда поехала и фиксировала бы, соответственно, нарушения, но, я думаю, мы же понимаем, что Россия никогда на это не согласится. Поэтому на сегодняшний день это нереально. Да, ну поэтому Крым, в принципе, посещают депутаты из «Альтернативы для Германии», либо какие-то левые депутаты из Франции. Ну, иногда, да, ездят туда, это как бы их проблема. Наше дело только реагировать на это соответствующим образом, все. Недавно в парламентской ассамблее ОБСЕ приняли срочную резолюцию относительно дестабилизирующего наращивания военного присутствия России вблизи Украины во временно оккупированных автономной республике Крым и городе Севастополь, Черном и Азовском морях. Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и всей Европе, говорится в резолюции. Давайте послушаем, как ее прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины. Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці. Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку. А министр иностранных дел России Лавров заявил, что западные страны пытаются вмешиваться во внутренние дела России, указав при этом на недавний инцидент с британским эсминцем в акватории Черного моря. Об этом он сказал, выступая на Дальневосточном федеральном университете с лекцией. Давайте послушаем Лаврова. Наши западные коллеги не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров. России готовой на любые уступки. Мы видим попытки чуть ли не ежедневно повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Это и военные провокации, как недавно было вокруг Крыма с кораблями НАТО. Они, кстати, направляются сюда, в Южно-Китайское море, поэтому размах их амбиций не знает границ. С одной стороны, мы видим, как Россия с нигилизмом относится к международному праву, ко всем принятым резолюциям, игнорирует их и так далее. Но с другой стороны, когда принимают вот такую резолюцию в ОБСЕ, в ПАСЕ, ООН и так далее, она довольно жестко реагирует и объявляет о демарше. Почему? Ну, для них это принципиальный вопрос. Поэтому и они всем своим видом показывают, что это важно, это принципиально, и они будут реагировать, будут поднимать шум и так далее. Но так же, как мы реагируем точно так же, когда тоже поднимается где-то вопрос Крыма, приезжает какой-то депутат из Европы в Крым, мы тоже поднимаем его, там кричим, шум и так далее. Но это нормально для стран, у которых есть какие-то принципиальные вопросы, красные линии, как они их называют. Так себя вести, это отражает политическую позицию, в данном случае России. Что... Мне сейчас наш редактор подсказывает, что с нами сейчас на прямой связи по телефону Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Пані Марія, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю, добрый вечер. Пани Мария, для начала относительно резолюции, которую недавно приняли в парламентской ассамблее уже ОБСЕ, насколько она сильна и что она нам дает? Ну, скажімо так, настільки захопилися діяльністю парламентарів в різних парламентських асамблеях, що деякі високоповажні ЗМІ вчора переплутали парламентську асамблею ОБСЄ, парламентську асамблею Ради Європи. І це, ви знаєте, насправді це приємно, тому що бачать, як ми діємо
рухаємо в одному напрямку. Буквально можу сказати однозначно, єдність вже є фактом того, що покинула парламентську асамблею ОБСЄ російська делегація. Я коментувала це також в своїх соцмережах з посиланням на представників Росії. Це ще одна безполезна організація. Як вони люблять це говорити, це була цитата. Ну, а насправді вже сьогодні ми обговорили, оскільки різні парламентські асамблеї мають різний напрямок. Парламентська асамблея Ради Європи – це права людини, ну і не тільки, звісно, але в основному ОБСЄ також і гуманітарні аспекти військових. Ми сьогодні зустрічалися з колегами, народними активістами, бувшими в'язнями Кремля, зокрема тюрми, ізоляції. Алло. Сорвался, видимо, у нас телефонный звонок с Марией Мезенцевой. Мы попробуем еще раз к ней позвонить. Народный депутат Украины фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Пане Илья, до этого мы видели не совсем однозначную позицию ОБСЕ по вопросам Донбасса. И вот сейчас на парламентской ассамблее принимается такая жесткая, довольно четкая резолюция. С чего бы это вдруг? Что изменилось? Или ничего не менялось, в принципе? Ничего не менялось. Ну, мы из года в год это обсуждаем. То есть в ПАСЕШ там принимаются резолюции, в ОБСЕ принимаются резолюции, в Европарламенте принимаются резолюции каждый год. Ну, я бы не сказал, что принципиально ничего не меняется. Если смотреть текст, они там сильно не менялись. Там тексты резолюций, как и позиции этих организаций. Это хорошо для констатирования последовательности политической позиции европейских в данном случае стран в основном. Я просто, ну, когда говорят там единство всего мира, ну, давайте говорить о Европе, все-таки не всего мира. И это хорошо это может хорошо быть использовано, ну, в данном случае властями для того, чтобы поддерживать свою политическую риторику относительно оккупированных территорий. То есть эти все документы, они подкрепляют риторику и подкрепляют, ну, и, соответственно, нашу позицию там в политической коммуникации с Западом и с Россией, и с другими странами. А можем ли мы каким-то образом заставить Россию выполнять положение этой резолюции, хоть она и рекомендательная? Нет, вот я хотел как раз сказать, но практического эффекта данные документы не имеют, поскольку они не являются юридически обязующими, и они их нельзя принудить другие государства к выполнению этих резолюций. В данном случае такая же ситуация с Россией. Какого-то механизма принуждения Российской Федерации к тому, чего мы хотим, сегодня не существует. Но мы не можем этого сделать. Но эти механизмы все же есть? Нет, их нет. В международно-правовой системе их нет. Есть только механизм санкций, единственный. Но с ним, как вы сами видите, бывают проблемы. Потому что, во-первых, международные санкции, как прописано в ООН, принять невозможно, потому что в Совбезе нужно решение Совбеза, а решение Совбеза невозможно, потому что Россия, ну и, может быть, другие страны, которые не захотят создавать такой прецедент, например, Китай и так далее. Второе, просто санкции Запада, которые уже действуют. Но мы видим, что их действия разные. То есть они ограничены, где-то уже Россия научилась обходить, где-то они не действуют, но очень на далекую перспективу, там через лет 10. А есть ли у нас такое время? Плюс есть просто банальный вопрос. Мы не можем изолировать полностью такую страну, как Россия. В нынешнем глобализированном мире, ну смотрите, даже Северную Корею, по большому счету, полностью изолировать не удалось. И Венесуэлу тоже. Хотя они меньше, и у них меньше возможностей обходить санкции. Против них санкции введены очень жесткие. Поэтому санкции – это единственный механизм принуждения, но, как мы видим, его сейчас используют в индивидуальном порядке. То есть страны. Вот США захотели – ввели. На уровне международки, вот там, где мы сейчас играем, вот что касается ОБСЕ, это пока что невозможно. Других механизмов принуждения государств к чему-либо, ну еще военные разве что есть, но никто вторгаться в Россию не собирается, других механизмов, их просто в международно-правовой системе не существует. И это большая проблема этой системы. Марія Мезенцева вернулась к нам, народний депутат України, фракція «Слуга народа». Пані Марія, зараз чуєте нас? Вітаю вас ще раз. Алло.
Нет, все-таки сорвался телефонный звонок. С Марией Мезенцевой не удалось ей все же дозвониться. И вот эти резолюции, довольно жесткие, парламентской ассамблеи Совета Европы и парламентской ассамблеи ОБСЕ сейчас принимаются как раз накануне Крымской платформы, инаугурационный саммит которой должен пройти уже в августе этого года. Вот чего вы ждете от этого саммита? Ждете ли вы каких-то прорывных решений в направлении деоккупации Крыма или Нет, чего-то прорывных решений я не жду. Я жду, что Украина сможет впервые за 7 лет актуализировать вопрос оккупированного Крыма на международном уровне. Вот это то, чем будет заниматься Крымская платформа, и чем она станет в первые годы своего существования. Я надеюсь, годы. То есть вообще вся суть, как мне кажется, этой идеи именно в этом. Я не думаю, что этот формат, он сможет каким-то образом заставить Россию уйти из Крыма, потому что там ничего не предусмотрено такого. Тем более, как я сказал, в международной системе нет инструментов принуждения, и Крымская платформа здесь ничего нового не предлагает. Но Крымская платформа хороша тем, что это попытка все-таки вернуть Крым на повестку дня. Одной из главных проблем Украины было именно то, что у нас занимались только Донбассом, а оккупированный Крым вообще забыли и вынесли за скобки. Это было неправильно. И Россия сделала все, чтобы после 2015 года разделить эти два вопроса. И они это сделали, когда они говорили, давайте мы обсуждать будем Донбасс в Минске, а Крым это потом, и вообще вопрос закрыт. Вот я надеюсь, что с Крымской платформой получится вернуть Крым в повестку дня международную хотя бы западных государств. Я думаю, что так и будет. То есть, к сожалению, я не верю в то, что Крымская платформа объединит множество государств не только коллективного Запада, потому что все-таки, если смотреть на восток и юг, там у многих стран позиция по оккупированному Крыму и российско-украинскому конфликту достаточно сложная. Давайте вот попробуем представить, учитывая интересы различных стран Запада, Ближнего Востока и так далее, вот насколько они будут принимать участие в этой Крымской Не платформе. будут. Давайте представим, какие страны для начала могут принять участие в этой платформе, а какие могут поддаться тому шантажу и угрозам, которые сейчас делает Россия, чтобы эта платформа не состоялась. Дело даже не в шантаже. Так, некоторые страны не надо шантажировать, они просто не будут, потому что, им это неинтересно. Таких стран много, которые просто не понимают, что происходит, с которыми у нас нет отношений, минимальные отношения. Страны субсахарской Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Да, я понимаю. Это один, да. Вторая категория стран, у которых есть похожие проблемы с оккупированными территориями, и они не хотят создавать... Или они оккупируют территории, такие как Китай, Индия, Пакистан, у которых Кашмир есть спор, Марокко с Западной Сахарой. То есть это страны, которые тоже вовлечены в определенные территориальные конфликты, и они не хотят, например, создавать какой-то прецедент, или чтобы это не повлияло на их позицию. Поэтому они будут воздерживаться. И третье, есть страны, которые просто опасаются, они разорваны между Западом, Россией и Востоком. То есть у них позиция, например, страны Центральной Азии или Кавказа, которые, например, Армения. Да. То есть Армения, которая зависит от России, и там очень сильное российское влияние, но на уровне общества они понимают и поддерживают, у нас хорошие отношения, но на уровне политического руководства влияние России не позволяет им. То есть, например, мы же, я почему вообще это вспомнил и Армению, и другие страны, у нас же саммит Крымской платформы совпадает, получается, с Днем независимости. Да. И получается, некоторые лидеры, которые хотят приехать на День независимости, просто потому что Украина давно дружественная страна, Армения, например, страны Центральной Азии, Казахстан, но они не хотят на Крымскую платформу по политическим причинам, потому что не хотят портить отношения с Россией, и вот у них будет проблема вот эта. То есть, понимаете, да, разницу? Да. Поэтому я думаю, вот это третья группа стран. Как же Турция? Куда, в какую группу? Я думаю, конечно, нет. Участие Турции будет, потому что у Турции очень четкий, понятный, артикулированный интерес по Крыму. Причем здесь дело не только в том, что они политически поддерживают. То есть их участие в Крымской платформе не будет противоречить их политической позиции по Крыму и по Украине, но у них есть и свой интерес в Крыму. Это поддержка крымских татар, экспансия своего политического влияния и сдерживание влияния России в Черном море. Поэтому для них Крымская платформа — это интересная и хорошая история. Это другая. Это та категория стран, которые присоединятся. Но это в основном, смотрите, это в основном коллективный Запад, плюс Турция
и, в принципе, может быть, еще некоторые страны Азии, которые связаны с Западом. То есть это, в основном, я думаю, что самыми активными будут страны, ну, то есть наши западные партнеры. Я думаю, что так и будет. Потому что с другими все, вот как я сказал, сложнее. Но это не значит, что мы не можем дальше приглашать, работать с ними, увеличивать число участников Крымской платформы. Над этим надо будет работать. Вот что касается мусульманских стран. Вот какие у нас отношения с ними и насколько важно участие именно мусульманских стран в этой платформе? Я бы характеризовал наши отношения, ну, опять смотря с какими. Мусульманский мир большой. То есть, если мы имеем в виду вот Ближний Восток только, то есть не берем там Юго-Восточную Азию, там Индонезию, Малайзию, я бы охарактеризовал их как ограниченные. Наши отношения с Ближним Востоком, они по сути зиждятся на экспорте, ну, 2-3 товаров, сырья в основном. Это зерно, руды и металл, черные металлы. Все. На этом строятся все наши отношения, в основном. То есть это вот торговля вот этой продукцией. Каких-то существенных политических отношений серьезных информационного взаимодействия, инфраструктурного, инвестиционного я пока не наблюдаю. И я думаю, что из-за этой ограниченности, конечно, в том числе они, ну, кто-то не заинтересован, как-то не интересуется конфликтом нашим с Россией, кто-то имеет с Россией гораздо больше объемы там торговли, инвестиций там по каким-то проектам, поэтому они не хотят приносить в жертву, например, какие-то отношения с Россией ради там вопроса, который для них непонятен и неизвестен и не интересен. А где-то закрепился российский нарратив относительно Украины. К сожалению, это так, потому что Россия очень сильно информационно присутствует и медийно на Ближнем Востоке. Мы проигрываем эту борьбу. И они занимают пророссийскую политическую позицию вот относительно вопроса Крыма. Вот это, опять же, здесь есть над чем работать, но пока что инициатива на Ближнем Востоке с мусульманскими странами не на нашей стороне. Пане Илья, давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к интеграции Украины в Североатлантический альянс. Специальный представитель Генсека НАТО Джеймс Апатурай ответил на предложение президента Украины Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона. Апатурай заявил, что такого перечня нет. Подробнее в его цитате. Все так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається план дій щодо членства або членства, тому що це політичні рішення, це не суто технічні критерії. Я не кажу, що немає зв'язку між реформами і політичними рішеннями, звісно, вони пов'язані, але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо. Я напомню, что президент Украины Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО. Давайте послушаем цитату Зеленского. Через 13 років після Бухарестського саміту НАТО слід закінчити період невизначеності та почати втілювати в життя підтвердження політичного рішення про майбутнє членство України в НАТО. Я знаю, що обговорюється ідея проведення у 2023 році саміту НАТО у Вільнюсі. Будемо лише вітати, якщо Литва виступить господарем Заходу і в рамках цього Заходу щось новеньке продемонструють країни НАТО у відношенні до України. Сам сейчас на прямой связи Олександр Кондратенко, політичний аналітик, головний консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ у 14-16 роках. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Салям алейкум, добрый вечер. Пане Александр, вот как теперь нам быть, как теперь нам жить с этим заявлением Апатурая? Впервые, насколько я припоминаю, может, я ошибаюсь, но нам впервые лоб в лоб уже сказали вопрос вступления Украины в НАТО. Реформа — это хорошо, но это политическое решение. Ну, так это абсолютно декларативное заявление со стороны наших европейских партнеров. Но с другой стороны, главное же посмотреть, что заявляли, скажем так, наши американские друзья. Они четко нам сказали: ребята, вы должны побороть коррупцию в стране. И вот сегодня было заявление Антони Блинкена, что у нас в теневой экономике почти 30% ВВП, около 40 миллиардов долларов гуляет. Поэтому все вот эти вот разговоры касаемо вступления в НАТО, и то, что Зеленский говорит, нас 13 лет с Бухарестского саммита, так сказать, бортанули, если вы знаете, это были против Германии и Франции. Действительно, с того времени ничего особо не поменялось. Но дело в том, что и в Украине-то особо ничего не поменялось. Уровень коррупции у нас только растет.
приходом, ну, нельзя сказать на 100%, что с приходом новой власти Владимира Александровича и офиса президента и этого монобольшинства, ну, коррупция у нас растет, она никуда не девается. И я вам скажу даже больше, в США очень сильно недовольны Владимиром Александровичем. И все переговоры, которые сейчас ведет Ермак с Нуланд, это, ну, скажем так, они не в подвешенном состоянии, но там даются ценные указания, с чем Зеленский фактически должен будет приехать на встречу с Пайк. Поэтому вступление в НАТО, вы же поймите, для того, чтобы вступить в НАТО, это не только какой-то военный блок. Не то, что Зеленский сказал, дайте нам какой-то перечень критериев, так я не открою большую тайну. Этот перечень критериев, он даже есть в Википедии. Откройте, там 13 подпунктов, которые необходимо выполнять. Но главным и ключевым остается борьба с коррупцией. Но, пан Александр, вот если реформы... даже... Ну, смотрите, если даже взять тему коррупции, вот вам не кажется, что это огромное поле для маневров и манипуляций, и наверняка до нуля и до искоренения нельзя будет избавиться от коррупции. Даже в самых демократических странах есть элемент коррупции, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И я вам скажу, многие страны, которые даже имели на тот момент, когда их брали в Североатлантический альянс, у них тоже были проблемы, похожие с нами. Но ни у одной из этих стран еще не было такого момента, не было неразрешенного военного конфликта. И это тоже один из моментов, которые члены Альянса, не все страны, которые не хотят нас там условно видеть, они на вот этот вот акцент, ну, ставят такое внимание, потому что даже если, например, брать уже Германию, их взяли, несмотря на то, что она была поделена. Точно так же было, например, с претензиями по, если я не ошибаюсь, по Кипру, когда Турция. Ну, поэтому все вот эти... И знаете, почему, мне кажется, так долго вот с нами играть такие кошки-мышки? Возможно, для того, чтобы не обострять отношения с нашим восточным соседом. Потому что заявления, которые идут со стороны Российской Федерации, они, ну, очень острые, мягко говоря, это со стороны не просто, скажем так, людей, которые являются рупорами там, и спикерами разного рода. Это непосредственно Министерство иностранных дел заявляет. Причем у них риторика такая довольно-таки серьезная. И мало того, после встречи Байдена и Путина, мне кажется, у них просто не удалось договориться по Украине. Поэтому сейчас вот эти вот все моменты опять просто мусолятся в информационном пространстве, а ничего конкретного под собой не имеют. Я часто сталкиваюсь исключительно с документов, которые можно почитать, которые действительно могли бы нас приблизить, скажем так, к тому, чтобы мы стали членами Альянса. Но никаких таких новых, свежих материалов, к сожалению, нет. И поэтому все, о чем сейчас вот шумит информационное пространство, заявление даже там президента Литвы, о чем он сказал, это все в одну и ту же корзину. То есть они, с одной стороны, очень серьезно сотрясают воздух, с другой стороны, вроде как и оказывают нам такую моральную поддержку, наши западные партнеры. Пан Александр, в скором времени должен состояться визит президента Украины Зеленского в Вашингтон, где он должен встретиться с президентом США Байденом. Чего вы ожидаете от этой встречи? Ну, во-первых, я ожидаю, Зеленский получит так называемое ценное указание по тем реформам, которые необходимо в дальнейшем продвигать в Украине. Это будут какие-то болезненные реформы, я имею в виду касаемо населения страны, и они очень серьезно ударят по рейтингу самого президента. Мало того, будут вестись переговоры, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки условно там по Северному потоку-2 уже договорились, дали добро Меркель, чтобы его достроили. Этот вопрос тоже будет подниматься, потому что мы либо какую-то компенсацию должны будем получить, и в данном случае США должны будут гарантировать, что после 2024 года наша труба не превратится в какой-то там металлолом. Ну, как обычно, еще будут в любом случае обсуждаться вопросы юго-востока страны, вопросы Крыма в подвешенном состоянии. Здесь точно так же будет, ну, скорее всего, декларативное заявление, все вот эти вот коммюнике после встречи. Ну, то есть я уже давным-давно, в принципе, не ориентируюсь на те официальные какие-то выступления, пресс-конференции и коммюнике, которые идут после.
Дякую вам дуже, Ну, пане от- Олександре. Чохсагунус Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку. Політичний аналітик та головний консультант департаменту аналітичного супроводу офісу глави АПУ у 2014-2016 роках. Пане Илья, а как вы оцениваете заявление Апатурая? Ну, это вот Владимир Зеленский в мае в одном из интервью, по-моему, говорил, что ответьте на вопрос, да или нет, вот эти вот были. Да. Требовал. Вот это, мне кажется, в ответ. Ну, нам прямым текстом сказали, что, ребят, ну, если будет политическое решение, будете в НАТО, не будет, не будете. Хорошо, а на чем должно основываться это политическое решение? Это На ж- согласии всех стран-членов. То есть вот если все страны-члены согласны, будете в НАТО. Сейчас они не согласны, значит, мы не будем. Еще после... Так а в нынешнем раскладе это реально? Нет, они же не согласны. Я просто не знаю уже, сколько раз нужно это говорить. Нам еще после визита Блинкена стало понятно, во время его визита он это сказал, что мы не будем в НАТО. Он сам во время интервью, и с ICTV у него было интервью, когда он приезжал, и на вот этой пресс-конференции с Зеленским, ну, он не прямо сказал, но в его словах было понятно, что сейчас это не на часе, то есть мы пока не готовы принимать такое решение. Так хорошо, давайте попробуем понять, что лежит в основе Россия. скептицизма тех стран, которые не хотят, Смотрите, что не это только... опасения Смотрите, от России, что? Да, для них они признают вступление Украины в НАТО как красную линию для России. Так а Байден недавно сказал, что наличие территориальной проблемы не является для нас Да, препятствием. является коррупция. А так, как сказал Александр, правильно, я его поддерживаю в этой тезисе. То есть получается, что с коррупцией можно бороться вечно. Так... И значит, мы не будем... То есть этими словами Байден как раз, по сути, сказал, что вы там делаете реформы, когда-нибудь придет время. Потому что, вообще здесь, конечно, заявление Апатурая более четкое. Действительно, ни коррупция, ни реформы, они не являются... Они являются критериями, но они не являются... То есть это не работает так, что вот мы сделали, вот мы там все приняли, автоматически мы зачисляемся в НАТО. Все равно должно быть политическое решение. То есть собираются лидеры стран НАТО и принимают принципиальное решение, что да, и тогда уже мы получаем ПДЧ, а потом уже еще должно быть голосование. Мы, очевидно, в этом году нам все прямым текстом сказали, что мы в НАТО мы не получим ПДЧ в ближайшее время. Означает ли это, что над этим не надо работать? Нет. Так, а что, как теперь жить с этим, как дальше действовать? Продолжать внедрять реформы. Но давайте честно, мы не внедрили реформы. Я, конечно, видел заявление министра обороны Андрея Тарана о том, что он сегодня или вчера заявил, что, как там было, что мы ближе к НАТО, чем само НАТО, или чем многие страны НАТО. Это абсурд. Мы не внедрили все реформы. Там длинный список. То есть и он касается не только военных институтов. Там предполагаются преобразования социальных институтов, системы правосудия, борьбы с коррупцией в том числе. Да, но, пане Илья, если брать даже Албанию, Черногорию, Македонию, они же тоже на уровне, на этапе вступления в НАТО не выполняли эти реформы. Это только подтверждает, что вступление в НАТО – это политический вопрос. Угу. Это не вопрос выполнения или невыполнения. То есть поэтому риторика Владимира Зеленского и его команды, она ошибочна, потому что они-то апеллируют к тому, что смотрите, сколько мы сделали, сколько понапринимали законов, чего же вы нас не берете в НАТО. Но действительно, и Александр приводил, например, пример Западной Германии в свое время. Дело даже не в реформах. То есть дело в том, что должно быть... Западную Германию же принимали в НАТО. Почему? Потому, несмотря на разделение, потому что надо было это сделать в пику Советского Союза. Началась холодная война, это нужно было сделать. То же самое по странам Балкан, то же самое по Кипру и по Турции. По нам, очевидно, единства просто нет по этому вопросу. Есть Соединенные Штаты, которые к этому относятся осторожно, и об этом говорили и Байден, Блинкен. То есть они не готовы пока за это голосовать. Есть Германия, Франция, которая, как опять же правильно отметил Александр, что они ничего не изменилось с 2008 года. Они все еще считают, что вступление Украины в НАТО спровоцирует Россию и будет красной линией, и может привести к еще большей войне, и поэтому они не хотят идти в конфронтацию. Нам остается просто дальше работать на этом направлении. То есть я вообще не вижу здесь трагедии. Но тут, знаете, возникает и другая проблема.
по сути, вот этим месседжем Апатурай сказал, ну, ребята, реформы можно и не делать. А вот Нет. как нам, как бы гражданам Украины, жить с властью, которая уже не стимулирована на эти реформы? Вот Нет, смотрите, это проблема, вообще это наша проблема, причем проблема и этих властей, и предыдущих, что мы построили стену иллюзий, мы построили воздушный замок, рассказывая всем на протяжении там больше 10 лет, там 15 лет, что мы скоро вот сейчас будем в НАТО. Зачем это было делать? Не надо было строить воздушные замки, в которые теперь поверили люди, а теперь как же? Да, действительно, теперь же не скажешь, что, ой, ну вы знаете, мы не будем в НАТО. Конечно, люди разочаруются, да, люди будут спрашивать, а зачем опускать руки, ничего не делать? Но это наша проблема. Не надо было выстраивать так риторику. Но это не значит, что надо отказываться от реформ. А наоборот, они хороши сами по себе. Вот эти реформы, стандарты и рекомендации, которые предусмотрены для вступления в НАТО, они сами по себе хороши, потому что нам же надо развивать армию, надо. Соответственно, их нужно внедрять вне зависимости от того, будем мы в НАТО или не будем, потому что это наш фундаментальный интерес, национальный интерес, это иметь армию, способную защитить нас от внешней агрессии, от внешних противников. Пане Илья, поэтому... вот как вы думаете, последнее заявление Арахамии относительно Китая, это совпадение? Не, я думаю, что... Хорошо, это моя версия. Я думаю, что он просто не подумал. Он просто сказал, он сказал что-то, в чем не очень, честно говоря, разбирается, и получилось вот такое какое-то... Потому что для меня это очень странное заявление, которое максимально непонятное. Я думаю, что он просто в очередной раз неудачно выразился. Вот. Я в этой истории, опять же, с Китаем тоже не вижу ничего прям такого страшного. Ничего не произошло, Украина ничего не потеряла. И здесь я пока не вижу каких-то серьезных последствий. С Китаем Украина всегда сотрудничала, это не новость. Что нового он сказал? Он это так сказал, что, это вызвало вопросы. Я не знаю, зачем это надо его спрашивать, почему, откуда взялась эта идея, там такое сказать. Мне кажется, это чисто что-то субъективное. Я за этим не вижу какой-то государственной политики, или, если вы на это намекаете. Пане Ілля, давайте підключимо к нашому ефіру Ігора Тишкевича, експерта з питань міжнародної політики. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас, Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Да, пане Игорь, мы с вашим коллегой Ильей сейчас как раз обсуждаем последнее заявление Апатурая. Вы наверняка его также слышали. Вот как нам теперь с этим жить, как дальше действовать Украине, когда мы, в принципе, уже поняли, что вопрос вступления Украины в НАТО – это политическое решение Североатлантического альянса? Давайте так, с точки зрения вступления либо не вступления. Во-первых, первый вывод, который надо сделать, это, как минимум, не строить воздушных замков и не пытаться снова-таки выстраивать красивые иллюзии, что вот сегодня, завтра мы в НАТО. Второе. Задать себе вопрос, какая армия нам нужна и какие стандарты управления, стандарты вооружения, стандарты, в том числе коммуникации армии с правительством, армии с обществом нам необходимы. Если нам ближе стандарты, которые распространены в НАТО, ради бога, у нас в таком случае есть готовая подсказка, которая называется сайт НАТО по стандартизации. Берешь, читаешь, делаешь. Пане Игорь, спасибо за такой короткий и очень четкий ответ. Я хочу еще вот какой вопрос с вами обсудить. Вопрос Северного потока-2. Сегодня появилось такое информационное сообщение от нашего министра иностранных дел Украины. Он сказал, что президент Украины Зеленский проведет принципиальный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в частности, относительно российского газопровода «Северный поток-2». Цитирую, президент едет на встречу с принципиальной позицией. Это будет разговор партнеров там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе Северного потока-2, будет принципиальный разговор. Как вы думаете, удастся ли Зеленскому убедить Ангелу Меркель, что вопрос Северного потока-2 – это вопрос угрозы всей энергетической и территориальной безопасности Европы? Или же не удастся это сделать, и Ангела Меркель даже перед уходом будет настаивать на завершении строительства этого трубопровода? Я не сомневаюсь, что президент Зеленский скажет, что Украина принципиально против строительства Северного потока-2. Я также не сомневаюсь, что Ангела Меркель скажет, что Германия принципиально за строительство Северного потока-2. То есть консенсуса не будет? И дальше продлится принципиальный разговор.
Просто вопрос в том, готова и умеет ли Украина искать точки соприкосновения, искать интересы, в том числе Германии, в регионе, в мире, и играть на этих точках интересов. Если мы будем просто просить, что, пожалуйста, защитите нас, либо дайте нам деньги, либо поддержите нас, скажите что-нибудь красивое, приятное, то в таком случае вначале поддержка будет. Потом поддержка будет, как говорится, сквозь зубы, скрипя сердце. В конце концов, нам скажут нет. То есть по состоянию на сегодня есть принятый и опубликованный 16 июня документ Европейского Союза о сотрудничестве с Россией, где в качестве приоритетов именно сотрудничество есть энергетическое направление. Есть альтернатива, потому что российский газ, напомню, будет идти не только через Северный поток, он идет и через Турцию, он идет еще через несколько стран. Есть возможность для Украины, во-первых, оценить ситуацию, и эта возможность была несколько лет назад, то есть мы упустили как минимум 4 года, когда мы говорили, что Северного потока-2 не будет. Трансформировать свою политику, подумать над функционалом НАК «Нафтогаз», подумать, чем мы интересны, потому что, например, сейчас мы интересны теми же самыми хранилищами, которых такого объема нету пока в Европе. Но они строятся, кстати. Подумать над вопросами транзита, над вопросами немецких инвестиций, чтобы, если немцы говорят, что Северный поток-2 — это бизнес-проект, бизнес-проект имеет определенную ценность, определенную прибыльность. Если Украина просто говорит: откажитесь от прибыли, потому что мы хорошие, красивые и мы вас любим, Германия не будет отказываться от прибыли. Если Украина скажет: хорошо, отказывайтесь от прибыли, но давайте заработаем на территории Украины чуть больше, либо даже чуть меньше, но мы, по крайней мере, будем принципиальными, и это уже обсуждаем. Сейчас уже очевидно, что Северный поток достроить. Там осталось несколько десятков километров, если я не ошибаюсь, его достроить. Вот ясна ли вам сегодня позиция Соединенных Штатов Америки, которые до этого настаивали на санкциях, настаивали на том, что не позволят завершить строительство Северного потока-2. После этого мы слышали заявление Байдена, мы видели, как Байден отказался вводить новые санкции против Северного потока. Вот как будут действовать Соединенные Штаты Америки, будут ли они блокировать на этапе лицензирования Северный поток-2, или же вот дадут его достроить и ввести в эксплуатацию? Ну, Соединенные Штаты Америки будут в определенной мере пытаться затянуть время, но жестко противодействовать не будут, потому что для США очень важна позиция Германии по состоянию на сегодня, именно внутри НАТО, внутри Европейского Союза, по отношению к Китаю. И в связи с этим, зачем Вашингтону сегодня создавать дополнительную точку напряженности? Зачем Вашингтону, имея, например, в случае НАТО, имея непростые отношения с Турцией, создавать еще непростые отношения с Германией? Имея различную политику на китайском направлении части европейских стран, создавать дополнительную точку напряженности с Германией. То есть по состоянию на сегодня, скорее всего, будет достроен. И с чем можно сравнить? В Украине очень популярное слово, которое к нам пришло из Европейского Союза — глубокая озабоченность. То есть глубокая озабоченность будет выражена. Дякую вам дуже, пане Ігаре. Чохсагулнас Ігар Ташкевич був з нами на прямому зв'язку, експерт з питань міжнародної політики. Пане Илья, остается буквально минута до завершения нашего эфира. Ваша позиция относительно Северного потока-2? Вот понятно, что его уже достроят, но введут ли в эксплуатацию? Я думаю, введут, да. Ну, и как сказал Игорь правильно, что да, Штаты могут там в торгах с Германией его там затягивать на этапе лицензирования. Ну, это, я думаю, что его введут, этот вопрос, мне кажется, решен. Потому что для Штатов Германия важна. Без Германии эффективного противодействия Китаю, например, не будет. Так, а что нам делать с 2024 года с нашей трубой? Да, ну что делать? Переориентироваться, во-первых, можно добывать свой газ, чтобы покрыть свои потребности. Можно переориентировать свою инфраструктуру под, например, водородную стратегию, которую в ЕС, которая включили нас в свою стратегию, намекая, что давайте, вот есть же другая сфера, где мы можем водород, можете экспортировать его. То есть я не вижу, опять же, большой трагедии, я тут не вижу, есть возможности просто измениться самим и компенсировать те потери, которые есть. Тем более нам же дают время. То есть затягивание вот эти все, когда Дания там блокировала, Швеция, вот эти санкции, нам дают время переориентироваться и минимизировать потери. То есть в том числе нашу трубу переориентировать. И вообще российский транзит, он же останется.
не будет, сухая труба не будет, нуля там не будет, тем более какие-то поставки, они все равно останутся, об этом сказали и немцы, и русские, и американцы. Может быть, нам стоит, конечно, выбить больше гарантий, например, гарантии, что транзит продолжится и после 24-го. Это имеет смысл делать. Но в целом нужно просто переориентироваться на другие сферы. У нас хорошая инфраструктура энергетическая и транзитная, поэтому ее можно использовать. Я считаю, вот эта водородная стратегия ЕС – это хороший способ у нас как-то вырулить из этой ситуации по-другому и даже занять какую-то интересную нишу для будущего Європи. Ми же этого хотим. Дякую дуже, пане Ілля. Чухсагун Сергій Куса, експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на несколько минут. Сейчас смотрите информационную программу «Заман». А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Куршхинчик. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар дейлер бізге келе. Бұлбұл ерлай, гүллер күле. Айванлар құл кишілерге. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, Tuvent korkaq, Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Бірі sevgen көз яш төке, бірі білген көп лaf ете. Бірі батыр, көтек севе. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Халыққа қызмет еткенлер бар, халқыны идdia еткенлер бар, cennetlерге кеткенлер бар. Бірі hırsız, бірі tuvar. Vesselam. Gerçek түгіл, не көк, не жер, не бұлардан туған bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Основний доказ у справі про тероризм – розмови, записані в мечеті, на яких говорили про релігію та історію. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону продовжили арешт на 3 місяці до 22 жовтня Рустему Сейтмеметову, братам Сейтумеру та Осману Сейтумеровим, яких затримали у березні минулого року в Бахчисараї. Амета Сулейманова залишили під домашнім арештом. За словами адвокатів, суд продовжив арешт попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Суд продовжив арешт попри те, що сторона обвинувачення не надала необхідних доказів. Допитали знайомих затриманих, які спростували їх причетність до тероризму. Також допитали 2 слідчих ФСБ, які брали участь в облавах. Адвокати кажуть, що того дня були порушені права бранців, зокрема і право на захист. Втім, ФСБівці посилались на те, що минуло багато часу і подробиць вони не пам'ятають. За словами адвокатів, все слідство та суд – лише формальність. Люди, которых записали в мечети, записали, собственно, их абсолютно религиозные, абсолютно, скажем, канонические беседы, исторические беседы в каком-то контексте можно. Сегодня они следствием выдаются как нечто антиобщественное, угрожающее государственной общественной безопасности, как нечто, что можно характеризовать как террористическая деятельность. Уже представляем свои доказательства и показываем несостоятельность доказательств стороны обвинения. Банально пример приведу. Следственное действие, предъявление лица для опознания.
вместе с Сетмиметовым Рустем Ага, 73 года рождения, на опознание были представлены два молодых человека, с их же слов, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил, мальчики, их назвать иначе нельзя, которым 18-19 лет. То есть Рустем Ага скоро будет 50 лет, и вместе с ним проводят опознание. Собственно, этот пример, он характеризует весь подход к следствию, весь подход к добыче доказательств и весь подход к инкриминируемым преступлениям наших подзащитных. В селі Аранкой, Новеньке, Бахчисарайського району провели молебень за якнайшвидше звільнення політв'язнів. У сільській мечеті зібрались родичі та близькі затриманих кримських татар у липні минулого року після масових облав ФСБ у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та Валушті. Тоді у Бахчисарайському районі затримали Аліма Соф'янова, Сейрана Хайріддінова та інваліда першої групи незрячого Олександра Сізікова. Його російські силовики вважають організатором терористичного угрупування. Справи Еміля Зієдінова, Ісмета Ібрагімова, Вадима Бектімірова та Зекірії Муратова не долучені до жодної з раніше відкритих справ. Їх розглядають окремо. Всіх сімох окупанти через нібито участь у забороненій в Росії організації Хезбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захопити владу в Росії. Через несколько недель начнутся судебные заседания по рассмотрению дела в Ростове-на-Дону. И, иншаллах, мы с такой огромной поддержкой нашего народа все это выстоим. Это очень спокойные, уравновешенные и всеми любимые люди, да, наши братья. За них могу сказать только с положительной стороны, что это очень хорошие люди. И мы не согласны с тем, что их забрали. И дабы показать свою поддержку для них, да, мы сегодня сделали вот этот вот молебень, куда пришло немало людей. Это говорит о том, что эти люди хорошие. Втоплене майно та фекальні струмки, що течуть просто у кімнати. Жителі САК підраховують збитки після сильної зливи, що впала на місто напередодні. Люди фільмували затоплені вулиці, кафе та ресторани, але найбільше постраждали приватні будинки на вулиці колгоспників. Вон там вот дом синий на углу стоит, он полностью по окна затопило его. Там возле дома вот бабушка сидит 90 лет, и ей некуда идти. И что они думают, я не знаю. И вот здесь вот дом затопленный стоит, даже никто еще не подъехал, не посмотрел. Холодильник вон стоит, машинка стоит, плавала, прямо плавала. Он мне в коридоре она выглядит, а там отодвинула. Диван намок. Внуку купляла письменный стол хороший, компьютерный. Тоже он до половины. ДСП уже все, он уже пропал. Ну, много чего пропало, много. Но вот это я первый раз вот такое увидела. Было там когда-то немножечко. Там было слегка уже, там ковры только намочила и все. А так все, вот это первый раз. Окупаційна влада нарахувала всього 4 підтоплені будинки, але у воді стоїть вся низовина. Втім, машини МНСників тут рідкісне явище. Працівники місцевого водоканалу і поготів питають про причину затоплення в місцевих жителів. Если вы не знаете, я откуда знаю? Вопрос. Откуда вода? Обычно как бы есть такой факт, что люди, которые живут рядом, они знают. Крім підтоплення, тут прорвало й міську каналізацію, а всі нечистоти течуть людськими подвір'ями і навіть в оселях. Господар цього будинку обурюється, у водоканалі не знають, що робити, а всю провину скидають на людей. С женой вдвоем караулили. Вот здесь полностью все домой, только почистили. Оттуда поднимается. Вот опять все почистили. Все идет во двор. Я не знаю, дорогой, скажите, как это? Я им говорю, они говорят, как это? Смотрите, вонючий. Это завтра, если будет жара, здесь будет холера. Как сделать? Что сделать? Вот пришли, ничего не могут сделать. Нам говорят, вы виноваты. Как мы виноваты? Первый раз. Первый раз. Только сегодня, дорогой. Только сегодня. Такого не было. Весь говно, весь грязь, все в нашем доме.
Місцеві пригадують, востаннє район так заливало майже чверть століття тому. Але тоді, в 1997 році, був порив дамби. Вот от первого там все разрыли, но никто ничего не сделал. И все, вот тебе результат. Это час был дождь, а если 3 часа будет идти? При Украине в 97 году затопило. Но потом все сделали, водоотвод уходил в Чухрак. Сейчас там раскопали, все глины закидали, никто ничего не сделал, там вода собралась, воде некуда уходить. Впродовж місяця потужні зливи затопили міста на сході, півдні та південному заході Криму. Від підтоплень та селів постраждали сотні будинків. Бурхливими потоками змивало людей та все, що трапиться на шляху. А поки люди підраховують збитки та намагаються врятувати майно, синоптики прогнозують, що на півострів повертається суха та спекотна погода. Українського воїна поранено поблизу Авдіївки, що на Донеччині. Там окупанти били з ручних протитанкових гранатометів. Боєць у задовільному стані, кажуть у штабі операції. Його ушпиталено. Важким калібром ворог бив на підступах до Причепилівки та Старогнатівки. На всі 6 ворожих обстрілів українські захисники відповідали вогнем. Але і зранку окупанти тричі порушували тишу. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Позов проти президента України. Верховний суд України почав розгляд позову чеченця Асламбека Амагова про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня, яким РНБО запровадила санкції проти громадян Росії, яких вважають злодіями в законі. Якимось чином до цього списку потрапив і сам Асламбек. Його в суді не було. Інтереси представляв адвокат Іван Ангелін. Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Якщо Асламбека депортують до Російської Федерації, найвірогідніше він одразу потрапить до катівні. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе, по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. До того ж, Асламбек був волонтером та допомагав українському війську на Східному фронті. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асламбек помогал армии и продолжает помогать. Помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. З боку відповідача, тобто президента України, була присутня адвокат Оксана Бойдаченко. Але коментувати справу та дати відповіді на наші питання вона категорично відмовилась.
Захист клопотав про долучення до справи стенограми засідання РНБО, де було прийнято рішення про внесення Асламбека Амагова до цих санкційних списків. Адвокат вважає, що ці документи допоможуть зрозуміти, наскільки рішення Ради нацбезпеки було обґрунтованим. Суд задовольнив клопотання, а наступне засідання відбудеться 4 серпня. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками і жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асламбека не вирішувалось. Зараз Асламбек не може пересуватися країною, заблоковано його банківські картки та рахунки. Але головне – це ймовірність арешту та депортування до Росії. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. У травні президент України анонсував війну зі злодіями в законі. Це питання розглядали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. Але якимось чином до санкційних списків разом зі злодіями та бандитами потрапили бізнесмени, ветерани російсько-української війни з добровольчого батальйону імені Шейха Мансура та волонтери. Усі вони здебільшого вихідці з Північного Кавказу. Сейтомір Сейтоміров, Заман, АТР. Число повністю імунізованих людей на материковій частині України перевищило 1 мільйон. Вони отримали обидві дози вакцини, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Кількість нових інфікувань тримається приблизно на одному рівні вже 3-й день. Минулої доби виявлено трохи більше 600 пацієнтів, одужали на 1/3 більше. Ще 23 людини померли внаслідок хвороби. А в Криму новий добовий рекорд захворюваності визнає окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов. Минулої доби нарахували 457 пацієнтів, а ще 11 людей померли внаслідок хвороби. Число тяжкохворих збільшилося втричі, зауважив окупаційний міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко. Каже, до Сімферополя перевели додатково 8 медичних бригад, а на південне узбережжя Криму, де фіксують нові осередки захворювання, ще 5 бригад. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılı ATR telekanalının telesiyercileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve nevbetteki yayınımız devamında biz Kırım ve Kırım etrafında özbergen hadiselerini müzakere etmeye devam etemiz. Siz de bizim yayınımızga koşulabilirsiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim etti. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla studiyamız
студиямызға телефон açmağa imkanınız бар. Яда Skype адресімізні қолана білесіңіз. atr.tv bizim адресіміз. Бөріңіз, біздерге телефон açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim. ATR telekanalını MDI, manevi cihetten bizim saytımızga ve YouTube kanalımızga abone olarak ifade etmege imkanınız бар. YouTube sayfamızda sizin aboneniz ve like'ınız bizler için, siz için az şey olsa da bizler için çok büyük bir şeydir. ATR telekanalının saytına abone olmak ve Patreon'umuzga aza olmak ise bizlerge maddi destekni verecektir. Мен ise bu yayınım devamında sonki halkara topluluk tarafından alıngan kararlar ve halkara seviyede yapılgan hadiseler hakkında laf etmege isteyim. Milli Meclis azası Eskender Ağa Bariyev ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı bizle canlı bağda. Eskender Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Akşam şerifleriniz karı olsun. Cümlemizge Eskender Ağa, çok meselelerini laf etmege isteyimiz sizden ama keliniz en baştan demek OBSE'nin Parlament Asambleyası kabul etken Kırım ile bağlı rezolüsiya etrafında biraz subet alıp barayıq. Siz bu meselelerde böyle mütehassız dep aytmağa mümkün olgan insansız. Yani bu nevbetteki böyle rezolüsiyanın içinde nasıl maddeler var? Bu rezolüsiya ne kadar güçlü, ne kadar şiddetli? Evet, siz doğru söylediniz. Bu nöbetteki rezolüsiya çünkü 30 iyundan 6 iyulgacha Parlamentская asamblea OBSE toplaşıp oldu. Bu toplaşıvın iki intriga oldu. İki intriga bu rezolüsiya Kırım hakkında ve ikinci intriga bu Rusya rezolüsiya hakkında. Evet, Ruslar karşı çıkardılar. Onlar istemediler bu rezolüsiya kabul etmek için. Evet, bu rezolüsiya bu hibrit gibi hem anda iştirakçiler etkenediler hem online formatta çıktı bu rezolüsiya. Nöbetteki rezolüsiya ne sebepten? Çünkü bakınız, evet kuvvetli rezolüsiya var edilir. Akılında bir kim var, biz konuşkanıydık. Bu Bakinska rezolüsiya var idi, bu Berlinska rezolüsiya, deklarasiya var idi. Ve her yıl Parlamentская asamblea OBSE böyle rezolüsiyalarını bakar. Evet, bu rezolüsiya hakkında onlar birinciden böyle maddeler gösterdiler. Bu Karadeniz ve Azak Deniz tarafında bu agresiya yapan için ikinciden Kırım Oğuz'un agresiyanın ve bu Arbi orduların kuvvetlenip ya da çoklaşıp göstergen için. То есть в данном случае в данной резолюции больше речь была о том, что Российская Федерация увеличивает контингент, нагнетает военную обстановку на территории оккупированного Крыма и непосредственно действий в Керченском проливе и в Азовском и Черном море. Я это связываю в том числе и с теми событиями, которые произошли совсем недавно с эсминцами британским и нидерландским. Поэтому таким образом ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ дала очередной посыл Российской Федерации, что Российская Федерация является агрессором, что она является оккупантом, что она несет угрозу, поскольку ОБСЕ — это очень авторитетная организация Совета Европы именно по безопасности. И, соответственно, вот то, что происходит нагнетание всех этих процессов, это является угрозой для региона ОБСЕ, то есть для всех тех стран, которые являются членами Совета Европы. А членами Совета Европы являются не только европейские страны, но в том числе и ряд стран, скажем, и постсоветского пространства. Но я еще хотел бы обратить внимание, что вот за последние даже за второй квартал были приняты ряд серьезных резолюций институтами Совета Европы.
ну, например, решение Комитета министров от 11 мая 2021 года, на основании которого готовится отчет генерального секретаря. И, соответственно, мы встречались непосредственно уже и с комиссаром по Совета Европы по правам человека, с Дуней Мятович. Мы встречались с Меджлисом катарского народа, с делегацией как раз-таки офиса Совета Европы по правам человека, где обговаривали более тесные взаимоотношения по предоставлению информации по правам человека. Ну и ОБСЕ, это Организация безопасности, тоже является частью институтом в этом направлении. И, конечно же, задают разные вопросы. Каждый год принимаются, по сути дела, одни и те же резолюции в целом по смыслу, и какой дает результат. На самом деле результат от всего этого есть, потому что сегодня в нашем регионе самая авторитетная организация — это ОБСЕ. Хотя, несмотря на то, что в рамках данных интриг делегация Российской Федерации заявляла, что она будет выходить, что она будет, скажем, всячески опротестовывать все эти процессы. Но мы понимаем следующее, что вот эти вот манипуляции, которые совершает российская делегация, они больше направлены не на международное сообщество, не на членов ОБСЕ, а больше на российских граждан. Для того, чтобы показать, что якобы против России настроен там весь западный мир или весь цивилизованный, цивилизованный они не говорят. И, соответственно, таким образом Российская Федерация пытается как бы со своей стороны находить общие контакты. Но мы, с другой стороны, видим, что весь мир таким образом, в данном случае мы говорим о странах Совета Европы, четко понимают и дают себе отчет, что Российская Федерация действительно несет угрозу в этом регионе. И поэтому данная резолюция, она, конечно же, станет в том числе, скажем, причиной для дальнейшей санкционной политики со стороны европейских стран, Европейского Союза и в том числе и Соединенных Штатов Америки, Канады. С другой стороны, данная резолюция, она также ляжет в пакет документов ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека — это тоже судебный орган, который уже также построен в рамках Совета Европы. И вот здесь как раз, если резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ носит все-таки рекомендательный характер, то решение Европейского суда по правам человека уже носит обязательный порядок выполнения. Хотя и там тоже Россия многие пункты не выполняет и многие решения не выполняет. Но мы должны понимать, что Российская Федерация является субъектом, она пытается быть субъектом, и не просто субъектом, а в том числе игроком мирового уровня, то есть глобальным игроком, даже не региональным. И поэтому для Российской Федерации в любом случае очень важно присутствие и участие во всех этих международных организациях и не быть изгоем. И поэтому вот эти заявления, которые проводят, скажем, лидеры Государственной Думы о выходе или лидеры, скажем, представители самой делегации российской, они на самом деле направлены просто на российского обывателя, на российского гражданина для того, чтобы показать какие-то свои там политические действия. Я егер мисал olarak Rusия ОБСЕден чыкса, bir вакытлар паседен оны чыгарганлары кебі, бу насыл бір телекелерни ташый Rusия үчүн, Украина үчүн ве дүйнө үчүн? Баханас, ПАСЕ КИБИ, Парламентская ассамблея ОБСЕ — это тоже часть, это по безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы — это тоже институт Совета Европы. Там достаточно много разных вот таких институтов. И Парламентская ассамблея Совета Европы, вы правильно напомнили о том, что в связи с агрессией Российской Федерации против Украины как раз-таки и выведена была Российская Федерация. Далее, я еще помню, когда в 2015 году впервые участвовал в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы,
то там уже обсуждался вопрос, что, может быть, все-таки вернуть Российскую Федерацию для того, чтобы была дискуссия. Это сторонники данной концепции постоянно пытались объяснить, аргументировать, почему Россию нужно вернуть. Но при всем том мы видим следующие процессы. Да, в 2019 году вернули, да, действительно создали или восстановили площадку, где можно было бы обсуждать совместно все проблемы. Но проблема в другом, что мы видим снова, вот буквально совсем пару недель назад парламентская ассамблея Совета Европы принимала когда резолюцию, и мы снова видели противодействие. И причем достаточно грубые в дипломатическом плане, когда председатель Госдумы Володин начал угрожать тем, что депутату из Исландии, депутатке из Исландии, и о том, что будут рассматривать вопрос на межпарламентском взаимодействии. Или тот же представитель делегации парламентской, то есть Госдумы, заявляли о том, что мы все равно не будем выполнять решения. Да, они не будут, но это накапливается в копилку, и имидж Российской Федерации все больше и больше складывается как ненадежная, несерьезная, не выполняющий международные договоренности, не выполняющий конвенцию. Кстати, как раз-таки Совет Европы, он больше работает по конвенции, по ликвидации, по Европейской конвенции по правам человека, которую, кстати, мы сейчас активно переводим на крымско-татарский язык, и я думаю, в будущем мы об этом тоже будем говорить. Ескендір аға, іште халқара бойлы мейданларда чешет түрлі Украина или бағыры, Украинаның işgal етілген топрақлары, Қырым ве Донбасс ile bağlı mühim şiddetli rezolüsiyalar kabul edilir ekende ki elbette ki Ukrayna özünün demek partnerlarının, ittifakdaşlarının bu mesele etrafında çok müzakereler alıp bara çalışa, demek reyler verilsin, rezolüsiyalar kabul edilsin dep. Çünkü Kırım'da ve Donbass'ta katinde demek bir tarafta cenk ete, diğer tarafta insanlarga represiyalar, baskılar yapıla, aklar bozula ve elbette ki bu gibi резолюциялар kabul etilgeni vakit şimdi onun böyle faydasını görmesek de gelecekte faydacısı olacağına inanamız. Ve Ukrayna bu yönelişte, diplomatik yönelişte çok fazla işler alıp barıla. Ama geçenleri böyle bilesiz çok meraklı bir hadise oldu. Çin ile bağlı, Kitay ile bağlı ve anda da malum olğanı gibi Çin'de insan hakları ile bağlı çok böyle büyük problemler mevcut. Ve bu meselede Ukrayna rezolüsiyaya özünün reyini geri çekti. Yani sizce diğer demek özünün topraklarında insan haklarını talep etken, insan haklarının bozulganını aytkan devlet olarak diğer devlette böyle insan hakları bozulganı vakit rey vermemek doğru mu? Bakınız, birinciden men Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak, ikinciden bu Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin bu insan hakları teşkilatı başı olarak men şaştım çünkü birinciden biz Ukrayna, siz doğru söylediniz, Ukrayna bütün yerde biz tırışamız göstermeye. Rusya, Kırım Tatarların hakkında ya da etnik Ukrayna hakkında bu represiyalar yapar. Evet, biz deyimiz böyle rezolüsiyalar olsa hem Birleşken Milletler'de hem OBSE'de hem Parlamentская Ассамблея Совета Европы ve ilahri. Aman, bakınız ne oldu? Ukrayna başında bu inisiyatif çıktı Kanada'dan, Amerika'dan ve da 42 memleketlerden. Bu binayat, bu Uygurlar hakkında, çünkü Uygurlar hem bizim yakın halkı. Onların hakkında şunca hepet bu soykırım yaparlar şunca Çin'de. Ukrayna başından imza koydu. Sonra böyle haber çıktı bu Çinlerin temsilcilerine Ukrayna'nın temsilcilerine söylediler. Eğer siz imzanı almayacaksınız
Biz sizge bu vaksinalar vermeyeceğimiz 500.000 kadar. Bu şantaj. Covid'in vaksinalar. Ama evet Ukraynaga vaksinalar çıkıp gerek. Ama birinciden men düşünüyorum bu prinsipiyel olmak gerek. Bu birinciden. İkinciden bu sosyal ya da hükümetin imajı ve bu yüzü kaldırmak gerek. Çünkü bu imaj siz nasıl bu civilizованный mир, civilizованный dünyadan bu destek tırışasız tapmağa. Ama başka taraftan sizin meseleni siz bakmayasınız. Uygurların problem var ya da yok. Ya da olsa başka milletler olsun, başka halklar olsun. Ama Çin represiyalı yaparlar. Bu soykırım yaparlar. Onun için Kırım Tatar Resurs Merkezi bir binayet yaptı. Bu binayatta biz çıkardık. Bizim sayfasımızda, bizim sitemizde en yakın zamanlarda bu diskusyon kulüp yapacağımız bu mesele hakkında da yüksek seviyeye göstereceğimiz. Çünkü biz Milli Meclis olarak, Kırım Tatarlar olarak bu meseleye gözlerini kapatmaya olmaz. Bu mesele hakkında söylemek gerek. Ben айтым, bu image тарaftan. То есть, считаем, здесь Украина, с одной стороны, продемонстрировала, первое, ненадежность как партнер, со второй стороны, некомпетентность, потому что если бы даже поступили бы так, как обычно поступает Азербайджан в отношении Украины, вышли бы и просто не голосовали бы, не отказались бы в зале голосования. Но проголосовать, а потом отозвать подпись, это крайне непрофессионально, и я считаю, что это не красит поведение Украины в данном случае. Кроме того, 13 числа планируется рассмотрение проекта отчета Генерального секретаря ООН на Совете по правам человека, как раз который и проходит с 21 июня по 13 июля. И как раз это произошло в первые дни Совета по правам человека, там 22-23 числа. И это действительно, если еще промониторить прессу китайскую на английском языке, то китайская пресса даже начала высмеивать Украину как страну, которая начала менять курс, начала менять партнеров, что якобы ее предают западные партнеры. Вот всякое такое. Вот. Поэтому я считаю, что мы, во всяком случае, должны показывать свою принципиальность, свою позицию. Я говорю «мы», и я имею в виду, что Меджлис крымско-татарского народа, и поэтому, я думаю, подобное заявление в ближайшее время будет и от Меджлиса. Yani elbette ki bu mantıklı, çünkü eğer bir territoriyada demek aklar bozulsa veyahut da soykırım yapılsa, ki bizim topraklarımızda da problemler, böyle problemler var ve biz bu problemlerini açıklarken de diğerlerinden rey beklegenimiz vakit başkalarına bu meselede rey vermememiz elbette ki bizlerine böyle güzel şekilde gösterme, yani Ukrayna devleti olarak ve sonra bizim nasıl hakkımız olacak diğer memleketlerden bizge ve bizim problemlerimizle bağlı oy ya da rey vermeye. Bakınız, her yerde Ukrayna diplomatik taraftan biz aytamiz, sanksiyalar devam etmek gerek. Olsun şahsi sanksiyalar, olsun ekonomik sanksiyalar, sektoral sanksiyalar. Ama eğer siz 500.000 vaksinalarga imza çıkardınız, son niçin olsun Fransa ya da Almanya ya da başka memleketler, у них тоже есть определенный интерес, у них тоже есть национальные интересы в тех или иных вопросах, то почему они должны проводить санкции в интересах Украины? Поэтому вот этот вопрос, он достаточно сложный, и кроме того, мы же знаем, насколько сейчас вот разгораются вот активно еще и дискуссии по другим вопросам, о том, какие экономические взаимодействия сейчас происходят Китая с Украиной. И мы с каждым разом будем все больше и больше узнавать. Тем более сейчас все больше проявляются те кредиты, которые дает Китай, они
без каких-то требований в реформах и так далее, они приводят к финансовой зависимости, к серьезной именно тех государств, которые нуждаются в кредитовании. И поэтому здесь нужно очень взвешенно подходить и обдумывать, прежде чем предпринимать какие-то действия. Вескендраға сіздің пікіріңізше, демек Украинаның бұл меселеде башқа япа білежек бір әрекеті бар еді ме? Егер ке бізге ақатінде бөле шантаж япсалар ведеселер ке 500 bin вакцина сізге бермейжекміз, егер ойыңызны чекмесеңіз еді, ой берсеңіз рей берсеңіз вейләхрені. Бұл вазиетте ең doğru шекілде Украина насыл әрекет етмесі керек еді? Но мен белесем керегеді қалдырмаға имзаны, çünkü 500 bin vakцина, ну bakınız yakın zamanlarda Amerikan devletlerin Amerika'dan onlar çok memleketlerge vakcinalar bedava vergen edi. Ve eğer Ukrayna'da öyle problem olsa da vakcinalar hakkında, ben belesem hem Amerika taraftan hem Avrupa taraftan onlar yardım ederler Ukrayna'ya. Ne gerekedi böyle bir, ben belesem, это вот даже вот татарча более sözler yok, ben belesem, это вот как-то вот непостоянство какое-то, вот какое-то или вот, ну я не знаю, какой-то вот несерьезный подход получился в этом плане. И поэтому я считаю, что это должно быть серьезным уроком для украинской дипломатии. И, соответственно, нужно учитывать эти моменты. А мы, как общественность, и тем более представители, которые представляют коренной крымско-татарский народ, мы должны давать посылы, что для нас важна принципиальность. И национальное движение крымских татар всегда, благодаря своей принципиальности, добивалось успеха. И поэтому в этом плане мы должны четко стоять на этой позиции. Elbette. Ve daha şunu soracak edim, Eskendraға malum olğanı ki, Çin Budapest memorandumuna koşulgan bir devlet. Yani men yanlışmasam, Budapest memorandumu imzalangan sonra böyle nablюдатели olarak o da sonra koşulgan edi ve onun beraber de Frankistan, men yanlışmasam, koşuldu. Siz menden belki daha yaxşı bilesiniz bu meseleni. Yani Çin'in şimdi Kırım platformasına koşulma imkanları var mı sizce Budapest memorandumunda böyle közetici olarak belgelengen son? Siz doğru söylediniz. Bu Budapest memorandum, anda 4 memleket imzalar koydu. Evet, bu Amerika, bu İngiltere, bu Britanya. Британия, Rusya ve Ukrayna, Çin ve Frankistan, onlar sonra imzalar koydular, заявление, binayet yaptılar, aman onlar da garanti verdiler. Onun için aman biz görüyoruz, onlar bir adım etmiyorlar. Aman Ukrayna'nın agresiya hakkında, Rusya taraftan agresiya hakkında, bakınız, 2014 senede Çin Birleşken Milletler'de bir taraf oldu. Sonra her zaman Rusya'nın kol tutar. Bütün rezolüsyalarda Ukrayna'ya kol tutmayı. Onun için biz yapkan edik. Ben böyle bir post yazgan edim ve bir blog yaptım. Bu analiz göstermek tırıştım. Çünkü bizim semiyadaşlarımız okusunlar ve anlasınlar. Evet, Çin taraftan asıl bir Ukrayna'ya yardım olmadı. Ama ve şimdi Kırım'da bu sanksiya, bütün dünya sanksiya yaptı ama Çin şimdi Kırım'da çok hem investisiyalar yapmaya tırışıyor ve Çinlerin anda yol atmaya istiyorlar. Çünkü Çinlerin investisiyalar tek para değil. Hem Çinler getirmek için onların spesyalistler demek yol atmaya tırışıyorlar. Evet, ben de şimdi biraz переживаю за то, что вот в этот период, когда будут скуплены определенные объекты на территории Крыма именно через китайские инвестиции, это тоже будет достаточно усложнять
ну, для нас дальнейший процесс. Ya, Поэтому здесь bunda da Украина bir должна... tehlike var. Ескендір аға, да шуны сұрамаға істедім. Сізне мәлім олғаны ке, шымды бұтын Украинаның бойле матбуат васталарында Украина НАТО меселесі музакере етілеве. Мен Қырым-Татар бөлігінде де бұл месені бір аз бойле кечіпмеге істередім. Сіз шыткендірсін сонки апатурайның сөзлеріні, яғни дегеніне көре Украина нехада реформалар yapsın, ama son karar bu siyasi karar olmalı dedi. Yani Ukraina'nın NATO'ga kirişi bu böyle siyasi karar olganını açık şekilde aytты. Bundan evvel eğer bunu böyle bir kapalı şekilde bizge aytsalar, endi böyle tam açık bir şekilde bizge dediler. Siz yapkanlarınızı yapınız ama Ukraina'nın NATO'ga kirsetülübü bu siyasi karar. Endiden Ukrayna bunu nasıl yaşamalı sizce ve ne için bu siyasi karar, bu siyasi irade şimdi NATO'da yoktur? No, bakınız NATO hakkında NATO tek harbi bloku değil. Bu siyaset ve harbi блок, то есть военно-политический блок. И поэтому, конечно же, когда мы говорим про НАТО, мы не говорим только о военном блоке. И поэтому там есть у них собственные процедуры, где они многие вопросы, в том числе, стараются принимать тоже консенсусом. И понятно, что если одна из стран, членов НАТО, будет против, то будут возникать серьезные проблемы. Другой вопрос, что когда проводятся в рамках НАТО встречи, и, кстати, мы делали специальную такую вот инфографику и показывали, что принятие закона коренных народов — это один из шагов вступления Украины в НАТО, потому что действительно одно из требований есть это разрешение проблем коренных народов и национальных меньшинств. И поэтому это дает определенные шаги. Когда мы говорим, опять же, о политике, понятно, что это политическое решение, понятно, что могут быть у НАТО ряд требований, но у НАТО и должны быть гарантии о том, что Украина является надежным партнером раз, что Украина может предоставить соответствующие базы или территории под, скажем, базы НАТО, и о том, что Украина будет, ну, скажем, выполнять все требования, которые характерны для всех членов НАТО. Понятно, что для защиты собственных интересов единственный путь Украины — это все-таки вступление в НАТО. Понятно, что есть еще проблема в том, что воюющие страны, конечно же, вступление в НАТО для самого НАТО это достаточно сложные процессы. Но понятно, что это и политическое, это в любом случае политическое решение, и оно будет созревать в зависимости от дальнейших процессов. В любом случае Украина должна выполнять те обязательства, которые перед ней ставятся. И в этом случае важно для самой Украины, потому что здесь и подготовка военного персонала, усовершенствование военной техники и так далее — это все процессы, в которых должна участвовать сама Украина. И как раз-таки, если Украина это будет выполнять, она в первую очередь, даже не вступая в НАТО, усиливает сама себя. И скажем, с помощью советников достаточно самого развитого военно-политического блока сегодня в мире. Ескендраға да мұхим бір меселе, мұна бүгін мәлім олғаны кебі Украина Қырымнен меморий сыңырына Америка темсілжілері барып, анда демек Чаплынка ве Каланчакны зиярет еттілер. Бұақта Украина сыңыржы қызметлері бізлерге білдіре өзінің месажларында. Бұл насыл бір месажны ташы сізім фікіріңіз және қадар бойле өнемле ве мұйым зиярет oldu fikrinizce? Біріншіден, bakınız, çok büyük elçiler ya da diplomatlar bu Donbass'a vargan ediler. Ama Kırım tarafına varmadılar. Biz görüyoruz sonki yıllar
çok büyük elçiler ve diplomatlar bu sınırga geleler. Bu birinciden Америка, допустим, мы сейчас говорим не только о тех дипломатах, которые приезжали, вплоть до того, что и приезжали и политики. Если помните, приезжали и спикеры литовского парламента, это достаточно очень высокая должность, и, скажем, дипломаты, и послы, и там делегации от тех или иных стран. Само приближение к границе, и, во-первых, они собирают собственную информацию, а во-вторых, они информируют по дипломатическим каналам своей страны. В-третьих, это определенный посыл для Российской Федерации, что, прибывая на данную границу, представители данных стран таким образом проявляют солидарность с Украиной. И, соответственно, это дает, скажем, посыл для россиян, что тема деоккупации Крыма актуальна, тема нарушений прав человека актуальна, и, соответственно, наши партнеры, которые прибывают и демонстрируют эту позицию, они продолжают, скажем, быть солидарными с Украиной и будут дальше оказывать, как минимум, дипломатическое содействие в том, чтобы противостоять агрессии Российской Федерации на территории Украины. Мәлім олғаны кебі яқында Зеленский енді Америка Бірлешкен Девлетлеріні зиярет етмелі ве анда планлаштырылғанына көре демек Жозеф Байденен көрішіп керчеклештірілежек. Бұндан әвелі Зеленский навеуның етрафында олған девлет мемурлары Американың демек бізім территориаль проблемлерімізге ярдым ете білежегіне умутлеріні беслегенлеріні бірчық дефалар айтып кечкен еділер. Ескендіраған насыл тұшынесін сен бұл көрішівден бойле бір bizim devletimiz için, Ukrayna için ve işgal edilen topraklarımız için böyle mühim bir kararlarını beklemek gerek mi? Ya da sadece böyle deklaratif bir cümleler seslendirilecek sonraki preskonferensiyada ve bunun bitecek? Men bilesem böyle konuşmalar elbet gerek. Bakınız Putin'in Biden konuşup yaptılar. Sonra Putin'ga sual verdiler, sizden davet ettiler ya da yok. O söyledi yok. Bu hakkında biz söylemedik. Velayet etmedik. Evet çok cumhurbaşkanlar, çok memleketlerden onlar bekliyorlar böyle konuşmalar. Onlar istiyorlar bu konuşmalar. Çünkü Amerika'da en kuvvetli ekonomika, en kuvvetli bu army, вооруженные. И поэтому здесь, когда мы говорим о том, что все-таки в повестке дня у Соединенных Штатов Америки есть Украина, это очень важно. И поэтому в повестку дня Соединенные Штаты Америки все-таки включают Украину и приглашают непосредственно на встречу на самом высшем уровне. Поэтому я думаю, что то, что было предварительное посещение Украины госсекретаря, то, что проводились определенные встречи и приезды аналитических групп, и в том числе мы в Меджлисе татарского народа встречались с американскими советами. Это говорит о том, что Байден, как опытный политик, он готовился к этой встрече. И потом только он обозначил дату, и, соответственно, мы видим, как в том числе с украинской стороны проводились определенные внутриполитические процессы, которые в том числе готовились, на мой взгляд, к данной встрече, чтобы президент Зеленский мог поехать на встречу уже тоже с каким-то багажом. Поэтому я все-таки надеюсь, что эта встреча даст серьезные результаты более предметным и конкретным действиям.
это не говорит о том, что завтра там американский солдат приедет защищать Украину. Нет. Но речь идет о том, что могут быть обговорены конкретные дальнейшие шаги в вопросах укрепления экономики Украины, в вопросах усиления армии украинской и в вопросах деоккупации, соответственно, это взаимосвязанные вопросы деоккупации Крыма. Я все-таки на это надеюсь. Вескенраға шуны сұрайжақ адымна Қырымға қайта жақолсақ, түнебін менің студиямда Хорджалажи Абдриштаға Джипаров болынған еді. Біз онен Қырымда ақларының бозылғаны вейлях релаф еттік. Ве бойле бір фикерні демек айдынлаты. Абдриштаға егер Украинада біз көремізке бойле бір мойым қарарлар алына, Қырым платформасы, білмейм, сонра стратегия, резолюциялар вейлях Қырымда бұнын іште ишғалжелерінің репрессиялар ве басқалары чоқлаша. Сіздің фікіріңізде бұл Зеленский ве Байденнен көршівден сонра Русия бұл ставкаларны көтере білемі? Білмейм, я Қырымда, я Қара деңізде, я да Украинаның шарқи сынырларында. Понятно, что чем может Российская Федерация проявляет обычно показывать свою, скажем, силу только лишь наличием оружия. И это основной козырь, который есть в Российской Федерации, и это больше связано с наличием в том числе ядерного оружия. Понятно, что на той встрече мы же еще не владеем полной информацией, о чем все-таки тет-а-тет говорили Путин и Байден. Я думаю, что со своей стороны Байден со своей командой сделали определенные выводы и, конечно же, будут предпринимать дальнейшие шаги, дальнейшие действия. Потому что, если помните, когда Байден пришел к власти, он сказал, что я буду встречаться с президентом Украины после того, когда у нас будет выработана четкая стратегия по Украине. Да. Я думаю, что у Соединенных Штатов Америки эта стратегия есть. Поэтому, конечно же, как бы ни реагировала Российская Федерация своими репрессиями, своими нагнетанием, там, именно в плане милитаризации, в любом случае есть определенная зависимость в экономическом плане. И я думаю, что все эти были расчеты сделаны заранее. И мы с вами в студии как-то говорили, что Байден перед встречей с Путиным сделал тоже целый круиз, когда провел встречу Великой Семерки, когда провел ассамблею НАТО и когда встретился с европейскими лидерами. Таким образом, он заручился поддержкой цивилизованного мира и, соответственно, конечно же, я думаю, дальнейшие шаги четко просчитаны со стороны Байдена. Çok sağ olunuz, Eskendirağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için eyliklerde görüşkence. Milli Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yolbaşçısı Eskender Bariyev bizle canlı bağdaydı. Sayılı dostlar, menisi bu bolikni yekulnemek mecburiyetinden şimdi sizlerini sonki haberlerinin Kırım Tatar tilinde Zaman informasyon programması selamlayacaktır. Yarın Allah hizmet etse bu studiyada görüşkence. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мұнарың сіл yüzünden, menden ışık kızganma.
Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol şaşırdım, kun aşırdım, sana bakıp ağlarda ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar, ışık alsın, aydınlansın, kolgeleri silinsin. Toprak topman, kardeşi sen, koksundaki şu taşlar, granitler, kara yerge, ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun. Ana tilim, benim tilim, benim çokrağım, benim gülüm, benim ilim, benim bayrağım, benim dalım, benim sırrım, ana dilim, benim közüm, benim tamrım, ana dilim. Şırıl şırıl akar senin tatlı sözlerin. Bana kanat takar senin serin yerlerin. Benim tüşüm, benim dağım, ana dilim. Benim gecem, benim bağım, ana dilim. Ana dilim, Allah bergen karam beyasım, karanlıkta yol göstergen çolpan yıldızım. Benim bahtım, gam kuvançım, ana dilim. Benim tahtım, bar işançım, ana dilim. Sıklanırlar sana kuşlar, sana bakarlar. Sıklanırlar bana kuşlar, bana bakarlar. Meleklerge layık tilim, ana tilim. Devletlerge layık tilim, ana tilim. Senin kırık kanatların koz leşi tökeler. Şafalanı imdatların sarı okeler. Benim fezam, benim tanım, ana tilim. Münkerim ve lukmanım, ana tilim. Yüreğimin perdesinden seni sararım. Savulmayacak dertlerine derman ararım. Tebessümüm, yaprağım, ana tilim. Bel, takatım, irmaçığım, ana tilim. Sensiz kurup kalgan kalpte yağsın yağmurum. Çiçeklensin, tolsun bilge, arsın gururu. Benim hanım, padişahlığım, ana tilim. Benim tacım, kabir taşım, ana tilim. Sen ulusun, gelmesek de seni taptatmam. Olur olmaz kişilerge seni talatmam. Sahra çölüm, zemzem suğum, ana tilim. Yüce köküm, teren kuyum, ana tilim. Ağlama sen, ana tilim, öksüz değilsin. Sen değil de sana tilim başlar egilsin. Benim duam, benim avam, ana tilim. Benim babam, benim anam, ana tilim. Терроризмді қабатланып бойынша саз делил жәмеде язылған сес язылары мабуслеранда дин ве тарих хаққында лаф ете. Русияның Женеберби махкемесі кечкен сене март айында Бақшысарайда тұтылған Рустем Сейтмеметов, аға қардаш Сейтумер ве Осман Сейтумеровларға апсте тұтылув мұддетіні 3 айға октябрның 22-сіне қадар девам еттірді. Амет Сулейманов эв апсында қалдырылды. Адвокатларының сөздеріне көре қабатлайжы тарафы ичбір делил тақдим етмесе де махкемежілер оларының истегіні еріне кетірген. Mahkemede mabuslerinin terrorizmге alakası olmağanını оларны шахсен білген insanlar келіп айтқан. Мұне берабер mabuslerinin evlerinde tintuf keçirilgeni vaqt iştirak etken екі ФСБ таққачысы сұрғыдан keçirilgen. Advokatlarının sözlerine көре, шукuna mabuslerinin birçok ақлары bozulgan şu sırada imayı аққы. Ama ФСБ xadimleri tintuf keçirilgen kunden çok vaqt keçkeni için bir şey hatırlamağanını айтқанлар. Advokatlar deyki taqqiqat devamında da birçok kanun bozululары
qayd etilmekte. Taqqiqat ve mahkeme formal şekilde o'tkaziladi. Люди, которых записали в мечети, записали, собственно, их абсолютно религиозные, абсолютно, скажем, канонические беседы, исторические беседы в каком-то контексте можно. Сегодня они следствием выдаются как нечто антиобщественное, угрожающее государственной общественной безопасности, как нечто, что можно охарактеризовать как террористическая деятельность. Уже представляем свои доказательства и показываем несостоятельность доказательств стороны обвинения. Банально пример приведу. Следственное действие предъявления лица для опознания. Вместе с Сетмеметовым Рустем Ага, 1973 года рождения, на опознание были представлены два молодых человека, с их же слов, проходящие срочную службу в рядах вооруженных сил, мальчики, их назвать иначе нельзя, которым 18-19 лет. То есть Рустем Ага скоро будет 50 лет, и вместе с ним проводят опознание. Собственно, этот пример, он характеризует весь подход к следствию, весь подход к добыче доказательств и весь подход к инкриминируемым преступлениям наших подзащитных. Siyasi mahbuslar tez vaqtda azat etilmesi için Baxchisaray rayoni Arankoy, Novinkay koy jamisinde dua tedbirini kechirib Allohga duolar etdiler. Jamide mahbuslarının aqrabasi ve ularının yaqinlari to'plashdi. Bir yil evvelsi iyulning 7-sinde FSB xodimlari Baxchisaray, Qurman, Ahmedjet rayonlari ve Alushta shahrida Kutlevi polis taramalarini kechirdi. Baxchisaray rayonida Alim Sufyanov, Seyran Xayriddinov ve birinchi gruppa saqati so'qir olgan Aleksandr Sizikov tutildi. Bu so'zda 4-chi Baxchisaray terrorizm davasının mahbuslaridir. Emil Ziyadinov, İsmet İbragimov, Vadim Bektemirov ve Zekeriya Muratov hiç bir gruppaga qo'shilmadi, davalari ayrı baqilmoqda. Ishg'olchilar hepsini Hizbut Tahrir firqasına aloqasi bar deb terrorizm ve Rusiyada hokimiyatni kuchnen zabt etmay intiluvida qabatlay. Bir yıl evvel bu kuni butun Qrimda tentuvlar kechdi. Bizim Qorantamızda ve daha da 6 tane Qorantada bizim umur arkadaşlarımızı hapishaneye alıp gittiler. Adaletsiz kabatlap bizim umur arkadaşlarımız için hapishanede oturgan bütün din kardeşlerimiz için dua okuldu. İnşallah yakın zamanlarda bizim umur arkadaşlarımız evlerge qaytıp gelirler, Qorantalarına, ballarına. Halkımızın en güzel oğlanları, halkımızın kahramanları, endi yıllar boyunca Rusiyanın hapishanelerinde bulunalar. Hiçbir türlü kabahatlar olmayıp. Böyle haksızlık, böyle adaletsizlik halkımızga baskınçılık, bizler bunun kaylı değilmiz, narazılığımızı bildiremiz. Ballarımızın tez vakitte evlerine kaytıp Qorantalarına kavuşmasını isteyimiz. Bu mananın bizler Allah'a yalvaramız. Allah'tan yardım sorayımız. Bizler o tarafımızdan Müslüman olarak Allah'ın emirlerinin gücümüz olan kadar yerine getirip onun yasaklarından uzaklaşsak tez vakitte Allah'ın yardımına inşallah erişerek deb sayam. Subhanallah ve Teala bugün bütün dünyada o'zing kudretini ko'rsatdi. Qanday bakmasak da Allah Teala o'zing kudretini ko'rsatdi kuchinden. Onun için Allah Teala'ga bir kıyınlığı yok. Bu Müslümanların, bizim ağa din kardeşlerimizin azat edilmege. Onun için biz bugün duada Allah Teala'dan sorayımız ki yakın vakitlerde bütün onların azat etip de Qorantaların kavuşmağa, kaytmağa nasip etsin ya Rabbi Allah. Siyasi mahbusların Qorantaları ve bütün bizim boysunmagan halkımız bugün geldik bu dua merasimge. Göstermege özümüzni, destegimizni, narazılığımızны. Serverin sözlerini hatırlamağa ister edim. Biz bir vücut dayın, bir beden dayın olsak, bizni bir sıyınmez.
Судан зарар көрген мүлк ве евлер içinde ақып келген нежесет ақымлары. Сақ сакинлері кеченлері күчлі сағанақлардан сон су басуы кетірген зарар миқдарына саймақта. İnsanlar өзлері су басқан суқа, қавехане ве ресторанларны видеоға чекіп içтемай ағларда пайлаша. Колхозная суқағында ерлешкен евлер ең чоқ зарар көрген. Вон там вот дом синий на углу стоит. Он полностью по окна затопило его. Там возле дома вот бабушка сидит 90 лет, и ей некуда идти. И что они думают, я не знаю. И вот здесь вот дом затопленный стоит, даже никто еще не подъехал, не посмотрел. Холодильник вон стоит, машинка стоит, плавала, прямо плавала. Он мне в коридоре она выглядит, я там отодвинула. Диван намок. Внуку купляла письменный стол хороший, компьютерный. Тоже он до половины. Это ж ДСП уже все, он уже пропал. Ну, много чего пропало, много. Ну вот это я первый раз вот такое увидела. Было там когда-то немножечко. Там было слегка уже, там ковры только намочила и все. А так все, вот это первый раз. Ишгалчылар хакимияты сетек 4 евны су басты дей, ләкин алчақлықта олған евлерінің чоқысы сувдайды. Февкуледен әзірлігінің арабалары мұнда келмеге пек ашықмаған. Ерлі водоканал қадимлері не үшін су басқанына ерлі сакинлерден келіп огренмеге тұрыша. Если вы не знаете, я откуда знаю? Вопрос. Откуда вода? Обычно как бы есть такой факт, что люди, которые живут рядом, они знают. Ерлі сакинлер да бір проблеманен раз келді. Су басқанымен берабер сакинлерінің аз бары ве атта евлері içine нежесетлер ақып келді. Бойымнан сайба чулана дейки водоканал қадимлері не yapмақны білмейіп, қабатны инсанларының бойнына юклей. С женой вдвоем караулим. Вот здесь полностью все домой, только почистили, оттуда поднимается. Вот опять все почистили, все идет в двор. Я не знаю, дорогой, скажите, как это? Я им говорю, они говорят, как это? Смотрите, вонючий, это завтра, если будет жара, здесь будет холера. Как сделать? Что сделать? Вот пришли, ничего не могут сделать. Нам говорят, вы виноваты. Как мы виноваты? Первый раз. Первый раз. Только сегодня, дорогой. Только сегодня. Такого не было. Весь говно, весь грязь, все в нашем доме. Ерлі сакинлер қатырлағанына көре соңки сефер су басуы аман-аман 25 ел евел солған. О zaman 1997 сенесі су ақымлары бентіне ешкен. Вот от первого там все разрыли, но никто ничего не сделал. И все, вот тебе результат. Это час был дождь, а если 3 часа будет идти? При Украине в 97 году затопило. Но потом все сделали водоотвод, уходил все храк. Сейчас там раскопали, все глины закидали, никто ничего не сделал, там вода собралась, воде некуда уходить. Соңғы бір ай деваманда олған сағанақлардан сон Ярамаданын шарқы, Женюбе ве Гарби регионларында олған шер ве қасабаларына су басты. Юзлер жевлерге зарар кетірілді. Су ақымлары машина ве yolundaras келген әр шейні юып кетті. İnsanları зарар миқдарына сайып, абаданлаштыру фешлеріне кечіргені вақыт синоптиклер Қырымға сижақ ве құрғынлық кележек деп білдіре. Украина арби Донец вилетінің Авдеевка қасабасы янында яраланды. Анда ишгалжілер танкқа қаршы ракета аты жейле атеш ашқан. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре аскер хастаханеге еткізілген. Жебенің дигер қысмында есе душман күчлері бұйық калибрлы селянен атеш ашқан. Бір-6 ұжымге Украина арбилері қаршы атеш ашқан. Сабадан да ишгалжілер учкере атешкес режиміні бозған. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. Украина президентіне қаршы дава. Украинаның юқары махкемесі Чеченистанлы Асланбек Амагов. Украина президентінің Украина қапсызлық ве мудафа шурасы тарафындан жинайетшілер оларақ сайылған Русия ватандашларына қаршы санкциялар кірсетілу ферманы ләғой тілмесіні талап еті. Бұл жедвелге Асланбекте кірсетілген. Махкемеде оғызы жоқ, менфаатларына адвокат Иван Ангелин тақдым еті.
Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Асланбек Русиеге сүргін етілсе, бірден апске ташланып азапларға ұғратыла біле. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе, по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. Асланбек Амагов Украина Русия женкінін бірінші еллары гонылы оларақ Украина урдысына ярдым етеді. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асланбек помогал армии и продолжает помогать. Помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. Украина президентінің менфаатларыны махкемеде адвокат Оксана Байдаченко тақдим ете, ама дава бойынша өз позициясына чыламақтан вазгечті. Имайджы тарafı дава бақылмасына санкциялар кірсетілмесіне таздықлаған Украина Қапсылық ве Мудафа Шурасы топлашуынан стенограммасы қошылмасына талап етті. Адвокатның сөздеріне көре бұл весиқалар Амаговқа низбетен санкциялар қоллануы не қадар esasылғаны açıqlay біле. Mahkeme bu talapны қанатлендірді, Невбетеки топлашув августын 4-інде девам етмелі. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками. І жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асланбека не вирішувалось. Шымда Асланбек мемлекет бойы Юрополамай банк карталары блок етілген, ама ең esas телеке от тұтылса Русиеге сүргін етіле біле. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. Майыс айында Украина президенті жинайчылерге қаршы женкілен етті. Бұл меселе Украина Қапсылық ве Мудафа Шурасынан топлашуында бақылған еді. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо, які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. Бұл санкциялар жетвеліне жинайчылерінен берабер Русияден сияси қачақлар, иш адамлары, Русия-Украина женкінен ветеранлары ве Шейх Мансур адына гуноллер батальонынан аскерлері ве волонтерлар кірсетілген. Уларның чоқысы Шимали, Кавказ сакенлерідір.
Украина кытасында 1 миллиондан зиede инсан коронавирусқа қаршы ашламанын 2 дозасында яптырған. Саглык назирлигинде кайд эткенлерине көре, 3-нче күн яңа хасталанганларнын сайысы бір севиеде қалмақта. Кечкен күн девамында 600дан зиede инсанда чин вирусы белгиленген. 3 кере чок инсан түзелген, 23 эвел хасталанган киши хасталык агырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Кырымда есе Кенеде яңа рекорд. Ишгалчылар ел башчысы Сергей Аксенов тарқатқан мәліметқа көре, кечкен күн девамында 457 инсанда чин вирусы белгіленген. 11 инсан хасталык агырлашмасы нәтижесінде вефат етті деп білдірді Кырымнан ишгалчылар саглык назиры Александр Остапенко. Ахмеджетте кошма 8 экимлер бригадасы чалышы башлаган. Кырымнан Женебе регионларына кошма 5 бригада йолланылган. Чөнки соңки күнлер анда бір чок хаста кайд етілмекте. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер, в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим с самыми интересными людьми. И сегодня будет не совсем обычный Prime, потому что я хочу его не хочу его посвящать каким-то текущим событиям, и плохим, ну, в основном плохим и печальным, которые происходят в оккупированном Крыму, потому что они бесконечны на самом деле. И в том числе один из тех людей, который постоянно занимается защитой нашего народа, попавшего в оккупацию, сегодня у меня в студии. Это адвокат Николай Полозов. Привет, Коля. Здравствуй, Айдар. И я хочу сегодня, знаешь, такая у меня сверхзадача, записать, зафиксировать для будущего тебя как личность. Потому что с тобой все время берут интервью как... С функцией. С функцией, да. Но адвокат, понятно, да, вот у него есть функциональные обязанности, и так далее, и так далее. Как человека я тебя знаю, конечно, ближе многих людей, которые смотрят, но тоже недостаточно, потому что ты все время занят, все время в бегах, и даже когда ты приезжаешь и в Киев, и в Крым оккупированный, тебя очень трудно поймать, потому что дел много, и ты просто так ничего не делаешь. Понятно, ты разрываешься между своей работой. Да. Вот, и плюс ты живешь еще в Москве, что тоже само по себе, так сказать, ну, и для меня так это тревожно всегда. Вот, поэтому... Наконец появилась возможность с тобой подробно поговорить и познакомить с тобой, как личностью, зрителей АТР, которые, ну, конечно, вот если есть у людей 100% узнаваемость, то вот на телеканале АТР, вообще среди Харамлы, ты обладаешь 100% узнаваемостью. Ты человек, которого знают каждый, ну, может, кроме совсем детей. Как ты вообще, уже и все забыли на самом деле, как ты оказался адвокатом крымских татар? Ну, с чего это все началось? История началась с 2014 года. И, в принципе, история, связанная с Украиной, с Крымом, она началась с 2014 года, потому что до 2014 года я жил в Москве. Я уже работал по делам, связанных с политическими преследованиями различных людей. Я помню, тебя Кусирает дело. Вот было это, дело да, Кусирает. С их выступлением в храме Христа Да, Спасителя. был ряд других активистов. Навального даже успел позащищать в одном из административных дел. И когда произошла оккупация Крыма, когда началась агрессия на востоке Украины российская, то неизбежно начались преследования граждан Украины. И это свойство авторитарного режима осуществлять репрессии. Он просто неотъемлемое свойство. Брать заложников. Брать заложников. Террористического режима свойств. И для меня, ну, естественным продолжением стало защищать политических заключенных уже граждан Украины. А кто к тебе обратился? Первый человек с Украины, с которым ты имел разговор на это? Ну, первый человек, первый кейс, который был, это был кейс Надежды Савченко. Вот, и тогда я работал с коллегой, адвокатом Марком Фейгиным. Тогда он был еще адвокатом. К нему, я, честно говоря, уже не помню, кто обратился с просьбой или с предложением защищать Надежду Савченко. И фактически это было лето 2014 года. Первый раз я приехал в Киев после начала
войны, вообще до этого в Киеве был один раз. Один раз, и это был, по-моему, 90 или 91 год. То Пионером есть, еще. ну, еще совсем небольшим, да. Вот. И первым крымским татарином, с которым я познакомился в Киеве, был Мустафа Джемилев. Ну, ты сразу, знаешь, тебе сразу повезло. Ну, что реально, называется, с без козырей шуток. зашел. Да. Я вообще не представляю такого, ну, наверное, мало людей таких в мире, для которых первый крымский татарин, которого он видит, сразу Мустафа Джемилев. Да. Не могу не спросить о впечатлении. Но нет, первоначально как бы, ну, мы пообщались, вот приятный дедушка такой, да, там был еще Рифат Чубаров на этой встрече, как раз мы на Кловском спуске встречались, и, ну, обсудили какие-то дела, потом уже я, естественно, начал интересоваться, что это за люди, и, конечно, передо мной открылось... А ты не знал, кто такой Мустафа Джемилев? Я слышал об этом, но я никогда... Я читал про Андрея Дмитриевича Сахарова много, да, естественно, в контексте... и он упоминал про Мустафа Ага. Да, в контексте про Мустафа Ага было. И, конечно, потом я был просто поражен величиной, да, величиной личности этого человека, вот, жизненным путем, который он проходил. И... Ну, фактически с этого и началось мое знакомство и с крымскими татарами, и впоследствии с Крымом, потому что первый кейс по крымским татарам, которым я начал заниматься, это было дело сына Мустафы Джемилева, который на момент оккупации оказался в заложниках у российских властей. Находясь в изоляторе. Находясь в изоляторе в Симферополе, да. И его дальнейшей судьбой пытались манипулировать, пытались выкручивать руки Мустафа Ага, какие-то требовать уступки, какие-то политические решения, Но которые они думали, были бы... что опять, вот знаешь, люди книжек не читают. Вот они, и когда Путин с ним разговаривал по телефону, и когда они думали, что можно его шантажнуть сыном, ну человек, который 300 с лишним дней, я забыл рекорд Гиннесса, держал голодовку, его кормили через трубочку в атмосфере абсолютной безнадеги. Он говорит, я был готов умереть. Спокойно мне говорит. Ну, действительно, в те времена представим, да? Вот. Даже средств коммуникации таких нет. Ну и умирали люди, тот умирали же Марченко. Люди. Да, Марченко же. Да. Стус, вот тоже пример такой. Уже и перестройка шла. А то вообще были такие времена. Ну, Горбачев был фактически, да? Это же был 86-й, по-моему, год, да? Да. Вот. И, конечно же, для меня это было как бы открытие новой вселенной абсолютно. Да, то есть, ну, что такое Крым, я, может быть, и представлял. В Крыму я тоже один раз был до всех этих событий, по-моему, в 94-м году или 95-м, еще тогда карбованцы были, то есть даже гривен еще в те времена не было. Вот. Но после этого меня прямо вот, что называется, утащило в... А ты такой вообще, давай так честно, я же не знаю тебя в детстве, ты младше чуть меня, так далее. А ты такой рафинированный московский мальчик такой, да? Ну, я родился в Москве, то есть как бы коренные москвичи. Вот, и вы же обычно снобы, ничем не интересуетесь, что за МКАДом происходит, да, там такие. Да. У меня одна бабушка в МГУ преподавала, другая в МАИ. Все, вот, ну я же говорю, ты такая, да. Да, такая история. Вот, это такая интеллигенция, московская интеллигенция, да, потомственная, что называется, да, потому что сейчас-то Москва это уже понаехавшие по большей части, как у нас говорят, да, вот, в нерезиновую. Но, тем не менее. И, ну, в принципе, это не увлекало. Но, с другой стороны, понимаешь, и сама стезя адвокатская, и работа по политическим делам, я же тоже не сразу начал заниматься политическими делами, как стал адвокатом. Да? То есть я проработал по обычным криминальным, гражданским делам. То есть у меня был там стаж порядка 3-4 лет до того, как я... Оно тебе вот надо было в политику-то лезть, понимаешь? Я вот, если честно, я кроме проблем, ну, понятно, что ты и зарабатываешь, это твоя работа и так далее, но вот, ну, на этом много не заработаешь. Но я тебе говорю, что гораздо выгоднее защищать каких-то коррупционеров. Ну, так, ну, безусловно. Или хотя бы делать вид, что ты их защищаешь, зная, что суды... Нет, заносить бабки гораздо там выгоднее заносить бабки, да. но это не наш Адвокат же часто это в условиях таких тоталитарных обществ, это просто человек с чемоданом. Ну, скажем так, про коллег у меня этика не позволяет я сказал распространяться, да, но такое явление имеет место быть. Да. Знаешь, еще такая ремарочка маленькая. Я периодически встречаю, и сюда приходила внучка Мустафы Джемилева с бабушкой, с мамой, и с папой.
Я их периодически встречаю в городе. Девочка, конечно, фантастическая. Мирьям, да. Мирьям такая девочка хорошая. И он так с ней, ну, вот именно как дедушка с ней. Так Единственный человек, который может командовать Мустафой Ага. 100%, да. То есть она по могуществу точно больше, чем любой Путин и любой президент Соединенных мира, Штатов. да. Тем более, что они сменяются, а Мирьям нет. И я просто, вот я сейчас подумал, да, ведь это же вот такое счастье, к которому ты имеешь самые прямые отношения. Можно сказать, что да, имею отношение, потому что изначально план у российских властей был удерживать Хайсера, сына Мустафы Джемилева, в заложниках по жизни. То есть, действительно, в Бахчисарае накануне оккупации, за несколько месяцев до начала оккупации, произошел несчастный случай. Об этом много кто Да мы знаем, ну что это знает и так теперь, далее. да. Вот. И надо отметить, что на тот момент Мустафа Ага, несмотря на то, что он был действующий депутат Верховной Рады Украины и обладал серьезным Он влиянием никаким в Крыму. блатом ничего не решал. Абсолютно. Да. Абсолютно. То есть он сказал, все должно быть по закону и честно. Я помню. Вот. И я все эти материалы видел. Я видел материалы украинского расследования, я видел материалы российского расследования. И намеренно следователь, причем здесь очень интересная деталь, там же как происходило? До оккупации расследовали украинские силовики, а после оккупации дело заново начали расследовать уже представители Следственного комитета России. Но юридически это абсолютный трэш. Это адский. абсолютно. Это невозможно, потому что невозможно в принципе. Потому что закон не имеет обратной силы, а после оккупации они приняли федеральный конституционный закон, который отменяет положение о том, что закон не имеет обратной конечно, силы. И последнее, вот, что некоторое время назад было, это приговор так называемый Рифату Чубарову. Задним числом в украинской юрисдикции произошел Ну, митинг. это же дело, да? что, как и у Чайгоза, это один и тот же кейс. Да, то есть сначала они Чайгоза провели, потом вот решили, ну, давайте еще заработаем звездочек, палочек или что-то. Слушай, вот я не могу понять логики, как эта машина работает. Объясни, пожалуйста. По идее, проводя суд в оккупированном Крыму, который не признает ни одна страна мира, заочно сажая главу Меджлиса, признанного всем миром, Рифата Чубарова за совершенно сфабрикованному, очевидно сфабрикованному для всех делу. Они же вот так, если смотреть с точки зрения разума, они же себе проблемы создают. С этим кейсом можно в любой, уже там и Госдеп выразил, там все, никто этого не признает. Россия сама задокументировала очередное свое преступление. Зачем это надо? Ну, конечно, мы это можем свойство говорить, системы Эйдер. но они могут продать это своему населению. Ну, какому там населению интересен Крым, который они уже, да, там... Абсолютно. Да. Зачем? Где Ну, логика? понимаешь, это по той же логике, зачем Небензя, представитель России в ООН, да, сидит и с каменным лицом говорит просто откровенные глупости, откровенное вранье, да, на заседании, там, например, Совета Безопасности ООН. Зачем он это делает? Когда всем все очевидно. Ну что, он должен стать покаяться? Что Ну, у него поставлена такая задача, да, и в случае вот с делом Рифата Чубарова, или вот скоро будет приговор по делу Мустафы Джемилева, который сейчас у нас тоже активно слушается, да, задача стоит, чтобы у Небензи, помимо каменного лица, еще в руках была какая-нибудь фиговый листочек, бумажка, да, чтобы он мог трясти и говорить, вы смотрите, Чубаров преступник, зачем вы слушаете его? Вот только ради этого. Хотя они знают, что это не проведет и все эти впечатление дела никого. по терроризму, и все эти ярлыки преступников только ради того, чтобы вот это чмо кацапское встало и сказала, он преступник, это террорист, а этот экстремист. Дискредитация. Все, больше да. ничего. Попытка дискредитации лидеров крымских татар. Да вот, возвращаясь к делу Хайсера, интересная деталь, что вот тот следователь, который начал расследовать дело Хайсера уже после начала оккупации, Магомед Магомедов, он же являлся следователем по делу Мустафы Джемилева, который мы сейчас Слушай, слушаем. а откуда его привезли? Этого Из Магомеда? Дагестана. Он Он приехал в апреле 2014 года и закрепился, и до сих пор там в Крыму, в Следственном комитете Ну, такая, они работает. же, я даже вот предполагать не буду, чем занимались эти исследователи, так называемые в Дагестане там, или в Ростовском суде, в этом военном, где конечно. судят крымских татар. И он намеренно сфальсифицировал дело, намеренно ужесточил обвинение Хайсеру, для того, чтобы там как бы статья какая? Либо идет статья предумышленное убийство, Либо нет. либо непредумышленное, либо по неосторожности. Он специально взял самую жесткую, для которой наказание пожизненного. максимально пожизненное. Вот. И у них был план, да, давайте вот мы посадим Хайсера И будем дергать Мустафу Ага, Да, Джемилева, да, шантажировать и так далее. Вот. И я вступил в этот кейс, когда дело уже поступало в суд.
А в тот момент в Крыму они еще не успели создать так называемый Верховный суд Крыма, потому что подсудность такой категории дел относится не к судам районным, а к более высшей инстанции. И они передали в Верховный суд России, принял решение, давайте в ближайший регион передадим, в Краснодарский край. Вот. И фактически, запрыгивая на подножку уходящего поезда, нам удалось заявить ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. То есть это вот, знаешь, как классическая история, 12 человек сидят, слушают. И это был такой действительно юридический процесс. Там был сильный обвинитель. Обвинитель там была прокурор, женщина, которая посадила банду цапков. Если ты помнишь, история с станицы Когда Кущевской. была убита, кстати, ты знаешь, что это была крымско-татарская семья? Да, семья крымских татар. Аметовой, кажется. Да. И, прокурорша достаточно опытная женщина, да, и удалось убедить присяжных в том, что это было неумышленное убийство, И что из-за это было этого случайность. срок был меньше дан. В итоге получилось, что на круг с учетом апелляции 3,5 года. Хотя было 2 состава. Это причинение смерти по неосторожности и хищение оружия. Вот. И после этого Хайсер, отбыв 1 год в колонии в Астрахани, вышел на свободу. Мы его перевезли. То есть нам очень сильно консулы Украины помогли, чтобы его перевезти. И он вернулся домой. Уже это был 16-й год. Вот, и он смог воссоединиться со своей семьей, с женой и так далее. И вот благодаря этому Мустафа Ага осчастливен внучкой. Вот, то есть получилось вот такой хэппи-энд. Сколько раз ты за это время был в Крыму, за вот эти годы? Это вопрос для СБУ? Ладно. Ну у тебя же есть разрешение посещать? Понимаешь, какая штука? Прямо скажем, что на законодательном уровне это не урегулировано. То есть у меня... То есть ты как адвокат украинских граждан... 7 лет прошло, да, у меня были различные бумажки, разрешения на определенный период, на разовый заезд и так далее. Сейчас точной процедуры вообще нету. То есть я уверен, что есть какой-то сотрудник СБУ, было бы странно, если бы его не было, который записывает сколько раз адвокат в тетрадочку, Полоз нарушил границу Украины. Да, но здесь нюанс. Если ты нарушаешь границу Украины в ущерб интересам государства, это уголовная статья. А если ты просто нарушаешь... Административка. То есть, 15 суток, да? Слушай, могут... Вот по последним вот этой моде новой украинской власти могут подвести под санкции РНБО и просто мне заборону на въезд в Украину сделать. Слушай, я если думаю, захотят. Такого не будет. Хотя чисто формально, конечно, формально, это да. дико абсолютно. Понимаешь, по-хорошему уже 7 лет толдычим. Нам нужен закон о политзаключенных, закон об оказании правовой помощи политзаключенным на оккупированных Ничего не территориях. принято До сих пор Две ничего. власти сменилось? Ничего не принято. Надеемся, что когда-нибудь это произойдет. Да, стыдно, товарищи депутаты, товарищи сотрудники администраций всяких там, бывшие и нынешние, что основной адвокат украинских граждан, моряков, я напомню, если тут забыл, крымских татар и так далее, ездит заниматься защитой украинских граждан, он вынужден нарушать при этом закон Украины, хотя для таких людей нужно принять закон. Да не только не для Коли. Не Коле этот закон нужен, Полозову, а людям, которых он защищает. Правда? Как-то смилостивьтесь уже, да? Облегчите защиту людей, которых государство наше не может физически защитить само, но хотя бы так. Я не знаю, думал, как-то это все-таки отрегулировать. Нет, смотри, какая штука. То есть можно заезжать через материк, да, то есть я из Москвы еду. Нет, ты в не Киев. будешь ничего успевать, это понятно. Да, то есть это круг, да, потом, понимаешь, из России выехать это тоже целая история. И в связи с ковидными ограничениями там же не выпускают, да. нужны основания нужны. по которым ты выезжаешь, вот эти ковиды, проходить все тесты. понятно, То есть это, непросто. Нет, мы должны, українська влада просто має, повинна сприяти. Будем надеяться, что отвлекутся от более важных дел и нашими грешными делами тоже займутся. А с кем ты общаешься? И ты вообще общаешься с представителями украинской власти, бывшей, нынешней? Или имеешь контакт? Общаюсь в некотором роде. То есть я общаюсь с депутатами Верховной Рады, которые мои подзащитные, например. Да, тот же Мустафа Джемилев или Ахтем Чайкос. Не с ними, я имею в виду других. Министерство, ведомство, администрация, офис президента. Из всех органов государственной власти я общаюсь только с Министерством иностранных дел Украины. Но это понятно, потому что защищаю граждан, в том числе, которые находятся и на территории Российской Федерации, не только в оккупированном Крыму. Да?
И огромное спасибо консулам Украины, посольству Украины в Москве, которые проделывают огромную работу, ростовским консулам. Тоже это люди, которые самоотверженно ходят по этим тюрьмам, постоянно каким-то образом стараются помочь политзекам, на суды приходят, пробиваются в Лефортово даже каким-то чудом. Вот. И второй орган – это офис омбудсмана Украины Людмилы Денисовой, с которой тоже налажен такой оперативный контакт. А остальные органы власти, как-то не проявляют какой-то заинтересованности. А есть централизованный орган, или это вот действительно на Денисова возложено, да, мониторинг и сприяние деятельности на захист наших политзаков? Скажем так, Людмила Денисова, она осуществляет большой пласт работы в этом направлении. Но, например, вопросы фактического оказания юридической помощи за рубежом, это только через консульский департамент МИДа. Вот ты про консулов сказал, назвал их самоотверженными людьми. Но они имеют украинское гражданство и дипломатическую защиту. Понятно, что это ничего не гарантирует в условиях России. Они все равно рискуют чем-то, но все-таки меньше, чем ты. Ты российский гражданин, коренной москвич. В понимании, даже, знаешь, вот они на меня дело вот это открыли, и там судят меня. Я сижу сейчас в Лефортово, наверное. Заочно. Заочно, да. Судят меня там за терроризм какой-то и так далее. Но я все равно для них все-таки не свой. Они слушают, это Муждабаев, понятно, это крымские татары, что с ней взять, это все-таки такое. А вот ты, этнический россиянин, москвич, Родина выкормила, вырастила тебя, да? И ты работаешь просто на фашистов, на врагов, на хунту, на... Вот, я не знаю, я не буду оценивать твои риски, тебе виднее, но тебе самому-то не страшно вообще этим заниматься? Слушай, сейчас особенно, когда там сажают одного за другим оппозиционеров. Слушай, сажать начали не вчера, да, и мы прекрасно понимаем, что жесткая реакция была и как до 2011 года, когда маргинальных каких-нибудь там МБПшников, еще кого-то, да, периодически посаживали. И после 2011 года... Нет, ты не понял, ты предатель Родины все-таки. Вот большая разница. Предатель – это когда ты был с ними, то есть ты был в структуре, ты был там погоны имел какие-то, и потом переметнулся. А ты никогда в госслужбе не был? Вот после окончания института я стажировался в Министерстве сельского хозяйства в департаменте правового обеспечения и даже отсудил для государства 2 телятника у каких-то рейдеров. Вот считается это работа на государство? Потом адвокатура. Потом я занимался, был юристом без статуса адвоката в различных коммерческих организациях, а потом в какой-то момент подумал, я уже там дорос до начальника департамента в крупной компании, и уже скучно было. Вот, и решил в новой стезе... Но зато сейчас ты весело живешь. Понимаешь, я прохожу скорее по категории враг, а не предатель. Это, враг, да? это разные вещи. То есть предатель это 100% Хорошо, враг народа, давай так. Враг государства. Враг государства. Враг государства. С которым ты живешь, паспорт которого ты носишь. Да. Но, понимаешь, враг какой? Идеологический. То есть им может не нравиться, что я говорю, хотя я не так много говорю, да, и я больше молчу зачастую, да, чем что-то говорить. А с другой стороны, понимаешь, а за что? За работу, что ли, наказывать? То есть я же не не претендую на некую политическую компоненту. Я не баллотируюсь никуда. Но все равно ты же сам называешь, не знаю, ты это придумал, или Фейгин, твой коллега, политическая адвокатура. Это политические инструменты достижения юридических целей. Почему? Из чего это вытекает? Да? В Конституции Российской Федерации написано, что каждый человек, который обвиняется, вправе защищать себя любым способом, не запрещенным законом. И когда в условиях отсутствия работающей правовой системы, нормально работающей правовой системы, юридические инструменты становятся бесполезными, то, опираясь на эту норму, ты волен выбирать любой способ используется медиазащита, да, используются политические инструменты какие-то, там, принятие каких-то резолюций международными организациями и так далее. Но это не политическая деятельность в чистом смысле этого слова. Это всегда хождение по краю, потому что в России закон как дышло, могут любого человека кем угодно назначить. Конечно, это токсично. Да, это токсично, да. И сейчас оправдательных приговоров меньше, чем при Сталине там, и так далее. Все это известно, допустим. Да? Но вот я сейчас не про ваши отношения личные. В свое время вы разошлись с Марком Фейгиным и с Новиковым, с Ильей.
Вот. Ну, с Ильей мы после этого работали вместе по кейсу моряков. Ну, да. Ну, короче, где в этом дело? Я же не про личные отношения. В конце концов, знаешь, все, что не происходит, происходит естественно, потому что каждый из вас, и ты там все-таки был не лидером, а ты вырос в лидера, ну, в самостоятельную фигуру, и ты в любом случае это в любом случае было бы так же, да, что ты самостоятельную деятельность отдельную бы начал. Это просто, Ну, видишь, какая штука. Адвокатская работа, она не только индивидуальная, она бывает командная. Ну, да? понятно. То есть, когда происходит коллаборация разных адвокатов... Я понял. Но я имею в виду просто, что как бы там вы ни расстались, по каким бы причинам, формально, там, физически, вот его лишили статуса адвоката. Неужели нельзя найти, если вот при желании кто-то вот так кулаком по столу ударит, скажет, мать твою, как этот Полозов задолбал? Не, ну легко можно сделать. То есть это на раз-два делается. Ну вот за последнее время, я тебе скажу, вот, например, был адвокат Дадир Хасавов, который защищал мусульман. Сейчас сидит он же, по-моему. Сидит, ему 5 дали. Фегин лишен и в бегах. Да, адвокат Павлов Иван такой, который занимался делами о шпионаже. У него еще такая организация «Команда 29». И пражский клуб адвокатов он делал, да. Тоже закусился со следователями ФСБ, где-то перешел кому-то дорогу, и, соответственно, сейчас в отношении него дело за разглашение данных предварительного расследования. Ну вот. То есть никакой у тебя... То, что ты говоришь, это все... Ну, Айдер, слушай, вот когда я начал работать в Крыму, это я начал с января 2016 года, да, по делу Ахтема Чайгоза, по делу Ильми Умерова, по ряду других дел, ну, дважды за буквально 1,5 года на меня были попытки возбуждения уголовных дел. Причем от разных органов. Сначала прокуратура Крыма возбудилась, вот, им там не понравилось, как я в процессе Чайгоза, что я там делал. Потом ФСБ, и они меня даже похищали один раз в Симферополе. Я помню, да. Да, ну, то есть это даже не разговор о лишении лицензии, а уголовное дело. Да, да. Но оно как бы оно не сработало, потому что, я не знаю, может быть, Бог бережет, может, еще что-то. Я как бы никаких действий от себя, кроме того, что я был абсолютно честен со своими доверителями, да, и выполнял добросовестно свою профессиональную обязанность, я не совершал. То есть я никому не ходил, не звонил, не говорил там. Единственное, обратился в адвокатскую палату, сказал, что вот такая история, меня вот собираются преследовать. Что вы сделаете? Вот адвокатская палата мне прислала брошюрку в ответ, что делать адвокату во время обыска у него. Ну, большое спасибо, мне это, наверное... Вот это защита юридическая. Наверное, пригодится. Да. Наверное, пригодится. Смотри, перейдем вообще в другую, ну, не в другую тему, но чуть другую плоскость. По-разному бывает в жизни разных людей. А тебя семья поддерживает? Да, безусловно. Прям полностью? Полностью поддерживает, да. То есть и... мама и жена, как бы все, они, наверное, страдают отчасти, потому что работа такая, что часто отсутствую. Да? Дети, наверное, страдают. Это тоже как бы, ну, для меня это тяжело, внутренне тяжело, да. Но ни разу не было такого, чтобы они сказали, слушай, давай, может, там, ты закончишь это. Они понимают... Мы из-за тебя вся наша жизнь переломана. Да, вот это. они понимают, насколько это важно для меня. И... ну, видимо, жертвует чем-то своим для того, чтобы я мог реализовываться в том числе. И вообще ни разу тебе жена, вот и мама, и даже теща, допустим, тебе не сказала ничего. Коль, ну ты такой проблемный, токсичный человек. Что... Ни разу. Ни разу. Ну, просто, как тебе сказать, они видят, насколько для меня это важно. Вот. И в этом смысле поддерживают, за что им огромная благодарность. Ну, действительно стоит благодарности, без вопросов. Да. И, еще хотел сказать, а у тебя про свою жену расскажи, она актриса у тебя же? Да. Да. У меня так получилось, что у меня и жена актриса, и сестра актриса. То есть, ты один отщепенец в семье? Нет, я даже... И у меня был опыт актерской деятельности, ну, в раннем возрасте, значит, снимался в Яралаше. Так, выпуск, номер, да, я найду тебя. Ну, я сейчас не готов сказать, я тебе... Как это называется? Одна серия, по-моему, называлась «Кирпич». «Кирпич». Я, кажется, смотрел. Только вот, «Кирпич», одна серия, как-то она то ли «Французские духи», я там с сестрой снимался. И одну серию я озвучил. И у меня был опыт участия в массовке в метре, в полном. Знаешь, у кого? Нет. У Андрона Кончаловского. Да. Причем, знаешь, в каком году? Нет. В 90-м. В 90-м. То есть он приехал с итальянской съемочной группой, нас кормили кинокормом, которого у советских детей это... Назывался «Ресторанная еда». Да, это спагетти, поди. И фильм был «Ближний круг». Помнишь, такой был про киномеханика Сталина?
Нет, не помню. Ну, достаточно известный фильм, там даже голливудские какие-то актеры снимались. То есть это было, помнишь, вот такая, когда совок разрушался, вот они только-только вот начинали возвращаться, все вот эти вот интеллигенции, вот эта Михалковщина, вот это, да. Вот. Ну, не суть важно, то есть как бы и жена у меня тоже актриса, она в театре играет, такой называется Московский губернский театр или что-то, да, по-моему, так. Ну вот, ну, я отношусь к творческим людям с пониманием, скажем так, да, потому что это всегда такая тонкая душевная организация, это всегда нужно поймать состояние, удержать его, да, то есть вот это такие вот вещи. У меня бабушка, одна из бабушек тоже актрисой была, поэтому это... А то есть ты, в принципе, знаешь эту часть дамского как бы контингента и умеешь находить общий язык? Да, имею представление. Удивительная, конечно, история. А зачем ты стал адвокатом вообще? Ты действительно... Я, правда, пока не нашел тебя в этой серии Ералаша. Ералаш номер 107, называется «Кирпич». Ну, я там тоже в эпизодической роли. В эпизодической. А главный ты где-то сижу на парте где-то. Да? А главное, по-моему, на «Французские духи» называлось или что-то такое. Там тоже Ералаш, с сестрой, да? «Французские духи». Вот. И, ну, понимаешь, какая штука? Если бы я что-то понимал в точных науках, да, может быть, я, наверное, был бы математиком, физиком или программистом. Да? А поскольку меня даже в институте на военную кафедру не взяли, потому что у нас была военная кафедра ПВО, а там нужно было какие-то функции уметь чертить. А ты абсолютный гуманитарий, совсем. Абсолютно. Да? Да, то есть, хоть корень случай по из 4. 2, наверное. Ну как же абсолютно вечно. Не, ну в школе ты учился. Отличничек, наверное, был. Нет. Я учился чуть выше среднего, потому что, ну, по моему мнению, как бы, когда человек отличник, это либо он вундеркинд, таких очень мало, да, либо из него это выдавливают. Либо он зануда. Да, и как бы, а когда человек, он как, ну, имеет разные стороны, это более такая многосторонняя личность. Так, и вот ты учишься в школе, наверное, в центре Москвы, как я понимаю, да? Ну, я учился в нескольких школах. Первая школа у меня была 123-я в Хлыновском тупике. Вот. Это через улицу от здания ТАСС ближе к Кремлю. Это центр. Это самый центр, это в пределах Бульварного кольца. Да. Вот. И как бы... Но, понимаешь, в то время не было такой дифференциации центр, не центр, это было все очень условно, потому что я в школу пошел, это был, по-моему, 88-й год. И, ну, в то время как-то не было богатых и бедных, все были одинаково бедные. Ну, большинство пока. В большинстве своем, да. Вот. А потом уже как бы, ну, оно происходило в разных местах, то есть я жил и в Хамовниках какое-то время, там, ну... Слушай, поди же и в школе какие-нибудь знаменитости у тебя знакомые, какие-нибудь актеры, там, какие-нибудь ныне сотрудники каких-нибудь ИТАР-ТАССов, там, нет? Ну, может, ты с Маргаритой Симонян учился? Нет, я учился вот в последней школе, ну, наверное, ты знаешь, с ведущей, она сейчас «Эхо Москвы», Маша Майерс. Знаю, да. Вот, у нее это псевдоним, а как бы у девочки там было настоящее имя, но я не буду озвучивать, если она... Смысла нет. Вот. Еще один у меня одноклассник, такой Костя Седов, он тоже пошел по очень уникальной стезе, больничный клоун. Знаешь, такая? Это когда онкобольные дети. Да, когда дети, и он как бы на профессиональной основе, наверное, последние лет 15, вот, занимается, он один из основоположников в России вот этого движения, то есть, ну, очень крутой парень. Скажи мне, я почему спросил про друзей и одноклассников, так плавно перевожу к теме друзей. Предательство, к сожалению, особенно в условиях, когда есть повод, и есть повод бояться, есть повод отодвинуться. Знаешь, когда в мирное время все всем друзья, все со всеми ладят, все хорошо. Как только что-то переключается, и люди начинают чувствовать страх. Но я потерял там 99,99 людей, с которыми я общался. Потому что они говорят, друзей уже там делить никого не буду. Как бы умершим умер, как говорят. Лишь бы был здоров. А у тебя что с друзьями? Слушай, на самом деле я очень закрытый человек. Да ладно? Да, я очень закрытый человек, очень интровертный. Серьезно? И да, и как бы так вот в зону личного пространства я практически никого не допускаю. У меня есть, по сути, один друг, с которым мы дружим уже, наверное, около 25 лет. Вот. Он живет в Питере. То есть он жил в Москве, потом он женился, уехал в Питер. И, в принципе, я больше ни с кем очень такого плотного и контакта. До войны даже, да? И до войны так и было. И до войны, да. И какой-то вот прям предельной откровенности я не поддерживаю. Но он тебя не бросил? Нет. Он такой же, как ты?
Нет, он живет своей жизнью. Он, Не, ну я понимаю, что он да, такой, он я имею в виду врач, по убеждениям. у нас нет никаких идеологических Ну, разногласий. я и говорю про это. Да, он абсолютно понимающий человек, как бы, ну, он приспособился к той жизни, которая есть в России. Хотя я тоже приспособился. Но если бы я не мог приспособиться, я бы уехал. Такой себе вариант приспособления. Да, насчет активное приспособление, назовем это так. Да, насчет уехал. Вот у меня есть глубокое убеждение, а ты знаешь, что мои прогнозы имеют свойство сбываться, что настанет момент, когда ты рано или поздно, уедешь из Русского рейха, и мы будем с тобой видеться чаще. Ты для себя этот вариант рассматриваешь, семья, ты сам. Конечно, я думаю об этом. Ну, слушай, было бы, наверное, некрасиво лгать тебе, и телезрителям в глаза, да, говорить о том, что я как бы, да зачем, у нас там все хорошо, как бы... Нет, потом ты же не похож на идиота, на какую-нибудь там Евгению Марковну Альбац или на какого-нибудь там, даже, извините, Виктора Анатольевича Шендеровича, который сделал себе паспорт иностранного государства. Сделал все, да, подумал об этом. Да, подумал, призывал людей оставаться, ходить с туалетными ёршиками, а сейчас написал, что все уезжайте, все, лавочка закрыта, теперь будут репрессии. И такие люди, опа, ну ты же не из этих, тебя же никогда ничего это не обманывал. Ты трезвый человек. Да. Ну, смотри как. Конечно же, я стараюсь оценивать возможные риски. Конечно же, да. И здесь мне приходится выбирать между риском для собственной безопасности какой-то, да, и теми действиями, теми позитивными действиями, которые я еще могу успеть вот в этот оставшийся период, в этот отрезок, сделать для других. Но размер этого отрезка ты себе не представляешь. Ну, конечно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, что называется, да, конечно, я не представляю. Пока бьет снарядами, вот видны зорницы, да, то есть не то, что вот падает во дворе. И я убежден, что когда оно начнет приближаться, скорее всего, ну, я себя успокаиваю этим, да, будет какой-то вот зазорчик. Да, Пивоваров же тоже пытался. Это Андрей Пивоваров, который русский оппозиционер, который в Ходорковске. Открытая Россия. А сейчас он, по-моему, где-то в тюрьме же, да? Ну, закрыли его, да. Но, понимаешь, у человека было 3 дня. 3 дня, да? На самом деле, для того, чтобы решить вот сложный вопрос, достаточно 12 часов. Ну, вот. Убежать просто. Да, ты просто бежишь, ну, ты как бы оставляешь. Когда им сказали, что тебя закроют, он да, да. И в этом смысле у меня как бы все равно остается, может быть, иллюзия, да, что как бы зазорчик все равно будет. И пока не наступил час Х или приближение его, да, уехать вот сейчас, это означает, что я фактически украл у тех людей, которым я могу помочь, эту помощь. Вот этого я допустить не могу. Но какую-то красную линию во внутренней жизни рейха ты для себя обозначил, после чего не будет смысла и опасно, и просто смысла не будет там оставаться? Мне сложно это сформулировать, потому что, ну, условно говоря, когда я иду домой, а возле соседнего подъезда стоит бусик Следственного комитета, следственная оперативная группа, оно, конечно, ёкает. Оно ёкает, и как бы с одной стороны, он стоит, а с другой стороны, он стоит у соседнего подъезда, значит, не все так плохо. При Сталине так было, ой, Воронок приехал к нам, нет, да. Соседи, ой. Да, все в порядке. Вот. Это такая интуитивная история. То есть мне сложно это сформулировать, но из того, что я, естественно, стараюсь быть в курсе внутренней повестки России и как бы и отслеживать динамику законодательства и конкретное правоприменение, что происходит, вот, я все-таки надеюсь, что до часа Х, да, до вот этой красной линии, у меня будет все-таки какое-то... Плюс, понимаешь, у меня есть такое ощущение, что, ну, все-таки какая-то счастливая звезда есть, что-то уберегает. Что-то уберегает. Я не очень религиозный человек, честно скажу, да, но, тем не менее, как будто что-то, оно всегда вот либо отводит, либо как-то вот опасность какой-то. Ну, слушай, 2 попытки уголовных дел на адвоката. Да? С адвокатами такое редко случается. И обе закончились ничем. Следственный комитет просто говорит, нет оснований. Нет оснований. Почему? Как? Да. Слушай, ну, допустим, лишение лицензии, это будет сигнал, что все? Нет, безусловно. Тогда уже просто нечего делать. Не, можно переквалифицироваться в видеоблогеры, как это некоторые мои коллеги делают, да, но... Так он уехал, по-моему, из России. Нет. По-моему, нет.
Ну, я не знаю, я не ну, спрашиваю, ну, конечно. может быть. Ну, скорее По крайней всего, мере, я слышал из уст Марка, когда он был со мной в Мгм. эфир проводил, что он скрывается. Вот это я слышал. ну, может уехал быть. и не уехал. Я не уточнял даже, Вот. понятно. Нет, лишение это однозначно как бы звонок, да, а с другой стороны, как бы, а что там без статуса делать? Чем Ну, заниматься? это про то, значит, эта история, я тоже, знаешь, был такой, ну, трудно уезжать, это правда, трудно. Но когда я пока еще что-то мог, я порадовал себя, что я могу вот здесь назвать оккупацию оккупацией, там, назвать Россию агрессором, что-то там в своей журналистской деятельности, там, в редакторской, написать на сайте «Эхо Москвы», там, где-нибудь еще в Фейсбуке и так далее. Потом я просто понял, что все, это щелкнуло, прям стало понятно, что лавочка закрыта, и надо уезжать, чтобы просто быть полезным своему народу, Украине, правде, в конце концов, да. Вот. Но это интуиция же Ну, была, да, правильно? стало понятно, да. Ну, это вот стало понятно, такая же ну, история. когда я был с автором с доклада Немцова, когда мне мой редактор дал понять, что все, как бы, что он не сможет, не захочет больше как бы меня типа там прикрывать, как он это делал. Вот. У каждого своя, знаешь, свой предел боли там или уязвимости и так далее. Конечно. Вот. И я, в принципе, я, конечно, лучше бы я раньше уехал, это уже понятно, что просто потерянные годы. Но если ты окажешься в Украине, а если за границей будет, то это будет Украина, да? Ну, скорее всего, да. Ну, во-первых, я как бы несколько місяців тому почав вивчати українську мову. Тому, давай перейдемо. Тому, якщо потрібно спілкуватися, я вже трохи можу, але не дуже вільно. Розумієш усе зараз? Ну. Розумію усе, тому що багато читав, Угу. багато бачив якісь телепрограм, багато текстів українською мовою. Ну, за 7 Текстів років. спеціальних, тобто юридичних. Не тільки. Ну, наприклад, регулярно читаю «Українську правду», інші джерела. Так. Тому і вже спеціально почав вивчати з репетитором двічі на тиждень. Онлайн? Так. Молодець, що сказати. Ну, це якось прикро, коли ти маєш назву «український адвокат», але не володієш державною Ти мовою. український адвокат? Ну, я маю статус вже... Як я відкрив в Україні, у Києві адвокатське об'єднання, не маючи статусу? Розказуй. Где-то года... Ну, я перейду на русский. Да, переходи. Да? Года 2 назад, даже больше, наверное, 2,5 года назад, я принял решение, что, в принципе, зацикливаться только на российской повестке... Это недальновидно. Недальновидно, да, и учитывая предыдущую нашу часть разговора, да, ну, надо как-то подумать о каких-то возможных путях развития, да, становления личности, вот, не только как бы все в России или в оккупации. А потом тоже специфика совсем другая, судебная специфика. Абсолютно. И существует по украинскому законодательству возможность, если есть иностранный адвокат, он может здесь зарегистрироваться как иностранный адвокат в едином реестре адвокатов України. Но в суде ты не можешь. Могу. Але есть условия, нужно только в співпраці с украинским адвокатом это делать. И здесь я работаю с прекрасным профессионалом, ты его тоже очень хорошо знаешь, это Владимир Кутовой. Это человек, который, я поясню нашим зрителям, есть такое создание, Мураев, это хозяин телеканала «Наш» сейчас, раньше он там Ньюзван и так далее. И вот, потому что мой личный опыт, как Володя Кутовой, про которого, партнер Коли, про которого он говорит, как он просто классически в одни ворота, в 2 инстанциях просто. А я его назвал там всякими честными, но неприятными для Мураева словами, типа агент России и так далее. И Володя с таким европейским шармом, знаешь, он цитировал европейский прецедент, он красиво там выступал. Просто адвокат, приятно смотреть, как человек работает, хотя он же моложе тебя, Володя, да? Ну, у нас не очень большая разница. И, ты понимаешь, это же был единственный раз, когда Мураев проиграл суды. Да, он все журналисты по защите выиграл. чести и достоинства. Да. И тут нормальный адвокат вышел, и все, и тузик, и где, и грелка сдулась. Именно так. Да.
И я получил статус, то есть для иностранного адвоката нет необходимости сдавать экзамен, там, проходить. То есть это зачет как бы образования и статуса, то есть ты со своим который у меня статусом там. уже. Да. Ага. Это принимается как бы на веру, то есть, ну, я представляю все документы, что я там Понятно. числюсь адвокатом и так далее, и это позволило мне здесь открыть адвокатское объединение, уже мы ведем практику определенно, ну, вот, например, твой кейс с Мураевым и так далее. И в этом смысле это тоже определенный личностный рост, определенное развитие. Потому что ну, можно закупориться, как бы, условно говоря, в политических делах и как бы никуда дальше не расти, да, только вширь от того, что много сидишь и кушаешь. Да? А здесь это все-таки, ну, слушай, когда тебе 40 лет, ты начинаешь учить иностранный язык, да, это, ну, определенная как бы перемога и над собой в том числе. Я тебе дам прогноз. Ты обязательно начнешь новую жизнь. Я в этом, вот я как такой, ну, дед Ванга у нас Бабченко, а я такой прадедушка тихий такой. Вот, и я тебе скажу, что тебя ждет обязательно новая жизнь. Я, честно, это мое личное мнение, можешь никак не реагировать, я не вижу у тебя будущего в Рейхе, вообще у хороших людей я там будущего не вижу. И всем желаю готовиться, там, учить иностранные языки и в итоге переезжать, ну, я-то считаю, что в Украину честным людям нужно тут помогать бороться со злом. Но если даже куда-нибудь, что хотя бы ради детей, куда-нибудь уезжайте. Вот. А ты-то, я уверен, что тут найдешь и работу, и найдешь и друзей. Друзей-то у тебя, мне кажется, хотя ты и говоришь, что ты закрытый человек, но с тобой куда ни зайдешь, тебя все узнают. А в Крыму тебя узнают на улице? Да, в Крыму, конечно, узнают. А узнают в хорошем смысле или в плохом? Иногда даже на улице узнают. Есть такие вот эти русскомирные бестолочи, которые там, о, пошел это. Нет, вот такого я ни разу не встречал. То есть я только... Хотя, конечно, когда незнакомый человек подходит на улицу в условиях России, оккупации, это, ну, вызывает определенное напряжение внутреннее, да, но никогда никакой агрессии со стороны вот простых людей в Крыму я не видел, и все, кто меня знают, они всегда очень, ну, наверное, с каким-то уважением относятся. А как к тебе обращаются представители народа Крыма? Как они тебя называют? Ну, те, кто помладше, называют Николай Ага. Класс. Класс. Ну, я же друг, у меня даже крымско-татарского народа, мне на день рождения Нариман Джилял и Виджие Кашка тогда была еще жива, подарили такую, во-первых, халпа, и, во-вторых, специальную грамоту, где написано на крымтате и на русском языке, что я являюсь официально другом крымско-татарского народа. Для меня это, ну, предмет особой гордости. Да. Для меня тоже предмет гордости, что ты с нами. Потому что Спасибо, ну, да. все эти годы, ну не знаю, знаешь, много чего тут менялось, и многие люди, и некоторые люди предавали, кто-то там замолкал вдруг, кто-то в кусты отползал, кто-то чего-то. Вот, а ты такой неизменный человек. Притом, знаешь, говорят часто, что адвокаты, они беспринципные, их интересуют только деньги там, и так далее, и так далее. Но нет, все-таки нет. Не, ну деньги Нет, тоже да. интересуют, давай уж честно. Нет, ну в адвокаты не идут за благотворительностью. Понятно, что когда ты шел в адвокаты, ты, я уверен, думал, что там, что, ну, ну, мотивация такая. Во-первых, адвокатом, я мечтал быть адвокатом. Знаешь почему? Что ты не делай, все правильно. Защищай хоть преступника, хоть честного человека. То есть адвокат — это человек, который индульгенция так вот защищает. Как написал Достоевский в одном из своих произведений, адвокат — это нанятая совесть. Ну, понимаешь, Айдер, на самом деле я тебе скажу так, что в адвокаты я шел, уже поработав достаточно много в юридической сфере, да, и я шел из-за того, что уже тогда, а это было там середина нулевых годов, я чувствовал огромную несправедливость, которая происходит в России, которая происходит в правоприменительной практике, и я хотел как-то улучшить, как-то это сделать мир краще. Ну, да? слушай, я такой же был идиот, я пошел в журналистику, чтобы справедливость восторжествовала. Это было после всех этих, понятно, 91 год, развал Союза, прекрасно, все независимые, Украина независимая, Балтия независимая, я думаю, что Чечня будет независимой. И все. В итоге 43 года коту под хвост, Рейх плевать на меня хотел, на то, что я там мечтал, о чем я и мечтал. А у тебя нет ощущения, что ты много лет там зря провел просто? Нет ощущения, потому что, понимаешь, какая штука? Вот защищая политзаключенных, помогая им,
это же не просто ты пришел, помог, закончилось время и ушел. Да? Я всегда, несмотря на сложный процесс, работаю на результат. Ты до конца доводишь, ты не уходил ни с одного дела. Не да? уходил. И вот если мы говорим об украинских политзаключенных, то 28 человек, которых я защищал, удалось вернуть обратно, они дома. Вот ради этого результата, наверное, стоило оставаться там и делать то, что я делаю. Расскажи, приглашают ли тебя в гости в Крыму крымские татары, здесь моряки, которых ты вернул домой и так Регулярно. далее? Что тебе дарят, что говорят? Ну, в Крыму мне дарили картины, вот, например, с видами Бахчисарая. Вот, я себе даже повесил дома, очень красиво. Вот. Ну, понимаешь, тут же вопрос не какой-то меркантильности. Да, какая меркантильность? Вот, например, у этого Эйдера, Андрей, кажется, его зовут, да? У него папа, я с ним в Фейсбуке познакомился, он кузнец, например, он им, не помню, кортики, что ли, он делал и такое прочее. Я про какие-то символичные вещи говорю. Дарили, ну, не то, чтобы там прямо у меня какой-то музей, да, и большая коллекция. Для меня важно больше, наверное, человеческое общение, важно понимание людей и счастье в глазах близких, к возвращению которых я имею какое-то отношение. Какое выражение эмоций тебе запомнилось? Или от человека, который вышел из тюрьмы русской, или от его родственников? Обычно это очень такие серьезные переживания, то есть люди и плачут, и смеются, и как бы это... Каждая история индивидуальная. Мне просто не хотелось... Понял, все. На вопрос снят. Я по-другому сейчас в идиллию эту впадать, конечно, мы не будем, потому что есть успешные кейсы, но есть кейсы, которые выглядят безнадежными. И когда ты смотришь, в каких-то делах ты участвуешь, в каких-то нет, но все равно ты это знаешь. И адвокатов всех ты знаешь. Наших, которые Хрымлы там, и кто еще работает. Сроки страшные, количество огромное людей. Десятки, больше сотни давно. Сроки 19 лет, 14 лет и так далее. На что могут, на случай, на стечение обстоятельств, на международную защиту, могут рассчитывать люди, которых называют террористами без всяких оснований и отправляют в Россию на такие сроки огромные? Ну, понимаешь, какая штука? Еще бы там лет 5 назад я бы мог тебе сказать, что да, международное давление, оно может привести к результатам, и оно тогда приводило к результатам. Да? То есть, когда сидела, допустим, та же Надежда Савченко, да, решение там, парламентской ассамблеи Совета Европы, это было ого. Но путинский режим же, он тоже не статичен. Эволюционирует. Он, да, он или деградирует, там, смотря в какую смотря сторону. с какой да? стороны смотреть. Да. И те вещи, которые могли условно работать год-полтора назад, они уже остаются позади тех красных линий, которые он перешагивает с каждым новым днем. Вот. И сейчас я, честно говоря, не готов дать какой-то вот абсолютно точный рецепт, который бы сработал, ну, если не для всех, то для большинства. Наверное, внешнее давление, может быть, и является определяющим каким-то фактором, но какое оно должно быть по своей силе? Моряков тоже не просто так освободили. Да? То есть это но и Чайгоз с Эдмилом Миром, потому что там же тоже был задействован Эрдоган, да, а Эрдоган сейчас, его наказывает сейчас Путин, Турцию наказывает, значит, за то, что за поддержку территориальной целостности и уже Украины. шантажируют в открытую, говорят, если вы не признаете Крым, и так далее, и так далее. Да, поэтому я не готов сейчас ответить, вот как спасти тех людей, которым чудовищные сроки за терроризм. Рецепта нет, но який шлях, какой путь? Путь один – это объединение Украины со своими союзниками. Это должна быть сильная украинская власть, которая, безусловно, ориентирована на Запад, которая ориентирована на НАТО, которая, безусловно, держится сильного, это Соединенные Штаты Америки, да, потому что Европа сейчас безнадежно слабая. И только такой путь с активной позицией Украины, а не то, что ее подтягивают, вот давай ты к нам как-то. Нет, они сами должны. Вот тогда поддержат. И в освобождении политзаключенных тоже. Да, да. Это во всех аспектах. И в освобождении политзаключенных тоже. Но я надеюсь, что этот вопрос поставит вместе с западными партнерами президент Зеленский на Крымской платформе, которая собирается в августе. Потому что,
Это из гуманитарных это главная тема. Безусловно. Это люди в безнадежной ситуации, которых нужно спасать. Я надеюсь, что так и будет. И у нас остается 2 минуты. Ты, конечно, там не политолог, там, не политик, но как человек ты умнее многих политологов и точно умнее всех русских политиков. Вот я тут отвечаю за это. Захваливаешь. Нет, просто скажи, украинцы же они не погружены, естественно, в те дела. Каков твой прогноз с внутренних событий в России или, может, выходящих за рамки уже России на ближайшие, ну хорошо, год, 2, 3? Все будет только ухудшаться. Все будет только ухудшаться. Это как бы свойство режима. Путин и его окружение, они не молодеют. Это примерно люди одного возраста. С возрастом происходит определенное закостеневание мышления. Да, реакция усиливается. Поэтому гайки будут только закручиваться, все будет только ухудшаться. То есть я никаких надежд... Ну, слушай, у нас возрождают там ГУЛАГ в открытую уже. Поэтому никаких надежд на то, что придет какой-нибудь замечательный новый лидер или какая-нибудь политическая сила, никто никуда не придет. То есть пока оно просуществует там до определенной гонки на лафетах, кстати, вот эти вот аурусы, лимузины, да, вот, сделали похоронную комплектацию. Знаешь, как называется? Лафет. Вот, то есть там вот прямо есть такой писатель Владимир Сорокин, да, провидец. Вот живут прямо по нему, как по писанному. Ты серьезно говоришь? Это не шутка? Вот я сегодня утром в новостях видел. Вот. Но потом, когда-то, может быть, что-то изменится, но не из-за того, что это сделали изнутри, а из-за того, что оно обрушилось, и уже по новой что-то начали делать. Ну, а-ля СССР, да. Да. Спасибо, что пришел. Спасибо, что нашел время и настроение рассказать о себе. Я свою миссию частично выполнил, потому что я хотел, чтобы люди получше тебя узнали. Но все-таки не до конца. Я думаю, что мы еще будем встречаться и разговаривать. Тебе огромное спасибо от нашего народа, от людей, которых ты, свободе которых ты уже посприяв. Да. Я бажаю здоров'я, щастя, перемог. Дуже дякую, друже. Всем нам. И тебе в частности. Спасибо. С нами был великолепный Николай Полозов. Смотрите канал АТР, помогайте нам через Patreon. Каждая копейка, каждый любой вклад важен. Особенно сейчас. АТР работает для вас. И поддержка этого канала — дело чести, доблести и геройства. Где бы вы ни жили, где бы ни находились, если вы чувствуете сопричастность к борьбе за справедливость, к борьбе за Крым. Всего доброго, смотрите АТР, до новых встреч.